Этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет, говорит Захарова. Это очередное проявление мошенничества Салам, украинских марионеток. Второй саммит преследует всю ту же цель – протащить абсолютно нежизнеспособную формулу Зеленского в качестве безальтернативной основы решения конфликта. Стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких саммитах участвовать не будем, но мы не отказываемся от политико-дипломатического урегулирования кризиса, готовы к обсуждению действительно серьезных предложений, участвующих и учитывающих ситуацию на земле, сказала Мария Захарова, появилась цитата из нее. Здесь и сейчас. Невероятную историю спасения рассказал российский пленный. После попытки наступления на Херсонском направлении он 1,5 месяца провел на одном из труднодоступных островов в реке Днепр. Питался чем придется, пил речную воду. От голодной смерти российского военного спас украинский дрон. Азы просто икенче YouTube'на да кабызам. 2 YouTube бүгін. Бүгін иртәрәк башларга булдым. Бер кеше уже керде, сәлам. Сагат 7:40. Так, описание. Так, тема эфира: 2 года мобиком. Так. Ну все вроде. Все отметил. Итак, туванлар, башладык. Что мне с этим окном, блин? Воды набрызгало. Итак, все, вырубаем. Сейчас напишу, что я начал. Итак, жамағат, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Бірінші қобызылып кеткен YouTube'да енді 10 кеше болды уже. Бүгінгі тема, наверное, самый такой интересный болырға тегішінде, білмеймін енді нәрсе сөйлербіз, но самое интересное, что бүгін 2 ел бұл мобилизация башланғанына, кіші өлуіне, и 2 ел как біздің Башқұртстан мен Татарстаннан халық соғышқа кете һәм қайтып келмей. Именно қайтып келмей, потому что 2 елның ішінде біз көрдік, бір кімгәдір отпуска бирәләр, кімгәдір бирмиләр, кемдер вообще шул нәрсәләрдә қалып китә җирләрдә, үлеп. Шуның өчен мен ойлыйм, 2 елның ішінде если брать вот кеше туулуын нәрсәсен ала торган булсак, хатын кешене кеше туу һәм мусульманча хисап китап итсәк, һәр 2 елда бер бала тууларга тиеш. Примерно, әйме? Допустим, 2 ел тому назад, если бала туылган булса, хәзер мына 2 елдан соң хатын кеше туса, бик әйбәт булыр. Но ирләр юк,
Кишилер, получается, ир кишилер, получается, azaydi. Shuning uchun bek tagi zo'r deb o'ylayman narsaki bu problemaga biz uchradik. Boshqirdiston bilan Tatariston. Xalqni urus qirdi, polni rost. Shuning bilan biz tagi ko'ra turib shu aybirni ayb mana so'lab kelamiz betinde уже men mana грубо говоря 9 oydan beri so'lab kelsam, yanvarda boshlagan bo'lsam 9 oy bo'lgan грубо говоря. 9 oyning ishida hali bu tagi men informatsionniy narsaga kanalga chiqqanima bu ko'p vaqt tugul. Sug'ish bora 2,5 yil. U 2 yil mobilizatsiya boshlandi. Onu еще yorti yilında сколько военный o'lib ketgan biz bilmaymiz даже. Biz onu даже как-то so'lamadik-da, eshitmadik-da, ishimizda yo'q edi, потому что мобилизация yo'q, и нам было по сути похуй до этого. В итоге зато Украинада shu vaqtda уже yorti yil ichida, когда мы не думали даже об этом, xalq полный рост лежал, полный рост бежал. И полный рост этот кошмар путинский был точнее не до, а с февраля 22 года. А мы только это вчухались только 21-дан соң, сентябрьның 21-ында 22-ни. Грубо говоря, через 5-6 месяцев только мы очухались. Так, салам. Шулай, дуслар. Поэтому нәрсе айтырга енді мұнда. Бик печальная ситуация. Бұл нәрсе 2 yıl теге сугышны урыслар, наверное, радуются, наверное. 2 yıl сугыш бара, тегеле былай. И манкурты, Башкортостан белән Татарстандагылар тоже, наверное, радуются. Но нечем радоваться мұнда. Нечего радоваться. Мына теге комментаторлар попросили сегодня выйти пораньше, но мен как-то вышел. Ну, кстати, и вспомнил, чуть не забыл. Men ведь bu kunga nechikdir azarlanam deganim. No kecha, короче, kelib chiqmadi da endi. Ну, shig'irga ozgina bunda bir problemka chiqib, men narsaga chiqa olmadim endi. И сегодня чуть не пропустил этот день даже. Ладно, хоть chiqdim endi, Allohga shukr. Поэтому бик көп новостилар, и, конечно же, мы должны теперь осознавать, 2 yılның ішінде мы что сделали за 2 года и что у нас произошло. Башкортостанда нәрсе болды, Татарстанда и также башка республикаларда. Нәрсе біз выиграли, нәрсе мы проиграли, итог один. Минус люди, только минус люди. У нас только минус бара, без бірінде плюс тапмадық. Если вы думаете, допустим, которые шьют... Напоминаю, как вот эти чертовые сетки какие-то, на всякие Башкортостанда, группа, Оскан районында, которые сетки делают, какие-то военные чертовые сетки, и вы тем самым думаете, может, за 2 года какие-то денег заработали, там квартиру купили или там машину купили, разбогатели и так далее, но вы, это, как говорится, рано не радуйтесь, как говорится, за это время, за весь период этот вы просто запоминайте, что вы занимаетесь харамным делом и зарабатываете кровные, точнее не кровные, а именно в крови, деньги из крови, так скажем. Mana shunday siz narsakayda hozir замешательствоda yashaysiz. И этот момент, я думаю, никогда из истории не уйдет. Bu degani 2022 yil Boshqirdiston bilan Tataristonda bu tarixda qola turgan narsaki. 2 yil ishida siz tega 30 ming topgan ақшаңызны 200 mingga ko'tardilar bit endi armiyaga borganlarga, xotinlarga narsaga qolganlarga заставили шить эти чертовые какие-то, блядь, мешки, мангалы варить, блядь, и вот всякие хуйня bilan заниматься итирге. Итог один. Kishini avullardan ақшаларын талап аласыз, как будто kimdir ақша, этот помощь я, это потом оны жиберасыз, оны кишилерге барып жетәме юкмы Алла білә, кишилер үлә, итог нәрсә? Башкортстан белән Татарстанга опять груз 200 койта. Все, сіз ничего не выигрываете. Как сегодня кто-то где-то услышал, получается, кто-то захотел заработать на войне или там что-то в этом роде, только оказывается
там было сказано, что зарабатывают только могильщики. Могильщики, которые не успевают, наверное, копать. Бүтін Башқұртстанда, наверное, все земли перекопали. Нәрсекей, ғұмырда тулмаған нәнейлерімізден башқа оқыралар балалар. Нәрсекей, нәнейлерден қалған, точнее қалған deyəm. Нәнейлер вақытында әлі 10 кіші өлмеген кішілерні сіз зиратларны бүтінісін тутырып ташладыңыз қазір. Бүтін қабірстанларны тутырдыңыз қазір. Халық білән, еш халық білән. Mana shu narsani siz qachon anlarsiz ekan? 2 yil bo'ldi. Tegi sug'ish, nıq zo'r sug'ish 41 bilan 45 da 4 yil, 5 yil bo'lgan sug'ish. Bu onlardan qolishmi? Shuni yortasin o'tdik hozir. 2,5 yil sug'ish bor. 2 yil tugul, 2 yil mobilizatsiya. Onu unutmasga kerak. 2,5 yil ishida sizda narsa происходит, получается. Siz narsaga 41 bilan 45 ni narsasini yortasin уже yashab qo'ydingiz. Mana shuni o'ylagan, esga olgan kishilar bormi ekan? Men shularga olib tirim. Siz nindi uy bilan qortatabız borib kelgan sug'ishlarni olar bu aytgan, bizni narsaga unuqlarimiz ko'rmasin, bizni vunuqlarimiz tege narsalarimiz ko'rmasin degan sug'ishni biz o'zimiz boshlab o'tiribmiz. Biz o'zimiz boshlab shu sug'ishni получается qo'llaymiz. Кулыбыз, как говорится, и приветствуем, как вот эти же фашисты, таким образом лозунгом з буквы какой-то, з, койдан келіп шыққандары буква, и шуны білән, мына, если так подумать, до такой степени, получается, мы опустились, башқұрт білән татар, до такой степени уже, мен уже білмеймін даже, бұл, теге, тарихта қала тұрған болса, мы окажемся вот этот период, біздің ата-бабаларымыз өліп кеткен периодтан башлап, допустим, енді 80-ші жылдан алсақ та, где-то 90-ны айтмайым да, мен 80-ші жылдан, допустим, нәнейлеріміз, яшәгәнләребездән бирле 80-нан алып, мына 24-ші жылға қадлы 44 жыл ішіндегі бізге бұл шундай воспоминания оставит на всю жизнь, что мы вот за эти 2,5 года до такой степени оказались, ну, в чумошном состоянии, что мы это доказали всему миру, что мы не можем за себя постоять. Но мы тупо зато идем на войну за 200 тысяч рублей, которыми я олабыз, я юг, кулыбыз үзілі, аяғыбыз үзілі, башы да үзілі керек болса, потом у башны саживают его на копье еще, показывают на весь мир, что они какие-то дикие африканцы, которые жрут людей. Мына шундай состояниеда сіз думаете, что башқұрт білән татар когда-нибудь будет независимым? Вот если мы мына шундай хазыр состояниеда мы еще пару лет вот так повоюем с этой Украиной, бізде не то что независимость, мы даже өзімізді, как говорится, нәрсеге огородқа шығып ішлей алмайбыз даже. Потому что халық қалмай. Өзімізді икмәкні отыртырға, һәм бәрәңге отыртырға бізде халық қалмай. Не то, что там онда хатын туа, ирлер болмай, хатынлар, значит, башка милләттән туа башлый. Ул дегәне беренчедән качып кеткән урыслар кайта, Навальныйлар кирсә, Путин үлгәч. И получается, татар белән башкортны милләте тагын да төпкә төшә, и все шу белән бетте, онытыла инде. Вот поэтому как раз таки тот момент из Корана мы, говорит, Аллах Та'алам айта, одни народы приходят, другие уходят. Мана шунды біз халыққа әйләніп қаларға может біз. Если мы вот сейчас не будем развивать вот эту нашу защиту, самозащиту. И, к примеру, приведу последний сегодняшний вот этот новость, что произошло с ингушами и с чеченцами, с двумя кровными, так скажем, братьями, которые, как то же самое, что башқұрт белән татар, и, надеюсь, никто не будет против, если я такое сравнение делаю, башқұрт белән татар, также башқұрт белән казах, и примерно шунды, и дальше поехало. Ингуш белән, точнее, ингушларны, получается, по новостям, я так понял, отканлар чеченлар. И тот или ингуш, или чечен говорит, мы предупредили свой народ, чтобы они не восстали на друг друга туда-сюда.
как всегда, постоянно на всех каналах своих я твержу и в ТикТоке, и бүтін жерде, бүгін ТикТок yok енді пока çıkmayayım. Нәрсеке, твержу, что бүтін жерде, если вы что-нибудь посапались и в этом роде, вы сразу вспоминайте, что кто виноват. Кто здесь третий лишний? Шайтан. Кто здесь? Не сам шайтан, а именно чья рука вошла в это дело. Значит, тут долго думать не нужно. Урыслар. Все, эти узкозадые пролезли и там, получая, исходя от этого, что они не могли поделить какие-то сраные какие-то деньги, чьи-то деньги, кто-то делит, по пути попадают просто так невинные охранники, просто которые должны защищать это здание, они защищают и их убивают. Это полнейший идиотизм, это вот это и есть, что шайтан 24 сағат юхломый, 24 сағат шайтан работает над нами. А мы даже за эти 24 часа не можем уделить 5 минут на намаз. Не то, что там шайтан bilan kurashirga, bizni kuchimizda yo'q ona bilan kurashirga, если на то пошло. Мы же, получается, даже пятикратный намаз не выполняем. И ишабизda, tishabizda yuribыз, Башкортостан bilan Татарстанга особенно это касается. И сугышка барабыз. После всего вот этого увиденного, я думаю, каждый должен себе брать толк от этого, а не плохое. Каждый раз мен айтам, мына сіз айтасыз, гей парады Европада, туда-сюда. Ну, сен гей был ма? Кто тебя просит геем быть? Сен Европадан әйбәтен ал. Допустим, с того же ебанутого момента, нәрсәкәй, асфальт. Башкортостан bilan Татарстанда асфальт жүнні yok. Россияның үзінде асфальт yok жүннәп. Но вы возьмите асфальт. Вы возьмите асфальт, делать начинаете. Вы не становитесь геями, а вы делаете асфальт нормальный. Башкортостанда любой ауылында асфальт болсын, Татарстанда да асфальт болсын. Создавайте условия. И не будете геями. А сейчас вы не то что геи, а сосальщики. Вы сосальщики, получается, у Хабирова и у Минниханова, а они сосут у Путина. Вот и все. Как говорится, самоблудство, как говорится, не ручное блудство, а самоблудство. Блудите, получается, групповуху создаете. Шунардан соң милләттәгеләр, башкорт белән татарлар аңларга тиеш, что без не должны на всякие провокации смотреть. И когда мне начинают писать всякие комментарии, типа я провокатор, кутагымны тутсунлар шул провокаторлар үзләре, потому что я не провокатор, я пытаюсь разъяснить каждый халыкка, что ты делаешь вот так неправильно, ты делаешь вот так неправильно, и потом они начинают, мы сами разберемся. Последние смски были хорошие и плохие, последние вот этот пошел наезд кыргызлардан, тема вышла, загрузил, я довольно, ну как это, темы не было, да, тема была бы, я давно сказал бы, темы не было про кыргызов, и пошло дело про кыргызов. Почему я этот начал с кыргызов, потому что последние вот мына яңа ютубымда идут всякие комментарии, всякие хорошие, плохое. Мына вот последний комментарий: красавчик, брат, береги себя деген берсе мына. Есть хорошие, есть плохие, но минимально плохие есть, минимально. И сравнивая от этого минимализма, так скажем, минимального вот этого момента, и плохое было, и хорошее было. Но я стараюсь не обращать на это внимания. Но самое интересное, вот сравнивая вот этот, мен кыргызларны не затрагивал постоянно, менің милләтім кыргыз түгел да инде, но барыбер мен теге туганнарым болган үшін мен әшенәм олар үшін дә, как бы, ну, беспокоюсь, да, так скажем. Исходя от этого, я почему примерно китерям? Потому что пример китерям из-за того, что из всех вот этих взятых, получается, постоянно Казахстанна теге мактыйсың дип меня узбеклар әйтә, почему мен мактыйм, не мактыйм, да мактауда түгел, монда от того, что от видения этих комментариев ты понимаешь, что в комментариях одни, короче, агрессивно отвечают на мои действия, а одни непоняткой, как говорится, параллельные вопросы задают, и получается непонятность.
И мен понимаю, Хазар вот впервые недавно начал только эту тематику кыргызов, не знаю дальше, как пойдет, конечно, кто кого, как говорится, меня будет ругать, но я хочу предупредить сразу, что на меня обижаться не нужно, мен конкретизирую каждый факт, вот то, что вот произошло, я рассказываю, и постараюсь, чтобы никто не ссорился, наоборот, чтобы все были дружными. И шуларга айтып өтам, башкырт белән татарга место вообще не должно быть, даже место ссоры не должно быть, и причин даже на это не должно быть никогда. Также узбекларга да, казакларга да, кыргызларга да, таджикка да. И к чему я это? К тому, что вот именно вот вам пример этот закрыть хочу эту тему. Пример привожу из-за того, что она происходит с ингушами, с чеченцами. А это приводит к тому, что может привести к тому, что это просто көзбоямачылык. Көзбоямачылык это по-татарски даже я не могу это сказать. Ну, короче, это пока момент отвлечь, получается, всю Россию, когда украинцы ебут в Курске всех там узкозадых, и в этот момент, получается, сыр-бор создают с этими всякими нахуй валсберами, валсберы с вот этим бизнесом сраным, который нахуй народу, по сути, он не нужен. Нахуя они вообще нужны? Вообще, они нахуя, блядь, ихняя проблема нужна народу, блядь. Кешеда акша yok, bir narsa yok. Мында сугыш бара, блядь. И та фишка, пидорасическая фишка узкозадых, особенно, само собой, это Кремля, который пытается отмыть, как говорится, все дерьмо свое, тем самым, что травят, получается, ингушей с чеченцами. Ну, примерно ту сторону показывают, типа, ох, какие они же хуевые, а? Ох, какой, получается, тот же, на самом деле Кадыров нехороший, но, по крайней мере, тут затрагивается весь народ, потому что весь обычный народ-то живет там, в заперти из-за Кадырова. И также в Ингушетии такая же ситуация, и в Дагестане, и в Башкортостане, и в Татарстане, везде. И это дерьмо, получается, они хотят тем самым просто көзбоямачылык, ну, бля, как это перевести, хрен знает. Короче, просто, блядь, ну, хотят это свою сторону переиграть таким образом, то, что, блядь, нахуй, Путин, блядь, у них золотой, нахуй, и золотые яйца несет, нахуй, а вот, понимаешь ли, какие-то, нахуй, другие нации, получается, тут, в России, они, блядь, рулят парадом, нахуй, создали какую-то мафиозную группировки, блядь, и вся хуйня, блядь, вот эта вся параша от них, короче, не зря, как говорится, Раша-параша, вот вся параша вот эта льется от них. Таким же макаром продолжим теперь нарсакайында. Все оно это взаимосвязаны был эйберлер. Ең мөһиме, мұны этот постоянно искать ша айтам. Надеюсь, не забуду ничего, то, что произошло. Ең мөһиме теге күнне дә мин айттым бит инде уже, что 4 кызны тыгып куйганлар Татарстанда. По той же тематике, но только уже здесь реально как бы мусульмане, но татары, татарочки. Наши красивые татарочки, нәрсәкәй мусульманлар, намаз укыйлар, эчмиләр, тартмыйлар, сигенеп йөрмиләр дискотека буенда. Мына шундый кызларны, инәле әллә ничә балалары бар, аларның минимум 4 бала бар. Алар да шуларны уже зинданга утырталар. Мына шунарга да халык инде басмаса, и они подумают, что татарларга это касается, башкорт беләнгә дә тоже касается. Бөтенегезгә, башкорт белән татарга касается. Мына шундый, если вы до такой степени слабы, то скоро начнут безне хатыннарны зинданга утыртырга. Потом мына шунардан соң и думайте, кем монда мужик, кем, блядь, нахуй пойдет против Путина, а кто нахуй заткнется и испугается. Вот еще этот момент такой плачевный момент. Это было постоянно и в Дагестане, прессовка, и в Чечне. А мне почему-то постоянно я удивлялся, чего же Татарстан никто не прессует? Ага, вот тебе нахуй. Манасиня начался, пресс-хата началась. Так что нихуя вы нахуй не подлизы, нихуя вы нахуй, блядь, Путина кирган халык түгел сиз икән бит.
Putinni kutuna kirmagansiz ekan. Хоть ul, блядь, onda нахуй, xotini ona, блядь, пидораска какая-то родила от него, неизвестно нахуй, каких-то Иванов, блядь, и попов всяких родила она, блядь, нахуй, татарка, пидораска, если это правда. Но, получается, нахуй, татарлар, блядь, нахуй, второсортные люди. Чурки, блядь. Чурки, нахуй, с Татарстана, блядь. И, получается, вас, чурок, блядь, жен сажают. Понимаете, вот до чего докатились. И коямында, блядь, татар батырлары. Коямында башкирт батырлары. Когда Алсынова сажали, ха-ха-ха-ха, блядь, нахуй. Так ему надо, нахуй, да? Вот такие комментарии были, да, ведь, нахуй? Издевались, блядь, нахуй. А мана хазыр хотонларны тыгалар. Рахат мекен? Ничек екен, Башкирт белән татарларга это касается. Ничек екен, нахуй? Әтәч кебек, нахуй, монда Рафис Кашапов сөйли дә бит, нахуй. Толыгы юк. Türklерге, нахуй, упирается, блядь. Коя монда türклер ярдәм бирә? Коя, блядь, türклер, нахуй, которые, блядь, должны помочь, как братья-мусульмане. Кутагым, кутагым. Мана, шуның өчен, нахуй, башкирт белән татар пока не осознает и не встанет сам, блядь, нахуй, и не разъебет эту узкожопых, нахуй, никто нам не поможет. Мен birinchi sizni olib boram. Men azirman. Nahvoy, monandagi dunyoni da tashlab nahvoy qaytirgan men azirman. No menim bilan borgan kishi bormi? Menim bilan bora turgan. Rafis Kashapov boboylarni bet endi olib bormasmiz. Rafis Kashapov o'tira u boboy u. 60 dan usti. Onu bet ko'tarib bormaymiz. Того же Ruslan Aysin borarmikan? Ruslan Aysin, Kemal familiyasi ham battaga. Turkiyadagi borarmikan u bilan? Или этот Габбасов borarmikan? Мана, койда вопрос. Вот где. Это круговорот, блядь, нахуй. Если вот это мы будем сейчас, блядь, обсуждать, манда, күннер, сағатлар жетмәс, нахуй. Чтобы, блядь, вам донести, что, блядь, здесь же что-то не то, блядь. Даже любому тупому человеку это будет ясно. С улицы достаньте любого алкаша, татарина или башкирта, который бухает всю жизнь. И задайте ему вопрос, блядь. Мана, башкирт на татарны изяляр, нахуй. Мана, брат алкаш, блядь. Что скажешь, блядь? Кем мында виноват? Урысмы или безмы? Он ответит. Конечно, урыс делал. Но үзе бездә. А проблема дия. Нәрсә диясың? А потому что без куркабыз делал. Любой нахуй скажет. Не то, что там, блядь, икені куша білген киши, он подавно, блядь, нахуй, он нормально это будет адекватно понимать. Но адекватно понимать одно, блядь, а решиться к этому, блядь, и пойти к этому никто нахуй не готов. Из-за этого я уже не знаю, как это все нахуй преподносить, в каком соусе нахуй вам выливать нахуй. Разные, блядь, нахуй происшествия проходят вот за эти, грубо скажем, с открытия этого ебаного ютуба нахуй 9 месяцев, грубо говоря, да? Вот с того момента нәрсәгенә было будет надо нахуй. Меня дальше еще зайдем нахуй по ищу тебя, ищу точнее трупы, деген сайт как рябыз, ищу трупы Башкортостан. Вот онда тоже подписчиклар яза, что дохуя, блядь, что-то трупы появилось нахуй. Мен последний кірмәгәннән қарасаң, онда сохраняется и сколько сообщений, сколько движений там, и показывает, блядь, я как помню, было 65 непросмотренных сообщений у меня было. Значит, 65 примерно трупов, блядь, нахуй, вернулось в Башкортостанга. 65 трупов, блядь. А я недавно об этом говорил. Ой, біткәне юк, блядь. Ой, біткәне юк. Мынау сентябрь, блядь, 20-сіне бүгін, 21, блядь, 20 күнде, блядь, 60 киши. Но я, как и вам говорил, нахуй, что в день 10 человек мы теряем, в месяц 300, блядь, хуярят наших башкир татарларны, блядь. Вы не понимаете этого, блядь. 300 киши күніне Башкортостаннан китә, 300 киши Татарстаннан китә. Не говоря, что Чуваш, Мары, Мардова, Удмурт, это Бурят, Саха, бөтенесе, аларны да исәпкә алсак. Безне халык алар да. Как Алсынов сказал, кара халык үлә. Безне урыныбызга, блядь, урыслар килә нахуй. Лунадан, блядь, инопланетяне не придут, урыслар килә безне урыныбызга, которые сейчас съебались. Вот эта часть навальнистов. Ну, в кавычках навальнисты они. А у меня ни в кавычках ничего нету. У меня нету за мной, у меня нету тех моментов, от чего я нахуй съебался. У меня только один момент нахуй, от Путина. У меня нету нахуй ни навальнистов, у меня нету группы нахуй. У меня нету за кого-то я топлю, не топлю, у меня нету никого. Шуның өчен мен
только постоянно говорю, Boshqirdiston bilan Tataristonning xalqigina menga kerak. Xalqigina biladi. Xalqigina bossa, men azirman ular bilan bosirga. Qo'ya shu xalq. Qo'ya shu xalq naxi urus Putindan chiqqan xalq kerak menga. Urusga bo'ysunmay turgan xalq kerak. Urusga вообще qutag'in qo'yib qo'ygan xalq kerak menga. Qo'ya shu molaylar ovuldan, qo'ya shu yigitlar ovuldan. Shahardagilar latna maminkini sinki naxoy, inasini itaginda qochib o'tirgan narsa Totari da Boshqirdida naxoy. Ovuldagilar kuchli bo'la. Ovuldagi molaylar qo'ya u. Qo'ya u molaylar. Yo'q, bilad, yo'q, birsida yo'q. Bir ikki kishi yoza, bazaring et, ularga so'z yo'q. Bir ikki kishi bor menda, TikTokda da mana bor, onda bunda bor. Kimdir Toshkentdan chiqa, kimdir Qozog'istondan, shunday kishilar bor. Имеется в виду bizni xalq, Boshqirt bilan Totarni men aytam. Но ular bit тоже as. Они тоже ждут, когда вы подыметесь. Мы ждем вас. Qo'ya tug'anlarimiz, qo'ya bizni yoqqa ola turgan, urusga qarshi bora turgan ir kishilar qo'ya so'nglar. Men вот этого не могу понять. Где мы? Где вы? Когда мы уже начнем, блядь, нахуй буксовать против этой Москвы сраной, блядь? Как кто-то мне написал, где-то bir xotin menga yozdi. Shulay qo'yg'i bilan yozganingda. Исмда yo'q endi, точно не выскажу, но где-то, наверное, я ему, наверное, само собой, я ставлю таким лайк и пропускаю YouTube-то. И ол yozgan. Qo'yasun примерно, может, она тоже меня услышит, я не знаю. Ну, примерно по ее словам было написано, что она ищет, точнее, она ждет, что кто-то встанет. Народ ждет, что кто-то Башкортостанда уяна, Татарстанда. Понимаете, вот примерно вот с таким лозунгом было написано, аж от таких слов, аж этот, елысы килеп китә. Понимаете? Пиздец нахуй. От того, что мы до такой степени нахуй опустились нахуй, что мы не можем, блядь, нахуй поднять свой зад нахуй, блядь, и пойти нахуй на Москву, блядь. Хоть и которые, блядь, на мобилизацию пошли, блядь, кулада автомат, блядь, олар даже боралмыйлар нахуй. Это что за хуйня, блядь? Это что за, блядь, сыхыр, блядь? Сыхырлаганлар бит сизни, блядь, нем бәтәгеләре. Кем сизни сыхырлады, блядь? Урыс мыны? Урыс, блядь, Путин, нахуй. 25 ел ішінде сыхырлаган сизни, нахуй. Ну, значит, как мне сказали, укытып җибәрергә кирәк. Берсе язган миңа. Укытып җибәрергә кирәк тогда сизни. Барып чукынмастан, нахуй, мәчеткә барып укыгыз, дуга кылыгыз. Mana bit inguşlar 2 kishi o'lgani uchun zikr qilganlar. Mana chiqib Boshqirdiston bilan Tataristonga butunigiz chiqib Ufaga zikr qiling'iz. Butun musulmonlar chiqib zikr qiling'iz, что biz birgamiz. Bizni bir kim o'qitmagan deb. Tövba qiling'iz chiqib. Balkim shunda yuragingiz ochilur Moskvaga boraga qarshi sug'ishga. Ha, siz qachon o'lisiz boraga? Men anglamayman. O'lgash что ли? Или men o'lgashmi? Shulay Zaki Validiyda o'lib ketdi, Salovat Yulayevda o'lib ketdi, misqillanib o'lganlar olar, misqillanib o'lib ketgan kishilar. Biz uchun o'lganlar, xalqim deb o'lgan. Sizda yo'q andi. Siz narsa naxuy, блядь, utknulis telefonga bora, like qo'yib o'tirasiz yoki, блядь, блевотинский naxuy etalarga, blogerlarga, которые там жопу показывают, это, блядь, это, ну нахуя. Ну, вот вaqtni можно тоже оставить на потом. Можно было бы сейчас сразиться, mana quttaq boshlarni quvib chiqarga Boshqirdiston bilan Tatariston. Потом rahatlanib yasharga. Можно же? Можно. O'lib ketsak-da, og'zini atishim naxoy. Ну, qola bit bolalarimizga, bolalarimiz bit yashasi kela, ularni da biz uchun bit kurashgan bit naxoy, предки наши. Сдохли же за нас, блядь, нахуй. Чё мы нахуй не можем, что ли? Это что за хуйня? Мен anglamayman, блядь. До такой степени biz нахуй это никчемные, что ли, блядь, немощные, что ли, что мы не можем, блядь, просто взять, нахуй, эти ебаные, блядь, калаш, блядь, и разъебать этого Путина? Почему мы не можем это сделать? Нәрсәгә без, нахуй, безне бит хуҗабыз юк. Siz, может, Хабировны хуҗа дип уйлыйсыз, Рустам Миңнеханов белән. Алар безне хуҗа түгел, поймите. Каждый человек свободный. Безне хуҗабыз юк. Запомните это раз и навсегда. Безне хуҗабыз только Аллах Таалам. Безне хуҗабыз юк. Мин дә сезгә хуҗа түгел. Мин дә хуҗа түгел. Мин дә сезнең белән тең барабар барам. Кирәк булса галош киям, кирәк булса итек киям нахуй, кирәк булса кирзой сапог киям, берцы киям нахуй. Сезнең белән буду ничем отличаться нахуй.
У меня нахуй этих нету нахуй, медалей нету. Я, блядь, просто, блядь, рядовой, блядь, служил. 2 yıl нахуй. Просто, блядь, кіші кебек барам мен сіздің қырда. Но мен бір өзім бара алмайм бит, блядь. Бір өзім нахуй, мені хули, блядь, там, любой один ёбнет и все, блядь, закопает, даже не будет закапывать, просто нахуй жында шеребетам и все. Бір өзім. Ну, барғаш бит, блядь, бүтін Башқұртстан мен Татарстан баруға керек. Мәскеуге қарсы. Понимаете? Ультиматум білен баруға керек. Бір генә ультиматум. Ультиматум только біреу генә булырга тиеш бездә. Біз независимостьны алабыз или біз уже отладық син якка диергә керек урысларга. Отладық. И чё он нам, блядь, ядерную бомбу кинет в Уфу или в Казань? Или чё? Нихуя не сможет сделать. Олар бит акча үшін үлгән кеше. Олар не смогут свое добро сжечь. Они не смогут. Они просто на понтах, нахуй, блядь, нахуй, пальцы веером, они чисто вот так, блядь, кабенятся гына, и все. Олар ничего не смогут сделать, урыс кутаклары. Он духы югаларны, блядь. Дух, біліп қойыңыз. Бізде генә дух. Сіз сугышта думаете, урысларны духы бар мыны? Көрмейсіз мені? Қайсандыр сіз видеоларда көргеніңіз бар ма? Татар белән башкорт елағанын. Мен көргенім юк. Нахуй. Көрсәм мен шығарып қоярым. Татар белән башкорт елап тұрып, мен сугыштан качтым, ките алмыйм деген кеше юк бит. Только урыслар чыга. Күрәсезме? Безнең халыктан берсе чыкмады әле шулай. Значит, улар чыкмайды андыйга. Потому что для них это западло безнең халыкка. Поэтому урыслар безне эшләтә үтерә. Потому что мы не даем заднюю нахуй. А вы не можете этого понять, блядь. Не можете, блядь. Только урыс нахуй будет ныть нахуй. И в армии так было нахуй. И в армии нахуй они только могли толпой хуяриться нахуй. Как вот дагестанцы. Ну, дагестанцы это мусульмане, а эти пидорасы узкожопые. Вот так вот. Поэтому, исходя от этого, бізге Мәскәүгә барыр өчен халык кирәк. Башкортстан белән Татарстаннан баса торган халык кирәк безгә. Корал. Мына мен коралны да улим да бит постоянно. Әйтәм, инвестор кирәк туда-сюда. Ул, блядь, коралы да шунда табыла мен дип уйлыйм инде уже нахуй. На сухой конец, блядь. Башкортстан белән Татарстанда да корал да хуя мен улим, блядь. В всяких коптерках везде нахуй есть там, блядь, ружье нахуй. В ментовских нахуй, всех, блядь, этих зданиях есть бүтін нәрсе бар анда нахуй. Так что бізге в первую очередь түрмәне ачырга кирәк. И бүтін ментовкаларны нужно оружейники вычищать. И все. Бездә корал була. И все. Попутно нахуй БМП, БТРлар болса, аларны да менеп китәбез нахуй. И все. Еще нам надо нахуй. КамАЗлар бар. Казанда КамАЗлар бар нахуй. КамАЗда китәбез нахуй Москвага, блядь. Пизду, блядь. Все КамАЗы все равно не перехуярит никто нахуй. А если даже с самолета будет хуярить нахуй, здесь безга украинлар помогут с этими, как раз с дронами нахуй и всякими дальнобойными ракетами нахуй. Ебанут они нахуй, как раз любят они самолеты ебашить узкожопых. Так что мы же, как говорится, не с бухты-барахты выйдем нахуй в это дело. Пойдем с договором. Главное, халык кирәк хәзер. Хотя бы нахуй, мең кеше кирәк хотя бы. К этому, понимаете, кипиш начать. А потом тюрьму вытащим нахуй, с тюрьмы еще народ подтянется. Алсынова возьмем с собой. Шундай хәл, дуслар. Так, ладно. Короче, почитаем смски. Так, башкортлар кайда деген мында. Да, отвлекающий маневр от темы войны. Ну да, маневр конкретный, получается, постоянно они находят отвлечь людей. То там что-то произошло, тут произошло. И исход такой, что типа они не воюют. И Путин начинает ездить, блядь, то туда, то сюда, нахуй, катается и нам баттага, нахуй. Долбоеб. Как будто он, да, блядь, война не идет для него, блядь. Добрый вечер, привет из Минска. Салам, Минску. Барлық Түркия халыкларны берекелі күч бердекті. Я, мангурты ждут, наверное, чтобы женщины взяли за оружие. Шуна и там бит, да. Насчет женщин, да, как раз тоже напомнили. Насчет женщин. Уже вышли же, вот. Сегодня будут ночевать эти мандалошки узкожопые.
Представили, да? Узкие женщины вышли нахуй на сраный митинг, блядь, за своих мужей. Потому что икил уже кутак курмилят, сагешерге керек нахуй. Поэтому им уже тяжело, блядь, нахуй, кутак сагешерге, блядь. Понимаете? Исходя от этого, они уже вышли, у них терпение лопнулось, нахуй. Уже, блядь, постоянно, наверное, соседей, как говорится, их удовлетворяют. А уже надоело им тоже, наверное, соседям тоже удовлетворять чужих женщин, блядь. И вот вышли они, нахуй, искать своих мужей, блядь, от Путина, нахуй, ищет. А Башкортостан, Татарстанда все такие ровные, блядь. Как будто Башкортостан, Татар, Ульми и бір кем шықмай даже, нахуй. Зато урыслар шыға, блядь. Урысларға ведь все можно. Русская община можно, узкая община можно, северный человек можно, а Башкортостан, Татарга ничего нельзя, нахуй. И хотынлары да шықмай. Эй, ульгән ингәнинде ауызына тычым, нахуй, блядь. Бір башкорт әзәйді, татар әзәйді. Ну и хуй с ними, нахуй. Да, ведь вот примерно вот такая тематика, нахуй. Хазар пересчитаю всех, кто в онлайне. Черт, Руслан, Урал, читай, не пугай. Так, ладно. Странные люди сидят. Так, мындауку bizinde. Так. Ультраlar кішілеріне. Ну, шunu айтам бит енді. Mana бүгін 21 сентябрь мен Москвада едім. Рахатланып, нормально яшап ятайын. Біріне соғышны да білмеймін, нахуй. Бір нәрсе менге керекмей, блядь. Яшайын, блядь, тихо, мирно, нахуй. И нәрсе, этот Кутакбаш говорит, 21-го, нахуй, этот будет, нахуй, мобилизация. Потом вот эти 3 дня, которые я раздумывал, я долго не думал, нахуй. 3 дня, нахуй, думал, что это, нахуй, не мое, блядь, и съебался. Вот эти за 3 дня, я уже раньше тоже рассказывал, блядь, уже постоянно рассказываю, ведь, да. Я охуел, блядь, нахуй. В Москве, блядь, мужиков, блядь, не было, нахуй. Я же на работу езжу, блядь. Москвада халық қалмады, мужиклар юг, иняннеке дедім, блядь, куда-то что-то делись. Домой пришел, я говорю, что-то на улице никого нету, блядь. Одни женщины ходят, где мужики, нахуй. Это было очень заметно, потому что Москва поделена тоже по районам, и ты, когда живешь в одном районе и работаешь в одном районе, ты понимаешь, кто куда ходит и какие магазины. И как раз таки да, по магазинам было. Исходя от этого, я понял, что, блядь, нахуй, холок юг, блядь, иркишлер, вообще югые, блядь, одни какие-то старики ходили там, все, молодежи не было. Потом я через 3 дня это понял, нахуй, что, блядь, это на границе, нахуй, сука, блядь, Самары было 15 километров, нахуй, длиной, блядь, в Казахстан, нахуй, в машинах стояли эти долбоебы, в своих машинах, половина из них покидала машину, шла пешком, блядь, нахуй. Даже машины им не нужны были, блядь. Машины выкинули, блядь. До такой степени, нахуй, урыслар, блядь, зассали, нахуй, в тот момент, блядь, и съебались. Я был в шоке просто, нахуй. А Мин зассал или нет, наверное, нахуй. Больше, наверное, у меня была, наверное, мысль, то, что Мин мусульман, и Мин сугуштуголь, нахуй. Вот это была у меня одна мораль, блядь, в голове. А само собой и родственники у меня с Украины, потом эта часть, вот это тоже волновало. И итог, что, блядь, это то, что точно Мин сугуштуголь, нахуй. И у меня не было таких целей, мыслей еще в то время, что Мин, блядь, буду, блядь, вот так бороться, нахуй, сидеть с окна, выглядывать, нахуй. Я не думал бы он нарисовали. Потом это пришло к тому, что, блядь, от чего это пошло? Потому что, блядь, что-то это мобилизация, нахуй. Киши крыла пошла, да, блядь. Это что-то я не понял этом, блядь. Что за херня, нахуй? И вот потом только, наверное, я дозрел, блядь, что надо, нахуй, пиздец, нахуй. Что-то делать. Мы наш дыхаль. По-русски можно? По-русски, да, можно, конечно. Салам алейкум, бауырам. У нас капец, языки похожи, казах, блин. Брат, можешь ответить на мои вопросы? Можем, конечно. Языкас. Сейчас почитаю. Так, как ты думаешь, Россия со своим влиянием и армией с ядеркой позволит ли самостоятельной политике? Само собой позволит. Когда КамАЗы поедут с Татарстана, заебутся нахуй они там. Все сбегут нахуй. Да, татарларда, ещелер татар кызлары. Шулай шул, блядь, ещей шул, блядь. Брат, почему мы, казахи, с такой землей, у нас все таблицы Менделеева, нефть, газ, все есть, и, блядь, живем в жопе. Жму автору руку. Рахмат. Даша Карплук, спасибо. Қоя барырға уйладың? Қоя барырға міне? Суғышқа қоя барырға. Суғышқа барырға.
Малайлар, давайте нахуй, соғышқа барабыз нахуй, Украинға түгіл, Мәскеуге, Мәскеуні, блядь, вақыты жетті, өлерген нахуй, Москваны үтіреге керек, понимаете нахуй. Сіз оңламайсыз просто, өзіңіз үтіріп, блядь, үйрейсіз нахуй, балаларыңыз қала, блядь, отасыз, блядь, сізге шу керек ме? Ладно, ол отасыз, потом балаларыңыздың мәктәбі болмай, татар мәктәбі yok, башқұрт мәктәбі yok нахуй, ауыллар yok. Süt koymak yok. Ёптагадынский. Siz вообще улисizmi narsaga вообще, а? Вообще деградация, блядь, деградация нахуй. Мы даже не знаем, как мне постоянно тыкают нахуй. Жиды буынны білмейсің. Жиды буынымны даже мен білмеймін, если на то пошло уже, блядь, нахуй. Мені жиды буыным кім болған білмеймін даже, потому что мен білмеймін история қойда, кім yazған, нәрсе yazмағанлар. В итоге, получается, мен только білем, что менің қортатайым бары, қортатайымның әтәсі бары, все, вот там останавливается. Дальше я не знаю. Дальше я не знаю, блин. Понимаете? А казаклар бля. Казаклар бля, потому что они успели это выйти с этого дерьма и, как говорится, быстренько свою историю в руки взяли. А без нихуя не можем историю взять, потому что, блядь, нахуй, даже этот винегрет ваш, блядь, в Татарстане, нахуй, вы даже сами не знаете, нахуй, откуда татары появились, блядь. И какого хуя они появились в Башкортостане, у татарлар. Тоже на этот вопрос были война и мир у меня в комментариях. Шулай, дуслар. Бүгін мына как раз бір қыз bilan сөйлештім, Ульяновскийдан. Блять, ну, надеюсь, ее нету тут, нахуй. Ну, когда-нибудь, может, она услышит об этом, нахуй. Но пиздец, нахуй. Это такое высокомерие, я ебал в рот, нахуй. Мен татар дия, ну, Ульяновский да, татар тілінде сөйлеша. Ну, онсына Аллаға шүкір. Но высокомерие, нахуй, зашкаливает. Урыслардан да үтіп кеткен высокомерие, если на то пошло. Мен бит айтам, нахуй, блядь. Постоянно айтам. Если ты берешь от других какой-то пример, нахуй, бери хорошее, а не плохое. А наши берут только дерьмо, нахуй. Ходить без штанов, намаз не читать, хоть и говорят, читаем намаз. Понятно. Потом, блядь, нахуй, быковать, нахуй, как это, типа, она только хозяйка, нахуй, она, блядь, нахуй, как это, самодостаточная, блядь, ёб твою мать. Она имеет деньги, она имеет работу, вот, блядь, это не унижение ли, нахуй, тех же обычных, блядь, аульских пацанов? Это не унижение ли, нахуй? Вот это дерьмо, нахуй, накапано, блядь, біздің татар башқұрт қызларына, нахуй. А біздің әнейлеріміз ондай түгілей, нахуй. Понимаете? Вот в чем прикол. А он еще, нарсяга они такие стали, распущенные пидорасками, нахуй. А я отвечу вам, нахуй, почему? Потому что, нахуй, татар, блядь, башкорт, нахуй. Татар особенно, блядь, нахуй. До такой степени, шупряка айленган, нахуй, тряпка, блядь, если кто не понимает. Шупряк это тряпка. Шупряка айленган, нахуй, что, блядь, нахуй, ирен, блядь, хатана, нахуй, не может держать, нахуй, блядь, а вот дома, нахуй, командует только татарка, блядь, нахуй, без заварки, блядь. Поэтому, нахуй, блядь, ирлик, нахуй, деген нәрсе, бізде біткен, нахуй, біткен. И это не называется, что я чмырю, блядь, татарларна, а это называется, нахуй, утыкаю вам, нахуй, чтобы вы поменяли свое мнение, нахуй, на женщин. Из-за этого, мана, дурт қызны тығып қоялар түрмеге, потому что оларны защитить некому, ирлер yok, блядь, потому что. Кем сендерні өтіріп жатыр, айтсы, не болып жатыр, ноғай бауырлар. Так, урыслар өтірі бізді, урыслар. Что там, война сказал, на узбекский язык похож. Да, Казахстан с вами. Узбечаем я программа. Половину не понимаю, но на чушь не похоже. Наша бытность. Ну, явно уж не чушь, блядь. Узкожопых убивать это не чушь, а надо убивать их. Мирзам Мативич, как дела? И татар егет, неге бізнекен хурлысын, ант иту бітір. Антиту бітір. Блядь, оңнамадым. Бізнекен хурлысын, блядь. Татарларны хурламай, нахуй. Кімні хурларғасың, нахуй. Сіз, блядь, урыс пәтәгіне кіргенсіз, нахуй. Оңнамайсыз. И еще хурламады я меня. Вот это, меня удивляет, нахуй, то, что, блядь, узбеклерде да шундай, блядь, тематика. Какого хуя ты, говорит, узбеков унижаешь? Я им 100 раз сказал, нахуй, пиздуйте из Москвы, не подметайте Москву, блядь. Это что, я, блядь, плохо что-то говорю? Обосновываю, нахуй. Нехуй предъявлять мне. Татарларга айтам, нахуй, нехуй, блядь, присосали, сука, нахуй, нефти, нахуй, татарстанскому, а который, нахуй, доит, нахуй, урыслар, блядь.
Охуенно, нахуй. Триллионами, нахуй, отдаете Москве, блядь. Охуенно, нахуй. Тоже мне, блядь, нахуй. Ничего не выебываться, бля. Конечно, буду выебываться, бля, потому что, нахуй, шу нарсаны туктатырга керек, блядь. Татар, бля, башкирт, нахуй, не должен, блядь, отдавать бабки, нахуй, с Татарстана, с Башкортостана, Москве, блядь. А это означает, значит, мустакиллик, блядь. Это означает, значит, независимость, блядь. Вот к чему мы идем, нахуй. Точнее, блядь, я иду. А вы что-то тормозите, блядь. Я же говорю, блядь, нахуй, Рафис Кашапов тоже бурду, блядь, 30 лет, говорит, борюсь, говорит, нахуй, бурда, блядь, 30 лет на ищенда, блядь, алля нарса можно было бы сделать, нахуй, если ты нормальный оратор, блядь, если ты нормально действуешь, нахуй, алля нарса можно было бы сделать, нахуй, но, увы, блядь, нахуй, он тоже ничего не смог сделать, потому что, нахуй, причина вся, блядь, в тех же хайванах, татарах, которые, нахуй, продались этому узкому миру, блядь, нахуй, и башкиртларда, которые поставили этого ебаного Хабирова, а Хабиров, нахуй, башкирт тугулю, татар дейдилер, нахуй. Да хуй поймешь, блядь. Уже кому верить не знаешь, блядь. То татар, то башкирту, блядь. Один хуй, блядь, ikisi de. Короче говоря, урыска яткан манкуртлар, нахуй, бізге душман. Вот и все, надо запомнить это раз и навсегда, блядь. Это я и втираю, и узбекам втираю это. Пытаюсь додолбить, нахуй, что Мирзияев вас ебет, а вы ему, нахуй, блядь, еще, блядь, руками машете, блядь. Харсак, нахуя, блядь. Ой, блядь. Ладно, хоть, блядь, он сейчас чуть-чуть подписал, сейчас в Германию пойдет, нахуй, 400 медсестер, красавец, узбекских, в Германию поедет, хоть что-нибудь заработают, иншаллах. Главное, не Москву сраную, блядь. Также кыргызларга да это, Москваны, хватит уже, приезжайте мынанда Европаға. Мынанда келегіз. Европада рахатланып ишлегіз, хоть нарса ишлегіз. Кстати, для тех, кто хочет в Европе поработать, вам новость. Вот в последнее время я это пытаюсь решать. Вот вчера меня стрессяк был, у меня не было. Короче, за эти дни я понял одну вещь. Короче говоря, разговаривал я с одним чеченцем. Он сказал, что, блядь, в Париже работы черной дохуя и больше. Говорит, проблемы нет работы найти по-черному. Это означает, узбек, кыргыз, таджика, еще раз повторяюсь, кто хочет приехать, и которые, блядь, говорят, что мы не поедем. А, сегодня кто-то написал, $3000 керек, барганы чителге деп bitta узбек yozib yuboribdi. Men seni tushunaman, tуда-сюда degan. Yarar, rahmat, tushunasan. Но, одна вещь. Нахуя вам виза, если вы, нахуй, все равно здесь можете по-черному работать? Объясните мне, нахуй. Бүтін кежамада по-черному можешь работать. Я не могу, потому что у меня подвешенное состояние. В моем городе не берут на работу, нету работы. Или нужно пиздавать в центральное Парижга. А вы-то, нахуй, не беженцы, а мин беженец, понимаете? Поэтому я не могу рыпаться, нахуй, и трали-вали лишний раз. Вот в чем моя проблема. А ваша проблема, которые едут за деньгами, за длинным рублем, нахуй, в Москву, вы можете поменять место локации, нахуй, ехать сюда, блядь, как нормальные цивильные люди, блядь. Узбек башың белән, кыргыз башың белән, таджик башың белән, кил, нахуй, урыс телендә сөйләшмәстән, ятлагыз, нахуй, француз телен, блядь, килегез монда эшләгез, или Германияда эшләгез. Пиздец, блядь. Вот. И, кстати, вчера еще пару часов разговаривал с одним узбеком из Германии. Это тоже вам... Так, тоже новость это. Короче, да это всем новость. Башкортостан, Татарга, да это новость. Да всем. И Казахстану. Короче, этот чувак, получается, живет уже 2 года. Также этот уехал только с Украины. У него, короче, номер 24 называется. У них пропуск, как у украинцев. Получается, сам с Намангана. В итоге, короче, у него 4 детей, бір малайы Украинада туылған, малайлары Украинада туылған, бірісі мында Германияда туылған, 4 малайы бар, байватча, как говорится, и нормально живу, сказал. Ну, пиздеть не буду, он сказал, то, что он на 4 получает 2500, нахуй, дом огромный им дали, машина есть, 2 машины даже, сказал тот друг мне. Не он сам, он же не может сам хвастаться. Другой, который в гостях у него был, он хвастался. Кстати, дагестанец в гостях у них был. Гостит, короче. И в итоге, короче говоря, 2 машины, дом дали им. 2500 в месяц дают, нахуй, как беженцы. И живут. Что еще надо? Что еще нужно?
Еще что нужно? А если вы приедете, то в месяц будете получать по 2 косаря минимум. В месяц. Приехали, по черному нахуй, устроились, и все. И все. Заехать нахуй, кстати, пишите мне в телегу, помогу, как заехать. Ну, как говорится, там все расскажу. Виза нахуй вам не нужна нахуй. Приезжайте на один конец только. Заехал, а какой-то умный уляма. Когда тебя пинком под зад кинут, ну, как русские точно не выкинут, не этот. Вот в этот момент и уедешь. А до этого ты дохуя денег заработаешь. Так что не ссыте, едьте. Так, это была чуть-чуть реклама. Так, дальше читаем. Как будто бы реклама, да. Ничего не рекламирую, так, просто вспомнил. Сендер не köp özlerine... Ой, бля, что-то произошло. Özlerine alıp жатсыңдар. Салам алейкум. Так. Башкортларда снова насобирает, сказали 500 человек собрать. Типа глава сказал. Пиздец нахуй. Вот я говорю, мана, курдагес, 500 человек уже собрать, блядь. Глава сказал. Гандон, блядь. Это Хабиров. Значит, 500 человек, это значит 5000, блядь. Не 500. 500 это так, для людей. А нашкребут ауллардан будут сейчас дергать каждого. Как раз электронная повестка, блядь, нахуй. Подключили электронную повестку. Мне да, этот ебаный, блядь. Гей-услуга кильда меня да нахуй. Госуслуга тугулю, гей-услуга, блядь. Гей-услуга меня кильда нахуй. Тоже какая-то хуйня, но я не захожу. Пизду. Чтоб нахуй этот. Ухамаган баламин да нахуй. Кремим нахуй. Вот так поверхностно. Поверхностно только смотрю и все. Так. Так, ладно, читаем дальше. Тут этот, нечаянно, смс пришел. Так. Қосалсаңдар ғана бір боламыз. Сендерде не болып жатыр? Так, мен аңламайм. Татары отделять от России, Узбекистан, казахи, Киргизия, остальные народы. Турана, мы с вами. Так. Тусунмедим. Татары, давай переезжайте к нам. Казахстан. Что там делаете? Это ваша тоже земля. Это земля наших предков. Казах, булар, урыс, турайлы айтып атыр. Казах, булар, урыс, турайлы айтып атыр. Бегірек сугін не болып жатырсыңдар? Вас что, жмут с вас? Ты комментарий читай. Да, вот пытаюсь читать, все верно говорит, а я им урус кутак киряк. Вы смешно материтесь. Ну да, етер. Татарстанда нефть добывать ителер, а кишлерден хаман акша сыгалар. Кишлер үшін нихера не делают. Ну шуны айтам бит инде. Ну мына шуның үшін бит инде, мына татар, наверное, язайын да, білмеймін, татарша язган бит инде. Чисто татарша язган. Татарларга айтам, башкортларга айтам, туганлар, блядь, жанларым. Шығығыз нахуй шул, блядь, нахуй урысқа қаршы. Давайте жиылық deyam. Мен уже туйдым бит инде. Постоянно айтам. Ну мен туйдым deyam да бит. Ну бары айтам мен, тоқтамайм мұны. Енді я вообще к слову говорю это. Мен нәрсе болса да, пока урысыны біз жоғалтмаймыз Башқұртстан мен Татарстандан. Мен тоқтамайм, Алла берсе. Тірі генә болайым. Тоқтамайм. Бізге шулар үшін агитация эшләргә кирәк. Башқұрт белән татарга әйтергә кирәк. Безне урыс хужа түгел. Безгә хужа түгел ул, понимаете? Безгә Хабиров та хужа түгел. Еще раз повторюсь. Рустам Минниханов та хужа түгел безгә. Они вообще никто. Это ставленники просто. Понимаете? Они не за народ. Они не мы. Они, как говорится, не мы это. У халық түгел алар. Алар просто продажные шкуры, которые, блядь, имеют бабки, доят Татарстан, Башкортостан, им платят, делают, что хочешь, но столько бабла мне выдели, я. Мафиозный клан, понимаете? Москва жибарля миллиарды, триллиарды, как я где-то повторял, я уже не помню эти цифры, 1 триллион, не спиздеть, блядь, 462 миллиарда, блядь, выделили в 22 году, я говорил. Я за 23 и за 24 даже не знаю цифры. Но вот кто знает, напишите, сколько бабла Башкортостан отдал в этом году, в 24 году Москве. И Татарстан сколько бабла выделил. Прям цифрами можете написать, я не знаю, я их смогу ли прочитать вообще, нет?
Блять, там нулей дохуя. Bosh ishlamay. Что ли, чушпаны? Знаете ли вы башкуры о каракалпакском народе? Знаете ли вы башкуры о каракалпакском народе? Ну, Каракалпакстан знаем, конечно. В Узбекистане. Мен Узбекистаннан да енді. Да. Каракалпакстан, как мне кто-то сказал, то, что там много узбеков, типа, он не будет выделяться. Типа, про это, типа, не говори даже. Типа, на меня наехал один узбек, сказал, типа, Каракалпакстанда одни узбеки, перемешанные, по сути. И типа Каракалпакстана даже, типа я рот, чтоб не открывал даже. Мне вот так предъявили, где-то помню. Типа нельзя об этом говорить, что ли, что-то такое сказал. Типа они не должны отделиться, туда-сюда. Вот такая херня, короче говоря, блядь. Короче, я не знаю, блядь. Кто кого там, блядь, ебет, непонятно, но суть я одну только скажу насчет этого тоже. Узбеклер нахуй ашуланып қойды, аузына тышим, блядь. Ульсынлер онда нахуй. Каракалпакстан, как Башкортостан, блядь, если в таком положении, вот как мы на Башкортостан, блядь, Татарстан под Русней и Каракалпакстан под Узбекистаном, значит, пиздец, нахуй, дела у вас. Я вам скажу, нахуй. Вы тоже, значит, от русских не отличаетесь, нахуй. И не нужно выебываться, нахуй, здесь. Значит, Каракалпакстан, Узбекистан басып алған. Значит, это нужно, блядь, признать. Понимаете? Вот в чем прикол. Если вы, как говорится, тоже будете бороться в свое время против Каримова, допустим, нихуя не боролись, сейчас против Мирзияева кто-нибудь очнется, может, узбеклердан, начнете бороться, и в этот момент мы поймем, если вы будете топить за независимость Каракалпакстана, если они этого хотят. Какого хуя их держать, блядь, при себе? Нахуй они нужны, по сути, Узбекистану? От них оно что, блядь, убудет или прибавится что-то? Я не могу понять. Пусть народ что хочет, то и делает, блядь. Нахуя их держать в рабстве, если они не хотят жить с узбеками? Может, они хотят свою независимую Каракалпакстан, чтобы у них был свой паспорт, свой флаг, чтобы был. Может, они этого хотят? Какого хуя их держать, блядь, я не могу понять. То же самое, что нахуй Башкортостан, Татарстан нас держит, а мы не можем оторваться. Значит, да политика уроснака. Тут не надо нахуй, блядь, потом, блядь, стрелки метать нахуй. Все во всем, это не виноваты, не виноваты, не виноваты нахуй. Нихуя. Это Мин, может, действия этого не понимал нахуй. Я дорос, наверное, более-менее понимаю. Если человек говорит, что Каракалпакстан нахуй под Узбекистаном, значит, это он же не будет пиздеть. Кстати, были там какие-то восстания, что-то я наблюдал тоже в каком-то году. Людей убивали, стреляли, что-то. Ну, как в Андижане, нахуй. То же самая хуйня. Резко подавили, нахуй. Резко, чтобы не выебывались. Это получается, значит, Каракалпакстан тоже в рабстве у узбеков. Нихуя себе. Узбеклерден күтмәгән им шундай ебанутый, нахуй, момент. Нихуя себе, что это такое, нахуй? Может, тогда узбеклер и Казахстан с Кыргызстаном үзенә подмянет, а? Может, этот казаклар белән кыргызларны попробуйте под себя, нахуй. Ну-ка, духларыгыз җитер микән, нахуй? Разъебут нахуй, блядь. Без зубов останетесь, блядь. Исходя от этого, нахуй, Каракалпакстанга, нахуй, независимость, нахуй, я объявляю, нахуй. Все. Значит, им нужна независимость, нахуй, надо дать это, нахуй. То же самое, что индейцев, нахуй, всю жизнь гнобили, нахуй, в Америке, блядь. Эти сраные, нахуй, англосаксы, блядь, всякая хуета, блядь, нахуй, грабила их, блядь, и убивала, нахуй. То же самое, нахуй. То же самое. Ну, надеюсь, нахуй, каракалпаков узбеки не убивают до такой степени. Но, по крайней мере, нахуй, дайте им, нахуй, волю, блядь, если они хотят. Примерно так. Надеюсь, я объяснил. И потом не надо говорить, нахуй, что ты лезешь в Узбекистан, туда-сюда, нахуй. Блять, нахуй. Мин тоже родом с Узбекистана, и у меня узбек коным бар. Поэтому я чуть-чуть тоже я могу, нахуй, попиздеть про то, что там творится. Так что не обессудьте, туганлар. Так. Да, все границы были забиты узкими. Узкие быстро, да, Себастьян сделали. Ну да, это точно. Новости до Курдам, типа Беларуси президент встал в сторону Украины и кинул Путина. Это правда, Мыкян? Ну надо обследовать.
тут же есть Номад есть, и вот этот Мурат, брат, они точно будут знать. Белорусы вопрос задают, вот белорусы реально стали, короче, за Украину или нет? Ну, какой-то пиздеж я прослушал где-то в интернете, но пока не догнал. Но конкретики не было еще насчет этого. Покопаемся, как говорится, узнаем, надеюсь. Кстати, насчет Ютуба, если Рутуб до ума доведут, сказали, ВКонтакте там реклама идет, везде реклама идет, оказывается, да, так скажем, Ресейде. И получается, у вас YouTube полностью могут закрыть к чертям собачьим. Поэтому как-то, если тут есть люди, хакеры, там, татарлар, башкиртлар, там, придумывайте уже какие-нибудь темы, чтобы вы могли смотреть YouTube оригинальный. Хоть и у вас там его закроют, то как-то решайте вопрос этот уже сейчас. Если накроется YouTube, чтобы у вас были какие-то лазейки, чтобы могли вы оригинальный YouTube смотреть, а не Рутуб. Вот так, пример. Потому что YouTube все равно это не такая вещь, которую просто можно закрыть нахуй в России. Это невозможно его сделать. Это, это линия, воздух, блядь, так скажем, да, это просто сеть, да. И получается, эту сеть можно, наверное, всяко можно сделать так, что не только VPN, а просто какой-то как-то нормальной программой, которая будет именно входить в европейский YouTube. Вот и все. А не будет ему касаться, что ты там в Уфе сидишь или в Казани. Разницы нету. Вот эту тематику тоже надо сейчас уже думать. Вдруг, на самом деле, они вот так сделают, как в Китае. Вот в Китае же ограничено все, в Корее ограничено. В Корее же там, допустим, там говорят же какие-то там каналы не смотришь, там вообще нереально смотреть. Вот как они это все сделали? Не могут смотреть. Вот так и у вас делают. Историю изучать надо. Каракалпаков, Хивинское ханство. Это Латив написал. Хивинское ханство. Ну вот видите, Хивинское ханство, Каракалпаки, кем были они, чего они хотят независимости, непонятно. Язык-то у них другой. У меня в Москве был один знакомый, этот, Каракалпак он был. И когда мы с ним что-то заговорили, что-то разговаривались, что-то я на татарском, но я-то и узбекский знаю, а потом что-то он мне говорит на своем что-то где-то. Блядь, я говорю, не понял, что ты на татарском говоришь, что ли, я подумал, нахуй. У каракалпаков, блядь, пиздец на татарский похож язык, блядь. Это не узбекский. Так что у них язык другой. В нашем дыхаль. Короче, когда я его услышал, это точно я подумал так. Это игра слов. Ну, не знаю, игра слов. И Каракалпакское ханство. Угу. Ну, не знаю, но суть, если каракалпаки это другая нация, это если не узбеки, то нужно понимать, что всем нужна независимость. Вот и все. Я не знаю. Я не могу в это... Какой нахрен? Историю мы не можем читать. Башта историю надо сделать. Узбеклерге да, бүтүнүбүзгө историю нужно сделать. Башкортостанга да, Татарстанга да, нужно нормально историю создать еще. У нас нет истории даже, бля. Мы не знаем, блядь, во-первых, свою историю, бля. Вот в чем прикол. Мы историю изучаем какую-то херовую, блядь, которую мы даже не можем понять, что за история у нас вообще. Что за история у нас? Даже мы не знаем, какая настоящая, а какая вранье. Поэтому, как говорится, я вот недавно только узнал, что этот где-то там, да, я даже об этом даже как-то не задумывался, блин. Где-то услышал. Меня, конечно, не читатель уж книг, блядь, но охуел, когда, блядь, узнал, что Сюембикя это была, оказывается, нагайка. Не татарка она была, а нагайка, блядь. Я охуел, блядь. Охуел, блядь. В Татарстане, получается, не татаркой было, а нагайка была. Это я не понял, блядь. Что за херня? А я всю жизнь думал, Сүйінбике, біз Сүйінбике газеті журналын алайы менің әнкем ғұмыр бойы. Сүйінбике журналы бар бізде. Ну, шығайы. Қазір шыға ма екен білмеймін. Шул Сүйінбике газетін алайы всю жизнь Узбекистанда даже. Оно в Узбекистан даже приходило. Потому что әнкей подписана была. И приходила по почте Сүйінбике. Узбекистан.
И вот этот журнал Сюембике, я всю жизнь запомнил ее. Сюембике. Я думал, она татарка. А хуй я узнаю, что это нагайка. Я не понял, блядь. Что за херня, блядь? Понимаете, вот в чем прикол. Мы даже не знаем свою историю. Так, каракалпаки ближе к казахам и нагаям. У них основе Ру Конрад. Ру Конрад. Сюембике вышла замуж татара. Понятно. Ага, нагайка. Короче, получается, какой-то там татарин притащил нагайку, короче, с нагайского ханства, короче, привез, да, получается. А эти пидорасы узкожопые ее заставили с этажа выкинуться, блядь. Получается, с этой крепости, да? Самоубийством занялась она, получается. Если правда, эта история тоже. Аллах. Короче, кошмар, конечно. Так, дальше. ЧВК Вагнер бит хотел Москвага барып Путинni сигарга. В итоге Путин Пригожинni o'tirdi, либо Пригожин қашты. Ну вот именно, o'tirdi или қашты, но все-таки может даже o'tirdi. Деп хисап алсак-то, если даже o'tirdi Пригожинni, допустим, да ведь, но фишка-то, блядь, Вагнер-то, блядь, нахуй, Вагнер-то, блядь, проблема мында, татар брат, сеңа айтам. Вагнер-то, блядь, урыслар, блядь, вот в чем прикол. Вагнер-то, блядь, все одни отбросы общества там были, блядь, нахуй. Татар, блядь, башкирка, они явно не дали бы, нахуй, независимость. Получается, если бы тогда Пригожин дошел бы, мы избавились бы от Путина, но пришли бы навальнисты. Ничего, блядь, место слагаемых ничего не меняется. И поэтому, исходя от этого, нужно все равно свой отряд. Свой башкирский, татарский отряд, безда балагатыш, отдельно ото всего нахуй, блядь, никому не касаемый нахуй. Просто, блядь, зашли, зачистку сделали нахуй и вышли нахуй Москвадан. Зашли и вышли, блядь, все там, делов-то, блядь, нахуй. Ляжем нахуй. Ну и чё, блядь, ляжем. Ну и хуй с ним. Ну мы когда встанем, мы же не одни будем. За нами буряты пойдут, и алтайцы, все пойдут. За нами, мы же не одни пойдем. С этого, сбоку Кавказ пойдет. Блядь, с правого и с левого фланга мы разъебем Москвана, блядь, в угол прижать. Что мы, блядь, этот ебаный угол, московский угол, он в углу, блядь, нахуй. Там выше Питер, блядь, нахуй. Питер тоже встанет, нахуй, против Москвы, блядь. Мы что, их прижать не можем, что ли, эту сраную Москву, нахуй? Блядь, 108 километров, нахуй, блядь, как это, длина, блядь, МКАДа, блядь, 108 километров, нахуй, диаметр, блядь, 108, или, блядь, не спиздеть, 108, или там 118, нахуй, или 108, вроде бы, километров, нахуй, мы не можем разъебать? 108 километров всего лишь, блядь, второй раз уже, блядь, перелетает, блядь, нахуй, украинское, блядь, ПВО, это, дрон, блядь, опять, нахуй, Москву перелетела, нахуй, Тверь попала, блин. Да не могут, что ли, Москву ебануть в Кремль, нахуй, блядь. Поэтому, безга, нахуй, разъебать нужно Кремль, нахуй. Где у них кнопка эта сраная, нахуй, стоит, блядь. Все эти кнопки разъебать надо, Путина надо найти, откопать, нахуй, там. Полный разъеб надо Москвы сделать, понимаете? Конечно, против нас станут эти манкурты сраные наши, блядь, всякие вот эти, блядь, мараты, блядь, всякие подмосковные, нахуй, гондоны татары, блядь, которые Подмосковье там, эти, мэр Москвы, блядь, Подмосковье, блядь, эти марат, как его, блядь, не помню фамилия, блядь, эти татары сраные, продажные, вот они против нас станут, нахуй, вывезут они этих своих, блядь, вот эти, Росгвардию, нахуй, сраную, вытащат с Эйнштейном, блядь. Вот они попрут на нас. Кто там попрет? С Украины вернуться, нахуй? И нихуя с Украины никто не вернется, блядь. Если даже они захотят вернуться, нахуй, с Украины, если они двинут, нахуй, на них двинут, блядь, Чечня с Дагестаном, блядь. Пизда им по дороге будет, нахуй. Они не доедут до Вооружения же даже, блядь. Без гамма на керек, блядь, 1500 километров, нахуй, до Москвы докатить нам, блядь, на М7, блядь, притом скоростную, блядь, до Казани сделали, скоростная, блядь. Да мы вообще за 6 секунд доедем до Тудова. Было бы желание, ой, блядь, сыгып тошлары им, нахуй, шу Москваны, блядь, полный рост, блядь. Иманын окутыры им, блядьларны. Сукаларны, урусларны. Не могу прям, блядь, блясына, блядь.
блядь, по сути, кеше уйтерасым келмей мені нахуй, теге убийца деп ойламағыз нахуй, но, блядь, мына ұрысыны нахуй, бу уйтерасым келеді нахуй, білесің нахуй, потому что, блядь, олар столько бізді халықны қырды, блядь, нахуй, вот за это, нахуй, я думаю, не жалко, нахуй, их чмокнуть там, блядь, где-нибудь, нахуй, блядь, сукаларно, в углу, блядь, Москвы, так скажем, блядь. Так, дальше почитаем. Туркоязычные. Историческая земля Каракалпака, Саратов, Самарская. О, нифига себе. Так, Суимбеке был Каракалпаком. Да? Не знаю, не знаю. Нагай булган, Каракалпак булган. Я уж я запутался. Малайлар, егетлер, мен білмеймін, короче. Так, үзбеклер, улар оғузлар, а каракалпаклар, улар кыпсақтар. Вот видите как? Вот, видите как? Вот поэтому тут и идет сыр-бор, получается, значит, все-таки битинда олар икенче ру булгаш битинда, получается, они, значит, под другим руом, получается, сейчас под колпаком. Но это явно непорядок. Это явно непорядок. Допустим, был бы, я не знаю, за Казахстан не могу ответить, но вот, допустим, Казахстанда не может быть такого, что башка какой-то целая куча других казахов есть, ну, если они, допустим, не казахи. Не может быть, что целая куча казахов и держит их в притеснении других людей. Не может быть такого, да ведь? Вот уму непостижимое. Это то же самое, что Башкортостанда татарлар. Ну, Башкортостанда башкортлар татарларны не держат где-то? Или татарлар башкортларны где-то прижали, не держат же? А почему Узбекистанда каракалпакларны, получается, за людей не считают? Что-то я не могу понять. Вот где тема, да? А почему? Примерно я догадываюсь, почему. Потому что, нахуй, Мирзияев, сказали же, это таджик, блядь. Мирзияев же узбек тугуль, блядь. Узбек тугуль, понимаете смысл? Знаю, башта, блядь. Каримов тоже узбек тугуль, гандон, детдомовский, блядь. Непонятно, кто ее ебал, нахуй, откуда он родился, гандон, блядь, это старик, блядь. А получается, нахуй, Каримов, блядь, с Мирзияевым таджики, получается, да? В итоге, нахуй, это не те нормальные таджики, нахуй. Это, получается, какие-то ненормальные таджики, которые, блядь, держат, нахуй, под кнутом и пряником узбек, блядь, каракалпакны. Если на то пошло, нахуй. Определитесь, нахуй. Значит, и вам надо менять там, нахуй, президента. Ставить узбека. А Каракалпакстанда каракалпака. Как у нас, Башкортостанда, блядь, нахуй. Башкорт булырға тиеш. Бір күнінде татар тұрмасқа тиеш. Это Хамитов татар тұрды, блядь, усатый, блядь. Потому что Москва ставит, нахуй. Потому что Москва ставит, поэтому. Миншоргай там, Башкортостанда, хам Татарстанда только, нахуй, блядь, уз милләті тұрға тиеш. Татарстанда, блядь, нахуй. Вообще винегрет хуй поймешь, блядь. Он ногайлар тұрға может, если на то пошло. Определиться, а им тоже надо, нахуй, кто будет там стоять. Ну, явно уж Татарстан, татары должны быть. А Башкортостанда башкорт булырға тиеш. Никакой татар не должен выебываться Башкортостанда. Потому что Башкортостан, башкортларның жері. Все, бітті. Мында сөз қысқа, блядь. Не должны, блядь, выебываться. Если вам интересно во власти побыковать, нахуй, татарларга, я посвящаю это башкортостандағыларға, пиздуйте Татарстанга и там вот баллотируйтесь, нахуй. В дальнейшем, когда у нас будет независимость. А сейчас надо вместе ебануть урсларны. А потом уже будем, блядь, шәй-шерге, шәк-шәк, блядь. А до этого, нахуй, нихуя, тухтарға тугл. Не расслабляться. Так, салам алейкум, брат, Туркменистан, Хорезмский район. Вот, еще Туркменистан, бар, Туркменистан. Вот эту тему я в тот день хотел сказать. Короче, Туркменистан, да, тоже какое-то дерьмо. Получается, застряли на границе Узбекистана с Туркменистаном, тоже ебанутые понятия там. Короче, была жалоба, где-то я читал, Туркменистандағыларны Узбекистанға жібермейлер екен оқырға, балаларына, студентларына. А Узбекистан кіртмей екенмі? Или Узбекистаннан Туркменистанға жібермей? Короче, там тоже кипиш, нахуй. Это там тоже какая-то, блядь, ебатня. Это то же самое, как, блядь, кыргызы с таджиками не могут какой-то кусок дерьма, блядь, поделить там, блядь, между собой. То же самое. Но тут только уже людей. Людей не могут выпустить туда учиться, сюда выпустить. А мен постоянно вам твержу, блядь, бізде чигара болмаш керек, deyapman men.
Казахстан bilan вообще не, Аллах сохласын, блядь, заборчик даже не должен стоять, нахуй, деревянный, блядь. И то, что, блядь, колючая проволока и КППшки, блядь. Ничего не должно быть у нас между Башкортостаном с Казахстаном. И также, значит, Туркменистан еще, он, да, я их же даже не затрагиваю, потому что больно на слуху не ходят они, да, Афганистан, Туркменистан не ходят на слуху, я их не затрагиваю. Ну, это тоже больная тема, еще не разработанная еще тема даже. Поэтому, когда отделение, получается, от России будет, получается, все должны порядок навести. У нас не должно быть границ, нахуй, не должно. Эти границы нам создали узкожопые, вы понимаете этого? Вы должны это осознать, вы же взрослые люди. Блядь, ақсақаллар 80-90 яшьлек отырасыз, блядь. Наша кутақ шайнап отырасың онда, блядь. Айтыңыз шуны, нахуй. Действуйте, нахуй. Барыбір, блядь, иртага өліп кетесің, блядь. Қыл, нахуй, невераларинга, нахуй, вообще движение, блядь. Узбекистанга касается, Туркменистанга да касается, нахуй. Уберите, нахуй, Туркменистан этого гандона, своего президента сраного. Сын, то отец, блядь, что-то за нахуй, блядь, царство, что ли, это, блядь. Тоже определитесь, нахуй, в течение 3 лет, нахуй, все, иди нахуй, другого ставьте. Нормального, адекватного. Создали они там, нахуй, какое-то господство, нахуй, диктаторов. Есть история Каракалпаку, это 250 лет, как их хивинский хан их принял. Ага, понятно. Узбектар, олар каракоинлар. Туркменлар, огузлар. Каракалпакстан, брат. Хорезм, огузлар. Ага. Sen hozir Qoraqalpoq, o'zbek, tatar deb o'tirsang, aqulalar bundan battar qiladi. Butta battar bo'lganmiz уже, mana Ramzanjon. Biz battar bo'lganmiz bu yerda уже inamizga ko'rsatyapti-yu. Вот именно, вот, видите, под каким соусом уже человек понимает, потому что каждый человек будет под своим соусом понимать, под своим соусом. Вот именно нужно разобраться таким образом, чтобы отойти от этого узкого мира, чтобы у нас не было делений. Делений не должно быть. Это означает демократия. Демократия в каком смысле? Чтобы человек мог сказать что-то. Блядь. Aytib chiqadi, taqib qo'yarlar O'zbekistonda da, Andijonda da, блядь, Boshqirdiston bilan Tataristonda даже gapirmayman ham. Пиздец, что он пизданул, все, засунули, вон Алсынов, Qoraqalpoq dedi, kirib ketdi нахуй. Шуларга айтам бит енді. И вот этот момент мы вот именно нужно проконтролировать таким образом, что, блядь, урысларга наоборот өчетіп қылыш керек, нахуй. Урысларны сикиш үшін, блядь, нахуй, мы наоборот должны показать, что вот братья-мусульмане, каракалпаки, там, хорезмские, там еще кто там, кто как хочет отделиться, короче. Мы, шунака, нема, алеге, немасам bo'ladi. Bag'rimiz keng deymizmi? Bag'rimiz keng, bag'ri keng bo'lgandan keyin нужно до конца это делать, блядь. Как узбеки говорят, кутинга жауап бер, блядь. Если ты за эти слова врубаешься, багрин кень, блядь, как эти узкожопые, нахуй, орут, Россия щедрая душа, нахуй. Блядь, ну тогда надо быть щедрым, а не крысой, блядь. Получается, нахуй, то же самое, блядь. Что, блядь, хуй, только Ташкент сосет все, нахуй, все регионы, блядь. Хоть и они Каракалпаки, допустим. Вот то же самое и в Башкортостане. А, блядь, ничем, нахуй, нет отличия. Понимаете, ничем. Это нужно осознать. Осознать. И до этого где-то, блядь, мне в ТикТоке был вопрос такой. Всех я сказал сегодня, один видос записывал. И там уйгуров не сказал, оказывается. А уйгурлар хапа bo'layapti menga. И вот они обижаются, уйгуры. Ну, уйгурам я сказал там коротко, сперва надо государство. Поэтому уйгуры, у меня тоже родственники уйгуры есть. А шуланмагыз, я вам бір айтам уйгурларга. Уйгурларга башта нужно республику найти. Башкирт bilan Татарның республикасы бар. А Уйгуристан қаны? Где эти уйгурские республики вообще? Где-нибудь вы слышали? Нет где-нибудь? А оно находится там, где-то в Китае. Значит, надо там завоевывать свою землю. А это как завоюют они на 1,5 ляма, блядь, китайцев? Они не могут прыгнуть, нахуй. Если мы на Москву не можем прыгнуть, блядь. Значит, нужно объединиться. Объединиться как, нахуй? Значит, получается, нам надо, блядь, всем объединиться, потом войти, нахуй, разобраться с Китаем и отобрать, нахуй, часть, нахуй, земли
и этот уйгуров туда поместить. Чтобы их тоже не гнобили там, нахуй, не держали в всяких детеншенах, блядь, всяких этих, где мучают их, блядь, заставляют учить китайский. Или что там, блядь, заставляют делать? Намаз, этот, ухрга бирмилер. Вот, проблем да хуя, если мы будем обсуждать каждого. Если мы будем обсуждать, то получается вопрос один. Избавляемся от Путина и начинаем помогать друг другу. Все, здесь решение легко приходит. Очень легко, но только башкирт на татарны тұрғызып болмай никак нахуй. Кутуна тибіп-то тұрғызып болмай, чтобы они пошли на Москву, в конце до концов, блядь, и разобрались с этим Путиным, и уже отцепились от этой нахуй, и создали независимость, а потом уже будем создавать, как говорится, другие дружеские отношения туганлар, блядь. Примерно так. Другого варианта нету, но правителям это не нужно. Вот это я сегодня еще, блядь, чухнул одну тему, короче. Блядь, если, допустим, мы на Москву пойдем, там же эти, блядь, манкурты, а манкурты же, нахуй, потеряют бабло, нахуй. Те же Хабировы, те же Кадыровы, блядь, вся вот эта шушера ебаная, они же не хотят бабло терять и власть. И тот же Мирзияев, тот же все, нахуй. Они же не хотят власть терять, блядь. Получается, значит, что с ним делать-то, нахуй? Эти гондоны же попрут на нас, само собой. Они не отдадут нам, нахуй, свои нажитые места, блядь. Значит, получается, нахуй, у нас один только выход, блядь. Им ультиматум один. Оставляем тебя, гондона, нахуй, Хабирова, блядь, и так далее. Вот это всю шушуру, нахуй, в живых. Вы остаетесь в живых, но, нахуй, Башкортостаннан, Татарстаннан, Чечнядан, Дагестаннан, вся вот эта хуетаться, шығып кете, нахуй. Куда хотите, нахуй. Катитесь, нахуй, чтобы мы вас не видели. Хамма, таги-паги, блядь, пусть с семьей катятся, нахуй, блядь. С семьей, чтоб съебались. А Хабиров өзіне әрмен хотынын тұтып, құшақлап шығып кетсін, нахуй. Пусть уебут, нахуй, блядь. И все. И оставят, нахуй, нас. Вот ультиматум их не будет какой. А если они попрут на нас, нахуй, значит, нахуй, 2 метра вниз. Каждый, нахуй. Каждый. Штабелями, нахуй, ляжет, блядь. И каждого можно всех собрать, этих регионщиков, нахуй. Башлыкларно, рейсларно, всех собрать в одну кучу и рядом всех, блядь, нахуй, похоронить, нахуй, в одну кучу. И написать: пидорасы, нахуй, были всю жизнь. Только так, нахуй. И семлярында хуймасканда. Только на могильный камень один огромный, блядь, бетоннан залить камень один, нахуй, столбаковик. И написать: пидорасы похороненные, блядь. Все. Kim bu vaynani boshladi so'ng, Putin или Zelenskiy? Bu vaynani само собой Putin boshladi. Zelenskiy tugul. Putin захотел забрать Крым. Забрал. Mana mening туганlarimni, Крымlarni olib oldi u. Meni туганlarim onda yashaydi. Забрал. Потом, нахуй, что-то туда-сюда, нахуй, приперся Луганский, Донбасс, блядь. Блядь, по куску грыз начал, как крыса. Конечно, он виноват, нахуй. А кто, блядь, что, Украина пошла, что ли, блядь, что-то делать? Украина нихуя никуда не шла, блядь, нахуй. И итог какой, блядь? Итог мна, нахуй. Блядь, bizning халық уля. Чечен, Дагестан, все уля, бөтенесі уля. Онда не нужно говорить, что кемдір ульмей. Может быть, даже урыста уля. Не нужно говорить, нахуй. Иванушки, дурачки, да хуя, они тоже умирают. Как бы их тоже надо, как бы, причислять к этому, блядь. Че, они что, живые, что ли? Блядь, Кощей бессмертный тугл да инда, олар да уля. Итог какой, блядь, нахуй? Получается, Путину, нахуй, даже свой народ не нужен, блядь. Ему не нужен, ему только, блядь, эгоизм свой, нахуй, засунуть в задницу. Вот это его волнует. И все. Больше ничего его не волнует. А мы не можем, блядь, от этой шайтанской дудки, нахуй, выйти, понимаете? Вот как, блядь, дудка играет, нахуй, перед коброй, нахуй, так же, нахуй, перед нами дудка играет, и мы, блядь, не можем, блядь, нахуй, выйти из этого, нахуй, дурмана, блядь. Никак. Никак не можем выйти, блядь. Только үзебезне, күтебезне, кәулибез, блядь, шықыбыз, күтебезне, блядь. И не можем определиться, кто же здесь, нахуй, крайний, блядь. А я говорю, кто крайний, только урслар. Исходя от этого, блядь, нахуй, мы должны, блядь, уже, блядь, выйти, нахуй, мы должны, блядь, в конце концов, блядь. Почему это, нахуй, не доходит таким холокам? Вот это меня удивляет просто, блядь, мне. Хз, блядь, нахуй, когда же быть, блядь.
seni ham battar qiladi. Aqlingni ishlat, turkiylar yer talashmay. Men Tataristondan kel Qozonga gandan bila. Xivaxon. Mirziyoyev, Karimov, tojik Eroni. Mirziyoyevam, Karimovam tojik Eroniy. Eroniy? Nixuya себе нахуй. Tojik, eronlik tojiklarmi? Иронлик таджикларми? Это получается, суки, нахуй, они могут, блядь, быть даже шиитами, нахуй. Получается, нахуй, Узбекистаном может владеть шииты, нахуй. Ага, пиздец, нахуй. Позор, блядь. Так, все земли русские и черный клубку. Скоро и у вас будет русский президент. Дурак, нету там никакого кипиша. Башкир, татар, огузма, кипчакма, карлукма. Башкиртлармы? Башкиртлар разный ыру да енді бізде, разный ыру. Мен Юрмат ыруынан. Урыс туркийларны bir-biri bilan urushtirishni yaxshi ko'radi. O'shini aytaman-da, o'shini aytaman. Boshqirdiston tatar Saypis, Kazanskiy, Xryumu, Salovat, Казанский с русской душой. Во-во-во, Жердакебек, блядь. Как это, поет один долбоеб. Я татарин русской душой, блядь, нахуй. Иногда. Так. Turkiy zaboni 3ta shodasi. O'g'izlar, kipchoqlar, qarluqlar. История Каракалпакистана начинается с 8 века, когда он не просил земли у Хивинского ханства. Когда он не просил. Сагдийцы, хорезмцы, бактрийцы в Авесто 4000 лет в истории. Угу, понятно. Так, читаем здесь. Ника, приветики. Ника появилась. Чё, как там, Ника? Ника, напиши нам новости про Украину. Чё, как, кого, кто ебанул? Чё, какая радость? Куда твои донаты долетели сегодня? Расскажи все это нам. Сейчас я в эфир должен это сказать конкретно. От первых уст украинка на связи. Ждем ваши комментарии, дорогая. Я первая в чате, но потом отлучалась. Понятно. Замели в другом, я в другом, в этом. Понятно. Тема стрима мобилизация. Да, сегодня тема стрима 2 года этой гнилой нахуй мобилизации, где 2 года уже в полях нахуй гниют эти манхурты. Ну, эти черти узкожопые нахуй, которые и наши, конечно, внутри есть. Все гниют, короче, там. Потому что башкир, блин, татар должен понимать, что там половина из ваших не вернулась. Понимаете? Вот интересно бы сделать еще такую группу, если Мандабар Кишеляр, надо поискать группу, где пропавших ищет. Вот Башкортостан, Татарстаном всякое есть, где-то скрывает пропавших. Ищи пропавших. Вот примерно есть такой, вот где-то я натыкался, но не помню где, надо поискать. Ищем пропавших, что ли, без вести пропавших. Вот их надо поискать. Точнее, такое есть, как группа, шунды группа надо поискать, такую группу, где Башкортостан с Татарстаном ищут своих, но не могут ни хера найти. Вот от этого исходя, их фотографии всяко должны там быть, я думаю, да, если есть такой телега, я не знаю, как они назвали его, надо поискать. Получается, там явно будет та часть, которую я вам говорил, что когда 2000, вот сегодня тоже где-то, или вчера татарский этот, Азатлык татарский, ну, вот это, радио Свобода Азатлык, это татарский, писал, что 2000 чем-то людей умерло с Татарстана. Пиздеж, блядь, я же вам говорил, 20 тысяч примерно. Вы начните, это нормально будет. 20 тысяч это нормально, если не больше. Итог какой? Надо найти, блядь, группу, я не знаю, может ВКонтакте есть, я не знаю, блядь, я сейчас только вот это додумался к этому. Такую, что если такая группа, ну вот сейчас попробую с третьего телефона попробую вытащить, если я найду, попробую сейчас в телеге написать что-нибудь такое, насчет того, что если такая группа, ищу пропавших, вот я не знаю, блядь, как их назвать, блядь, ищу, блядь, пропавших без вести.
О, бля, вот я ищу дом... Нет, ищу тебя поиск пропавших. Вот. Но тут, конечно, мало, блядь. Ищу тебя поиск пропавших на это. 19 человек только там, блядь. Ну там этот... Ну, эти узкожопые, короче. 19 участников. Ищу тебя поиск пропавших на СВО. Ищу человека, ищу человека. Вот что-то такое. Вот я в телеге нашел, но тут 19 человек всего лишь сидят. Ну, блядь, мало людей, мало. Тут ни хера путного ничего нету. Ну, тут 5-6 человек только. Они только начали, это все. Вот. Вот так вот. Ну вот, допустим, пример такой вот. Вот. Теряев Владимир, 93-го года, рождение, пропал под Кременным. Кременным. Это где? Кременным. Вот, примерно там. Ну вот, примерно вот такие, короче говоря. Все, вот этих людей ищут, короче, не могут найти. Но это мало, это мало. Всяко, это надо по-другому искать. Их есть, наверное, какой-нибудь там дохера канал. Подобие вот таких ищут мертвецов, которые не нашли. И я к чему это? Получается, как раз таки 2 года, ну сейчас Ника тут уже, я по-русски чуть-чуть буду говорить, чтобы она понимала. 2 года, получается, идет война, и получается и со стороны Украины очень много полегло, очень много, потому что бомбят по черному там. И, само собой, с регионов. Я узких даже перечислять не хочу. С регионов, там, я не знаю, не 2000, по 20 тысяч, вот эти 500 тысяч, как раз сегодня этот дождь напомнил, 2 года назад, как она была рыженькая, сидела там, блядь, сейчас черная, это, как это, вот эта ведущая. Она сказала 300 тысяч пошло, да, 300 тысяч заход был, короче, 300 тысяч. И вот и примерно думайте, если у нас, получается, регионы отдали, если кто-то сказал 51 регион, не знаю, сколько регионов-то, блядь, 51 регион, нахуй, грубо говоря, нахуй, этот 300 тысяч, ну даже 500 пусть будет, по 10 тысяч, я же говорю примерно, по 10 тысяч минимум с региона ушло. Пусть будет даже, блядь, нахуй 9 тысяч, ладно, блядь, ну, прикиньте, блядь, за 2 года, ну, конечно, блядь, я сам себя обманываю, за 2 года 9 тысяч за регион это мало. Потому что с региона до хрена людей призвали, блядь. Не 500 же человек, как тут пишут люди, не 500. С региона минимум, блядь, в месяц уходило там до хрена, блядь. Это можно понять по каким событиям? По тем, которые, блядь, везут жрачку. Вот по Аскынскому этому группе ищу вот это жрачку, которую мангалы строят, группа Аскынская. По этой тематике, получается, сколько людей они на помощь везут жрачку, блядь, сколько мангалов отвезли. Это значит, получается, столько ходок, получается, там была дотация, так, дозация не жрачки, а людей. Каждая ихняя ходка, это каждые новые люди. Каждая новая группа они везут. Они же одним и тем же не везут мангалы. Они везут, допустим, Бах, тут Шаймуратовская, ага, их они уже заполнили жрачкой, везут другую группу, говорят, другие заказали, едут туда, потому что они не могут же одну и ту же точку, блядь, топить постоянно. Это логично, нахуй, правильно. И вот таким образом они, получается, пополняли, нахуй, башкирно-татарно. Понимаете, если до мелочей мы будем вникать, блядь, значит нас, нахуй, до хрена полегло. Как вот казахи, братья, говорят, и казахов там до хрена, кстати, блин. Если их читать начнем, казахов-то полно, начиная с Саратова, заканчивая Алтая. Все, если там казахи живут, значит, они тоже пошли. Что они?
смотрят, сидят, что ли? Их тоже забрали. Получается, их тоже прилично полегло. У них тоже, наверное, 5-10 тысяч человек полегло. Не говоря о том, что узбеки, кыргызы, таджики, которые, блядь, с тюрем пошли. А их тоже... Что, их не было, что ли? Если у меня родственник, свой родственник, блядь, долбень с Москвы пошел на заработки недавно. Недавно, блядь, я охуел, блядь. Вот месяц туда-сюда. Не знаю, надеюсь, жив еще. Вот так вот. Поехал на заработки, долбоебина, блядь. Не хватает ему в Москве жить, нахуй. Денег, блядь. Окшаға туймаған, блядь. Так. Так, даже. Мгм. Я входил в один из группа башкуртов. Ага, но никто не знает башкирского языка. Только один слова знаешь, это кутак. Ну да, башкортларда білмейлер, башкорт тілін очень много. И есть такие башкорты, они могут и знать, но они до такой степени нахуй сузили свой круг общения, что они только могут разговаривать со своей мамой, папой там. Типа им стыдно, блядь. Вот до такого, блядь, маразма мы докатились, понимаете? Башкирт белән татарга порой стыдно говорить в обществе на своем языке. Мне похуй, блядь, нахуй. Узбекша сөйләшеп китам, татарша, урысша. Похуй. Как можно своего языка стыдиться? Я не могу. Вообще не могу понять, блядь. Вообще не могу понять таких людей, блядь. Мына бит мынанда французлар бит сөйләшә үзенең телендә. Чё, они же не стесняются? А чё же они возле меня должны стесняться? Пусть говорят, сука, на русском, блядь. Я же не могу так сказать им, да ведь, блядь? Нет, нашим даже не надо говорить. Алар үзләре урыс телендә сөйләшәләр. И аларга башкорт белән татар теле второстепенный булып калган, блядь. Вот Ника. Вот как раз вчера-сегодня у меня кипишные дни такие, общался с украинцами, короче, здесь. Получается, украинцы, интересный момент, короче, сказали, они со мной общались только на украинском. Я им все долблю на русском, а они со мной на украинском общаются. Получается, короче говоря, видите как? Они ненавидят русских, ненавидят нахуй, блядь. И то мы разговариваем, пидорасы русские, должны нам яйца целовать нахуй, что мы на их языке говорим. А то он пишет, а то начинает мне писать это узкожопые. А хули тогда на нашем пишете, хули вы говорите? Да яйца целуйте нахуй нам то, что мы говорим, блядь. Вон украинцы вообще не хотят говорить на вашем языке. Так что шунды халлар туанлар. Поэтому любите свой язык, любите, цените. Сөйләшегез үзегезнең телдә. Потому что урыс телен мана без кушып сөйлибез. Ну потому что мы, как я говорю, дети Каримовых, а мы дети СССР. Мы уже все зараженные СССРом. Нам вот сделали манту, блядь, нахуй, на левую руку, допустим, во время СССР. Все, мы зараженные, понимаете? Поэтому у нас, блядь, этот узкожопый язык никак не уйдет от нас. Потому что, блядь, уже все, это пиздец, нахуй. До гроба, так скажем. Исходя от этого, молодежь, которая сейчас вот живет, путинская молодежь, да, так скажем, должна уже точно осознавать, что башкирт белән татар теле должен быть у нас во главе семьи, потому что вам, ушлепки, я так скажу, блядь, рожать детей, и ваши дети уже не будут знать хотя бы как мы, понимаете? Не то, что вы сами, блядь, ваши дети не будут знать наш язык. И поэтому я вам скажу одну вещь. Кстати, напомню, про Норвегию постоянно я говорил, про Норвегию. Вот, допустим, в Норвегии нет, наверное, таких людей, которые не знают норвежский язык. Хоть у них есть английский язык, блядь, второстепенный. Почему-то ведь у них есть свой норвежский язык. Я вот с этим восхищался прям, блядь. Я тоже учил их язык, полгода ходил в школу. Вот так вот. Снäkke norsk. Снäkke это типа говорить. Do you snakke norsk? Типа ты говоришь на норвежском? Вот примерно так. Типа вот так вот. А отвечаешь, нет, я не говорю. Ikke snakke norsk.
Икки это нет. Не говорю на норвежском. Примерно вот так. Но я уже не помню, у меня, блядь, вылетает с головы нахуй. Не помню, блядь, память хуевая. Девичья память нахуй. Короче, исходя от этого, Башкортостане, Татарстанда вот примерно вот такая же позиция должна быть. Почему мы должны, блядь, говорить, блядь, урыс тілінде, если у нас есть башкорт тілі һәм татар тілі? Также по той же логике получается у Чечни. В Чечне то же самое. В Чечне тоже многие знают свой язык. Но какие-то тоже добавляют, как мы, русские слова. Потому что тоже уже теряется ихний сбор слов. Набор слов уменьшился. А безнаки вообще, блядь, уничтожен набор слов. Набор слов, когда ты не можешь найти, поэтому кыстырасың. Узбек тілі, татар тілі мен кыстырам, урыс тілі кыстырам. Вот, набор слов, это от набора слов. Когда мне говорят, гапыр мынака тілді, гапыр мынака, білмейсің екен? Да, білмеймін. И я это не скрываю, поэтому у меня вот такой странный язык получается. И так добавляю. Потому что, когда ты говоришь быстро, и когда ты хочешь что-то донести людям, ты же не можешь, блядь, искать на своем языке это слово. Блядь, как же это было. И бах, говоришь на том, который ты помнишь. И все. А ты помнишь, это сраный русский. Ха, понимаете, Дуслар? Вот в чем нахуй проблема наша. Ну ладно, Аллаха шукр. Значит, получается, мы знаем и русский язык, с одной стороны. Аллах Та'алям дал нам такие умственные способности знать. А эта узкожопая мразь не знает наши языки. Живя в Башкортостане с Татарстаном, они не знают. Сялям даже не могут сказать. И рахмат. Рахмат и сялям даже не знают, блядь. Это же уже нахуй припадочность нахуй. Это припадочность нахуй людей до такой степени, что ненавидят наши языки, блядь. Bizning tillarni yaratmagan xoliq u, блядь, men uchun xoliq tugul нахуй ol. Почему-то эта мразота нахуй в Германию приехала, вот кто-то предъявлял мне нахуй недавно. В Германию приперлась, они же учат нахуй немецкий язык, блядь. Это мразота узкозадая, блядь. Они учат нахуй. Күті юқырилер нахуй, ухилар нахуй, мактабта, блядь. Нет таких, которые не знают шпреха дочь, блядь. Кайна дочь, блядь. Кайна анун, блядь. Шайза, дочь. Шайза, Раша. Так, хуяша. Так. Дальше читаем эти. Мына стоит вопрос, французский учить надо еще, блядь. Порле франце, блядь, иттерга керек мне, блядь. Пиздец, нахуй. А у меня желанки нету, блядь, блядь. Пиздец. Ника, я не хочу учить язык, нахуй. Ника, спаси меня, блин. Не хочу учить французский язык, бля. Что делать? Так. Да, брат, ты прав. Казаки 5-10 тысяч точно уже полегли. Да. Во. Вот я и говорю. Блясма, вот я думаю, да, ведь нужно тоже вот создавать, наверное, группы насчет того, что вот кто где полег и не вернулся, совместные группы, потому что вот ищу Башкортостан есть, а кто не вернулся, нету. Вот это тоже эту тему надо поднять сейчас, вот если кто меня в эфире слышит Башкортостана, Татарстанда, вот подумайте насчет этого, Телеграм в ваших руках, все-таки Павел Дуров ваш, создайте вот такую группу, пока телега пашет на вас. И получается, нужно как-то сообща работать, и мы будем как бы это продиктовывать, доносить до народа. Что шынап-то она, допустим, оно, наверное, было бы сделать, можно было бы так. Ауылға барыла, допустим, она Уфа қырындағы ауылдардан башласақ та, допустим, и заканчиваем там южный ауылдан из Сибирь ауылына. Ну, короче, вверх-вниз Башкортостанны пройтись, просто, даже, может, даже проходиться не надо, созвониться с сельсоветом, короче, позвонить и спросить, с твоего аула сколько людей ушло? Ага, столько. Вернулись? Там сколько? Ага, написали. Не вернулись? Написали. И все, от этого и все. И ты понял, сидя в Уфе даже, не надо ездить. Главное, бери справочник сельсовета там Баймака, сельсовета Старлебашева. Все, и звони, там хотя бы 5 аулов в день позвонил, узнал, записал. В голосовой записал, а потом перепишешь после разговора фамилия, имя там, туда-сюда.
и все. Ага, много, этот труп вернулся в мешке там, или нормальный труп вернулся, или вообще не вернулся, блядь, пропала нахуй шляпа. В итоге, короче, вот 3 варианта, А, Б, В, Г, Д, и все. Пиздец, нахуй. И мы поймем. И вот тогда и вы поймете, что, блядь, нихуя не 2000, нахуй. И увидите, что, блядь, с каждого аула, нахуй, если даже, блядь, один аул, блядь, состоит из 10 домов, блядь, из них явно, блядь, двое ушли уже в армию, блядь. Явно. А таких аулов у нас хуево туча. Вот у Хорагазинда, блядь, минимум, блядь, Башкортостанда нища регион бар, нища область бар. Блядь, не помню. И столько и будет, блядь. Ундурт область ма, нища, ундурт ма, нищага булингамбыз, блядь. Есімде да yok. Шулай. Российский казах не слушает нас, мы им пишем постоянно. Вот. Мына, вот. Biznikilar mana shunisi borda, kirili biz bilasizmi? Mana men o'zimda kirili, блядь. Biz kirili xalqlar, блядь, bilasizmi? Biz kirili, biz quloq solmaymiz, mana, блядь, aytdilar biz shuni naxuy ishlamagancha naxuy to'xtamaymiz. No, shunda bit endi kirliligingni bizni xalqqa ko'rsatmasdan shu pidaras urusqa kirliligingni ko'rsat. Что тебя держит, блядь? Блядь, поднимите нахуй все, вот казахлар, башкиртлар, татарлар, оружие, соберитесь нахуй, ебаните, блядь, батальон нахуй. Идите на Москву, блядь. В чем проблема? Герой булам дейсагиз, Украинда тугел. Герой буларга керек Москвада. Герой Москвада. Кстати, который любит медали, медаль дают в Москве, а не на Украине. В Украине медали не дают. Дают вам нахуй по заднице только нахуй. Хорошенечко, блядь. А в Москве дают медали. Если вы поехали за медалями нахуй, пиздуйте в Москву и ищите медали там. Там медали ищите, блядь. Медали все там. Исходя от этого, кто хочет заработать медаль себе нахуй, на грудь, блядь, идите, примите на грудь нахуй Москву и ебаните ее нахуй и заберите все медали нахуй. Мы вам подарим все медали нахуй и поддержим. Главное, идите на Москву, а не на Украину. Украина что есть, блядь? Что есть? Там нет медалей, понимаете? Там нет, только там смерть. Там смерть с косой стоит с Украины. А вы идете на смерть с косой. Идите за медалью. Это такой, уж сарказм у меня, блядь, нахуй. Так. И есть ли у Башкирии татар группы ТГ? Есть, конечно, вот сколько всякий сброд, нахуй. Там что только нету. Есть, конечно. Ну, не такая группа татар и башкир, блядь. Я такой не видел, но есть группы проблем, нахуй. Проблем. Группа проблем есть, конечно. Я хочу поговорить с вами. В ТГ, что ли? В ТГ меня ищите там, да, этот. У меня группа Нарсякей. В Телеграме есть группа, да. Этот, в Телеграме группа есть у меня. Бля, я как сюда написать? Я не могу сюда написать. Есть Телеграм-группа. Напишите Хорватия, беженцы Хорватия в Телеграме, и там выйдет сразу, это я. Там белый такой, карта есть, белая карта. Кусок карты там. Это на аватарке. Так, Турция народу коммунисты разделили на нации, раздела и властвуй. Да, дурыс, башкирам, татарам, чеченцам, независимым от России. Олга, Бауджан, великий Туран, сила, Олга. Так, Рахмат. Так, тут что интересно в чате могу писать, а комменты под видео оставлять не могу из-за жалоб. По каким жалобам? Кому жалоб? Я не писал, что я идеальный. Мат, это вместо психолога знал бы ты только... Да. Да, французский ляму учим, да. Вот я не целованная, а материться. Вот, я аж прихуел, не целованная, а материться. На выпускном даже шампанское не пила, а тут сразу набухаться. Понятно, вы тут сами сыр-бор, понятно, короче, понятно. Наш ундыхар, короче, давайте тогда, туганлар, рассмотрим этот кеше, то эс, то куб, короче, кеше чыгып ките, нәрсәкәй. Так.
Давайте нәрсеге қарап шығабыз как раз. Пройдемся по телеграмму. Что тут происходило? Ну, мен оны қарамаймын. Дұрысын айтсам, но телеграм-то мне скинули, но я не люблю их смотреть, по сути. Вот. Мусульманларна. Мында самая такая идет тема, ну, Лига свободных наций, можете зайти посмотреть в интернете сами, пока у вас есть YouTube туда-сюда, но чисто просто поверхностно я пройдусь. Тут идет ислам превращает из федеральной религии в региональную. Прошлая неделя принесла сенсационную новость. Главный кремлевский исламовед Роман Силантьев обратился к вот этому ушлепку с просьбой запретить абсолютно лояльные Кремлю религиозные структуры. И это как бы разбирает вот эти Алиф ТВ Ринат Мухаметов с той, которой продажа шкуры Фаридой Курбангалиевой. Я как бы ее не так уж не уважаю, нахуй она нужна. Короче, суть, то, что причину, я же вам говорю, причина русской общины, причина вот этого всего, давление на ислам, давление на наших, так скажем, манкуртов, муллаларга, которые как бы себя преподнесли как имамы, и в итоге оказалось, что они нас, получается, с потрохами сдали. И они идут как бы, bizны шукындырган кебек, блядь, шукындырып нахуй, армияга жибаралар нахуй, балаларны. И вот такая херня. Егетлярно имеется в виду. Поэтому и хотелось бы донести мусульман халкына, Башкортостана, Татарстана, что бу сугышка бара күрмәгез. Бора күрмәгез, потому что у вас тоже есть такая тема какая-то ненормальная, то, что думаете, это джихад. Это ни хрена не джихад. Это не джихад. Сізні әлі джихадка, Махди келгені юк джихадка барыға әлі. Махди как бы еще не появился, не родился, или я не знаю, где он еще. Так что это не джихад. Джихад это маленький такой интересный джихад, это до Москвы дойти, вот это джихад. Вот за землю. Джихад за землю дырга можно. Но, увы, что-то у джихадка никто не хочет стать. Ütөленіп нәрсекеге барасыз. Хизбут Тахри сектанты вас находят там, этих 4 девочек засунут сейчас в тюрьму, блин. Потом идете в ИГИЛ, ваххабиты. Я в тот раз тоже об этом говорил. Москвага барага керек, Москвага. Коясыз такие интересные мусульмане, которые не идут на Москву, а сами кричат джихад, джихад, и идут куда-то непонятно в сторону Сирии. Куттак барма Сирияда, блядь. Мында, блядь, хуже Сирии у нас, Башкортостанда, Татарстанда. Сирияга ütөленелер. Вот, Мария Вьюшкова, бурятка, короче, тут пишет, получается, тоже мне скинули. Такой момент. Про Саху и Бурятию тут тоже почитаем сейчас. Вот такая вещь заметила. Когда речь идет о привилегиях, то русский сразу государствообразующий народ. Смысл? Но как только речь заходит об ответственности за то, что творит это государство, так сразу это не мы, это буряты виноваты. Хотя, казалось бы, разве государствообразующее, с вас и спрос должен быть в первую очередь. Но нет, это другое. И сюда есть у меня речь добавить. Как раз таки эта болезнь у нас была и есть. Если помните, в 2000 каких-то годах, еще молодой я был, в Москве, Бирюлева, я еще где-то уже об этом где-то говорил. Бирюлева, да, убивают, блядь, кто кого, узкожопого, короче, какого-то с тёлкой нахуй, какой-то спортсмен, кавказец, я не знаю кто, то ли
Не спиздеть, блядь. То ли дагестанец, то ли азербайджанец. Короче, там Бирюлево был раньше азерский огромный фруктовый рынок, блядь. Бирюлево западное, блядь. Хуево, восточное, блядь. Западное, наверное. Вот там был огромный, блядь, мусорской рынок. Ну, такой, ну, блядь, айзерский рынок, да, короче. Вот там ебанули, короче, этого узкожопого. О, какой пиздец там нахуй было, блядь. Нахуй, я вроде в Москве был, не помню, блядь. Пиздец, нахуй, типа, бородатый напал, блядь. Спортсмен, ебанул, нахуй. О, блядь, бритовоголовые, нахуй, выебываться начали. Пиздец, что было. Сразу нацию писали, блядь. Там, с Кавказа, хз, блядь, кто? И всегда, блядь, нацию писали. Всегда, блядь, нахуй. Чмырили, блядь, нахуй. То татарин сделал, то, блядь, чечен сделал, то... И тут, нахуй, момент один. А когда, нахуй, побеждает вот эти люди... Там Ренат вроде боксер, да, какой-то есть, ММшка, блядь, или кто нахуй вот этот маленький такой, Ренатик, блядь, татарин, блядь. Сейчас потом бір башкирт егеті бар, тоже вроде бы еще этот в Кавказ, само собой. Их что говорят? Россияне победили, блядь. Постоянно, блядь. Русские победили, россияне победили. Нихуя. Татары, дагестанцы, чеченцы победили, блядь, в борьбе. А не узкожопый. Не узкожопый вам медаль принес. А, блядь, татарки нахуй. То плавчиха, то, блядь, всякие вот такие. Балерины и так далее. В этот момент татар-дильми, блядь. Россиянки. А когда нахуй что-то кто-то сделал, нахуй, сразу узбек. Все пиздец. Все пиздец. Сыгырья нахуй. Весь Узбекистан на уши поставят. Крокусе таджиков на уши ставят. Вот в чем нахуй наша проблема, блядь. Мы не можем за себя постоять. Мы не можем, блядь, сказать, что это гондоны узкожопые это сделали. Нихуя нахуй не в нации дело. А потом, когда, блядь, начинает мне орать здесь нахуй, то, что я, блядь, нацист, блядь, то, что я начинаю делить нахуй нацию и так далее, но это нахуй ни в какие рамки не влазит, блядь. Ебанутый народ, блядь, а. Определитесь, блядь, кто здесь нахуй ебет и дразнит, блядь. Я не могу понять, блядь. Вы определитесь, нахуй. Это каждому касается. Это каждого это касается. Каждого. Не только, получается, одну нацию, а каждого. Каждого это касается. Вот так вот. Поэтому я считаю, что без определиться должны, что мы, получается, с русскими ничего, как говорится, общего не имеем. И не имели. Если мы это сами себе, блядь, нахуй, приткнем куда-нибудь, блядь, вот только тогда у нас самосознание откроется. Как говорится, этот ушлепок, нахуй, говорит, идентичность, блядь. Идентичность, которую, блядь, этот Путин поганый ищет в российском народе, а получается, он, получается, что, нахуй, создает для нас, блядь, узкий мир, и нашу идентичность, нахуй, блядь, втаптывает, нахуй, в свой узкий мир. Получается, нахуй, каждый башкирт, татар себя будет считать узким. Пиздец, вы что, узкие? Бля, я думаю, мы широкие, блядь, нахуй. Из-за этого, когда в армии ну, я не знаю уже, блядь, год, да, прошел, когда на дерево повесили башкирта одного, там какая-то, то ли, блядь, я не знаю, то ли рота блядь, то ли на гражданке, блядь, кто-то, блядь, какое-то сборище собралось. Типа, вы чё, издевнулись над этим башкиртом туда-сюда, кто-то встал и потерялись, нахуй. Я не понял вот этот момент, нахуй.
издевнулись, повесили одного нашего бухарика, башкорта, ну, там же нормальные не идут, нахуй, бухарики пошли, блядь. Бухарика повесили, и один узкожопый издевался над ним. И этот момент, нахуй, Безнекеляр только высказались, потом он прощения просил, блядь, типа, блядь, в полном эфире, блядь. И нахуй нам это прощение надо, блядь. Этих причин, блядь, каждый день, блядь. Тупо просто взять, нахуй, автомат, что, пойти нельзя, нахуй, на Москву, блядь? За всех нас, нахуй. И всяко вот эти, которые выступали там, это кучка, блядь, 10 человек за одного. 10 человек всего лишь за одного, грубо. И то я не помню, не 10 было там, 4 сзади, 3 спереди, что ли, блядь. Человек 7-8 было, блядь. Вроде бы, может больше. Они все, наверное, половина полегли, нахуй, уже. Половина полегли, нахуй. Это гарантия, блядь, то, что, блядь, их половина нету. Что сезонисизма, блядь, если не все, блядь. И всяко, кто пропизделся там за них, всяко на обнуление их отправили уже давно, и даже мы не знаем, нахуй, об этом. Оно может и так и быть. Мы даже не знаем, кто кого каждый день обнуляет, блядь. Но узкожопые точно обнуляет, нахуй, всех черножопых. Черножопые это мы. Карахолок. Все, начиная с Чечни до заканчивая Якутии. Горизонтально, перпендикулярно, нахуй. Все мы черножопые. А беложопки это украинцы, русские это беложопки. А мы черножопки. Вот исходя от этого, черножопки сейчас, блядь, рубятся, нахуй, с беложопками с Украины. За московских белозадниц. Исходя от этого, нахуй, а другой белорусский зад, блядь, белозад, нахуй, сидит, нахуй, хлопает ладошкой, блядь. Кто кого выебет, кто кого выебет. Я картошки наесться не могу, блядь. Вот примерно так. Он смотрит, нахуй, какую сторону перескочить. И тут был вопрос, он перескочит или нет. Или там топит или нет. Быть может, топит уже. Он же уже один раз пизданул, нахуй, такую речь, потом пошло на меня комментарии, блядь. И грязи, и лайки, и грязи дохуя было. Когда я сказал, что белорус, блядь, Гондон ляпнул такую тему, типа, почему ОДКБ, блядь, Казахстан с Узбекистаном не помогает, блядь, узкожопым на войне. Ну, такой какой-то намек, если помните, что-то ляпнул он, блядь. А какого хуя они должны помогать, блядь? Причем тут Казахстан с Узбекистаном вообще они к России не относятся, если на то пошло. Этот белозадый, этот белорус, нахуй, нахуя вообще лезет, блядь, нахуй, в эту тематику, блядь? Какого хуя он вообще лезет, блядь? Вопрос, блядь. Поэтому, безда, нету, блядь, нахуй, самосознания, самосохранения нету, блядь. Мы идем на погибель, блядь, башкорт, блядь, татар. Мы не можем, блядь, выйти. Ни один депутат, нахуй, не вышел, не сказал. С Узбекистана хоть один депутат что-то вякнул, блядь, за узбеков, что они гуськом ходят в Москве. Этот, как кто-то сказал, очкарик, молодец. Очкарик, ляпнул. Ну где у нас, Башкортостан, блядь, Татарстан, да, шунды депутаты, блядь, которые сказали бы, сука, Путин, иди нахуй. Как этот Цымбалюк сегодня. Русский корабль пошел нахуй. Вот примерно так. Кто скажет? Кто скажет из наших? Үзім-үзімді мақтамасам нахуй. Только я могу сказать. Ника, я только могу сказать. Сам себя не похвалишь нахуй. Ну, блядь, это тоже сарказм, прикалываюсь. Люблю поприкалываться. Но суть не в этом, блядь, нахуй. Суть, блядь, нахуй. Бошлыкларга это относится. Это власть, нахуй, наша гнилая, нахуй. И создала, нахуй, внизу тоже марионеток, блядь, всяких Бодрановых, блядь. Всяких, нахуй, блядь, Мурзагуловых, блядь. Кстати, Мурзагулов еще, блядь, вспомнился, блядь. Гондон, Мурзагулов. Оказывается, Мурзагулов где-то что-то мне тоже сегодня было скинуто. Сейчас мы найдем. Мурзагулов, Гондон, получается, нахуй. Имя тоже, блядь, башкортный СМС Станислав, блядь. Инан Батага. Владислав, блядь. Ёб твою мать. Что за имя у него, блядь? Не помню. Короче, у Мурзагулова имя тоже непонятное, нахуй.
тоже метис, что ли, как я, что ли, блядь? Странно. В итоге, ладно, хуй на его на имя, блядь, он, сука, нахуй, оказывается, работает на деньги Невзлина, блядь. Какого-то Ташагина, нахуй, Яхуда, блядь, который сидит, блядь, это, ебаном, нахуй, на войне Палестины, нахуй. Невзлин, нахуй, блядь. Интересно, получается, башкирт, блядь, на бабки Невзлина, нахуй, тут, блядь, выебывается. Это что за херня, блядь? Это, блядь, один урод, блядь, не могу догнать до него, нахуй, поговорить, да, с этим пидорасом порой хочется, блядь. Это Моргенштейн, сраный. Тут, нахуй, блядь, еще, блядь, Мурзагулов, который недавно, блядь, разговаривал, блядь, с Русланом Габасовым, блядь, такой, блядь, как целка ебаная, нахуй. Ломал, блядь, стратегию такую, блядь, перед Русланом Габасовым. Я видел этот поединок, блядь. Я писал прям, что, блядь, Мурзагулов гнида, нахуй. В этом эфире, блядь. Пидораса, не слушайте, я говорил, блядь. Я так и знал, блядь, что он черт, блядь. Пиарщик, сука, блядь, Хабирова, нахуй. У Путина, нахуй. Пиарщик. Чертовы, блядь. Шунарга, блядь, нахуй, бездна властя, блядь, одни дерьмовые люди. И вот это, нахуй, Мурзагулов, не дай Аллах, блядь, придет, нахуй, на власть. Это будет пиздец всему, нахуй. Он запиарит так, нахуй, что, блядь, каждый башкирный татар охуеет, блядь, там, Уфада, блядь. Понимаете? Поэтому нам нужно, нахуй, бороться, блядь. Только халық, блядь, должен, блядь, восстание поднимать. Жиынлар эшләргә. Мына бір күнне кемдер жиын миңа җибәргән. Жиын кемдер җырлап утыралар татар башкортлар анда матур итеп башкортлар ушак кырында. Мына миңа ошады. Мына шундый ук жиын, только ушак, конечно, ягып утырмаспыз. Уфада этот ушак инде ягып утырмайбыз инде. Төнлә бит инде булмый. Мына Уфада шулай жиынып жиын ясап, мына шунда гана безгә президентны надо выбирать. На 3 года, не больше, нахуй. Чтобы он, нахуй, корни не пускал никакие, нахуй. Ни юрматовские, ни, блядь, всякие, ни типаришевские, и никакие, нахуй, корни не пускал, блядь. Ни уфимские, ни бузякские, ничего, чтобы не было у него. А чисто 3 года оттарабанил, нахуй, и уебал, нахуй. Свояси. И больше никогда не баллотируется, блядь. Так. Почитаем. Казахи помогают украинцам. Так, казахи, башкирты, узбеки, тюркмены. У нас раньше границ не было. В перемешку все жили. Шунай там битенда. Вот поэтому у нас тоже не должно быть. Казахи помогают украинцам. Аллах ашкар. Россия тюрьма народов. Hind fransuzlarında başkası hükümlerge üreteli. Ярар. Лукашенко, а что вторая великая армия мира не справляется? Вот я и говорю, Узбекистан в ОДКБ не входила. Ну вот, и вот именно, подавно не УДКП. Какого хуя, блядь, Лукашка, блядь, какашка пиздит про Узбекистан, я не могу понять. Но он-то не с этого ракурса уж, наверное, уж пиздел. Это, наверное, может, я ОДКБ добавил. Потому что ОДКБ ведь инде, блядь, Казахстанга кіріп, казахларны үтірген в 22 году, блядь, пидрила Путин заходил, безне туганларны кырганнар анда, Шымкентта, кайдадыр шунда. И исходя от этого, у меня в памяти вот это вбилось. Кстати, Карим уже, блядь, тоже, блядь, себе на уме был долбоёб, блядь. Он же ни туда, ни сюда, тоже, блядь, как Турция, блядь, нахуй. Он тоже, блядь, на 2 яйцах сидел, блядь. То с Америкой посапается, нахуй, блядь. Везде поставит, нахуй, американские, нахуй, поставил, нахуй, Сурхандаре, блядь, еще где-то, нахуй, поставил эти, блядь, войска американские. Потом резко, нахуй, иди нахуй, dedi да, ашуланды да, хапа болды да, сразу убрал. Ой, блядь, я с Россией буду. Потом с России начал. Тоже, блядь, еблан, блядь, тот еще был, блядь. Поэтому я и говорю, блядь, бізге надо сменить, нахуй, всех президентов, ебать их нахуй, блядь, в сраку всех. И поставить нормальных с народа, блядь. Халық үшін үлә тұрған кіші керек бізге. А өзіне кесәсін тутыра тұрған кіші керек ме бізге? Бізге нахуя нужны крысы? Не, вот я поражаюсь над людьми, башкирцам, татарцам. Вы не заебались жить с крысами? Огромные крысы — это Москва. Че, Москва раньше хлопка не ебалшила? То весь хлопок с Узбекистана в Москву шел, блядь.
И не нужно говорить, что, блядь, за 3 копейки мы собирали, блядь. За 3 копейки, нахуй. А килограмм хлопка до Москвы доходил, блядь, нахуй. По 100 баксов, блядь. А мы собирали, нахуй, за 1 цент, нахуй. Блядь, точнее, блядь, 1 цент минус 50 копеек еще. Вот так, понимаете? За дарма, нахуй. Мы и шачили, нахуй. Белое золото собирали и сваливали с Узбекистана все в рашку сраную. И нахуй это нам надо было. Не говоря, что алтан, не говоря, что золото это сколько ушло, блядь, полетело. Не говоря, ну, имеется в виду СССР там и так далее. Ой, блядь. Еще раз передайте мне ваш аккаунт ТГ. Ой, блин, так, сейчас зайду еще раз. Ну, там чуть-чуть есть. Напиши на это, граница Хорватия, напиши-ка. Увидишь, там карта такая есть, блядь. Карта такая, знаешь. Карта Хорватии. Граница Хорватия, и там еще есть окончание, да, там. Ну, вот так, граница Десант сразу шагал. Такого нету. Как у меня группы нету такой похожей. Сразу и я вылезу. Так, братья Башкортостан, qachon egemenlik bulut Россиядан bulunut? Алла бля, Алла бля. Вот поэтому я и пытаюсь вот здесь эфирить, короче, как говорится. Кефирить, зефирить, блядь, здесь. Чтобы этот донести кишилерге, чтобы тизрак манашу нарсякей урустан котолоп, тизрак, чтобы освободились. Чтобы и Украина победа была, и у нас победа была, само собой. Если Украина победит, иншаллах, мы точно попрощаемся от узкожопых. Точно, это точно будет. Это, иншаллах, будет так. Главное, правильный подход не забыть сделать во время пизды нахуй будет в Москве. В этот момент нужно правильный подход сделать, чтобы с Украиной вместе расстаться с этим, блядь, с рукой нахуй Москвы, блядь, Башкортостан с Татарстаном. Вот этот момент нужно, блядь, запечатлеть прям, не забыть. Ну, это, конечно, само собой будет, это, само собой, с войной может быть, это не просто так, блядь. Да, это я. Само собой, нахуй, это будет с войной, но гарантия того, что, блядь, бескровно, нахуй, никто не даст. Поэтому мы должны будем готовы, нахуй, то, что, блядь, ну, как сказать, ну, на штыки, короче говоря, взять надо у Руслана, блядь, кровь из нос, потому что внутри Башкортостана тоже всякие есть нацисты. Мы же не можем гарантировать, что внутри Башкортостана нормальные урусы. Они не могут быть нормальными, пока мы не увидим их в деле. Вот и все. Если они, блядь, за нас будут топить, блядь, против Путина, окей, блядь, базара нет. А если они, нахуй, будут тискара тонна киев алса, это пиздец, нахуй, им, блядь, будет. Вот так вот. Ну, что я могу сказать, блядь? Башкорт, блядь, татарга одного только желаю, чтобы мы быстрее поднялись. Вот и все. Вот. Мое вот желание это. Я не знаю, блядь. Если мы будем тормозить дальше больше, да, ждать там, блядь, море погоды, то я думаю, блядь, наших очень мало останется. Очень мало. Потому что вот эта мобилизация сейчас объявится или нет, все ждут. Все ждут, наблюдают. И если она объявится, то это гарантированно, нахуй, блядь, это дальнобойные, нахуй, ракеты полетят из Украины. Полетят, это гарантированно. Если мобилизация прям, блядь, буква М где-то услышится, но оно будет лететь, наверное, до этого, но тогда полетят точно до Якутии даже, нахуй. Все будет лететь, нахуй. Пиздец будет лететь, нахуй. Каждый день будет лететь. Уже не дроны, блядь, а нормальные ракеты, которые поцельно будут бить, нахуй. Которых хуй они собьют, блядь. Заебутся сбивать. Я бы, нахуй, такой залп ебанул бы, нахуй. Я не знаю, блядь, по Москве, блядь. Чтоб там вся Москва дрогнула, нахуй. Пиздец, чтоб ничего не осталось, блядь. Вот так вот. Вот такие дела, короче. Вот такие дела.
со стрима вот человек написал мне, в группу вроде подключился. Ну все, будем на связи, короче, пообщаемся. В группу, есть что, в группу пишите. Вот так вот. Так что, кому интересно будет пообщаться, Башкортостан, Татарстан, да тоже, я очень жду от вас сообщений в Телеграме, будем общаться, Суляшабас, как бы вы не теряйтесь. Насчет этого я вам сразу говорю вам. Вот, почитаю с нового Ютуба, у меня новый Ютуб, можете тоже подписаться, если интересно, там тоже буду потихоньку двигать дальше, на всякий случай. Мында кыргыз братлар язайынды, потому что я в тот раз поднимал тему насчет кыргызов, но они вот примерно понимают, наверное, кто понимает, пишет, ну, негативщики тоже есть. Вот алар язалар, башкорттарды баш көтөртпөй, уже башкорттарда русская общинасы баш көтөртпөйт, урыстардын политикасы. Ну, примерно он говорит то, что в Башкортостане, ну, типа, башкортлар почему не поднимаются, и в то же время, получается, узкожопая община в Башкортостане не дает поднять голову башкортам. Примерно я так понял его. Исходя от этого, понимаем, Кыргызмалай язган, что бізге, если вот человек понимает конкретно, Казахстаннан башлап заканчивая до Афганистана, татарларга һәм башкортларга нужен свой мустакиль, независимый, как говорится, государство. Только потом мы сможем, блядь, нахуй, открыть все границы и уже работать и, как говорится, дружить с другими всеми республиками, как мы захотим. Не так, что с барского плеча, блядь, как сейчас, блядь, Русня преподносит нам, съезди туда, блядь, этому Рустаму Миниханову, блядь, съезди туда, блядь, этот Хабиров, долбоеб, съездил в Узбекистан, что-то там договорился, какой-то завод будут, какой-то склад будут строить, какой-то барахольный склад, наверное, будут строить в Башкортостане. Понятно. Но это же, блядь, явно не сам он придумал. А с барского плеча это ему заходит вход. Почему в Башкортостане хотят бастроить? Я догадываюсь почему. Потому что, нахуй, сейчас вот эти санкции, эмбарго, хуямбарго, блядь, нахуй, вот это все дерьмо, нахуй. Поэтому сейчас весь товар будет зацикливаться в Башкортостане. Это путь, понимаете? Видите, как узкожопые, нахуй, блядь, делают действия, блядь, через нас. Этот путь тот, который мы хотим захватить. Этот наш куандыкские движения. Это наши дела, блядь. Это наша жизнь, блядь. Они рулят над нашей жизнью, нахуй, в Башкортостане, блядь. Нахуя нам нужны эти движения, блядь? Которые мы могли бы сами эти движения делать. Ну да, кто-то может сказать, блядь, пусть делают, как раз нам что-то останется. Да нахуй нам это нужно, блядь. Мы сами тоже можем также наладить отношения с Узбекистаном. Мне, блядь, рукой подать до Узбекистана, как говорится. Бедун туганом Узбекистана, если на то пошло. Если уж до такой степени нам что-то надо оттуда. А так у нас не должно быть не то, что надо, а у нас должно быть без границ торговля. У нас любой должен узбек, кыргыз, таджик, казах, кирге, как у себя дома. Не должно быть у нас, блядь, вот этих заборов, блядь. Хуйней страдать мы между собой не должны. Понимаете смысл? Только там может быть какие-то документообороты должны там быть, допустим, у него будет паспорт свой, у нас будет свой паспорт. Вот в этом только будет у нас различие. Нихуя не должно быть там, блядь, штампы, блядь, марать паспорт мы не должны. Понимаете смысл? Сзади там, блядь, я помню, узбек, наверное, паспортом заштамповано, кирдычик-то. Ой, блядь. Пиздец, что было, нахуй. Я с своими братишками тоже ездил, кстати, в Казахстан. Кирдычик-то делали через Челябинск. Было дело тоже. Я тоже зашел своим российским паспортом в Казахстан, потом вышел обратно с ним. Вот так прогулялись один раз. Ну, это нахуя это надо, блядь? Лишний геморрой, блядь. Зашел, вышел, не должно быть забора, не то, что там ментов не должно быть, блядь. Пусть живут другой жизнью, ментов не должно быть там вообще, блядь. Погранцов даже. А погранцы должны стоять, потолок, блядь, там
с русней, блядь, у нас должно быть, блядь, по границе, да хуя, блядь. С русней, блядь, чтобы эти пидорасы опять не напали на нас. Ну, конечно, они не смогут напасть уж, когда мы в их московское болото загоним, блядь. Вот так вот. И плюс, конечно, самый главный момент, нахуй, атомные, нахуй, вот эту всю бомбу, атомную бомбу, я советую украинцам, если тут украинцы, Ника, ты тут и ушла, украинцы атомную бомбу должны под себя замять. А потом, когда вы все это замнете под себя, Башкортостан с Татарстаном, с Казахстаном, с Узбекистаном, с Кыргызстаном, Таджикистаном тоже мы себе какую-нибудь атомную бомбу создадим. У нас тоже будет какая-нибудь общая атомная бомба, которая будет на общей территории где-нибудь там, там же, в том же Куандыкском коридоре в Башкортостане, допустим, или где-нибудь там. Создадим станцию, там, или что это нахуй, хуево, что это, ипподром, это как это называется, я не знаю, блядь. Короче, это площадь, где реально будет производиться или там надо произвести, и чтобы была нахуй у нас тоже там узкая кнопочка, блядь. Друг нахуй какая-то сука рыпнется, блядь, откуда-нибудь. Ну, чтобы было нахуй чем пугать, да, так скажем. Пугалка, блядь. Вот так вот. Пластиковая. Шулай, туганлар. Ну, а так, ну, мечтать не вредно. Я, наверное, блядь, тут размечтался, сижу, думаете, наверное, не, нихуя нахуй, блядь. Эти действия нужно совершить в этой жизни. В этой жизни. На том свете нам это нахуй ничего не нужно будет. Поэтому каждую территорию, захваченную, блядь, и в прошлом наши предки, которые воевали копьями и клыч, блядь, олар всяко, блядь, думали о том, что, блядь, нахуй, территория, нахуй, должна быть собственной. Они не думали, что с кем-то они будут делить нахуй эту территорию. Тот же башкир, тот же казах, тот же татар и узбек, или кто там были там, этот винегрет весь. Этот винегрет они явно кушали вместе. И боролись вместе. Но когда вот речь идет вместе идти на Украину, вот это уже не дело. Поэтому нам нужно определиться нахуй. Вместе дегенде, бірге дегенде, значит, бірге. Біз, значит, урысқа бірге баруға тиішбіз. Украинға түгел. Украинға түгел. Если даже украинлар славян, не говоря, что Европа вся католики, допустим, да ведь, но мы же на Европу не пойдем. Нам это нужно, нет? Любой человек скажет, улясым килмемина это эйма, ну улясым килмегаш. И, значит, это же идиотская причина, да, ведь, создавать такое дерьмо, блядь, воевать с кем-то. Получается, значит, за Путиным пойти, блядь, тоже идиотская причина получается. Логично? Логично. Из-за этого, значит, нам надо прекратить эти войны. Нам нужно подымать, нахуй, свой, блядь, холокны из говна, блядь. Пенсии подымать, детям школы, это, татар-тылы, башкир-тылы, все это надо открывать. Чечен-тылы, Дагестан-тылы, вот это все. Аварские, еще какие-то языки, все это нужно открывать. Где эти школы, блядь? Нету это школ, блядь. Нету это школ, блядь. Там в Чечне тоже нет. Я когда услышал, что нет в Чечне школы чеченской, я был в шоке, блядь. Это что, получается, эти чеченские дети, как и наши, башкиртлар, татарлар, изучают только вот такими устами, которыми мы пиздим дома? Но это не порядок. Это что за низость, блин, что безнен какая-то тварь, узкожопая тварь, блядь, будет закрывать наши школы, блядь. И идти потом с этой тварью, который закрыл нашу школу, воевать против Украины? Ну, это что-то вообще ни в какие рамки не влазит. Я считаю, что народ, вот, допустим, да, ведь должен хоть как проснуться. Хоть как. Если мы не проснемся, балаларыбызны, ирлері, хотынлары была урыслар. Оно такие есть сейчас, а в дальнейшем еще хуже будет. Получается, каждый будет разговаривать на русском. Он не будет знать чеченский, бурятский. Он не будет знать свой язык вообще. Вот так будет пиздеть, как я на русском. Ладно, хотя бы они знали бы, хер с ним, не русских, знали бы хотя бы немецкий, там, французский. И, допустим, в таком, блядь, положении, допустим, жили бы. Но они хотя бы, может, свое будущее смогли построить, но вражки будущее построить невозможно, поймите. Вы, которые ходите в школы, университеты и так далее,
Да вам, блядь, за все это невыгодно платят. Невыгодные вы. Вы как бы как отбросы, блядь, людей. Существуете чисто просто для общества, так, для, блядь, численности всего лишь, не больше. Вы невыгодные люди. А когда безда будет свое государство, каждый чеченец, каждый дагестанец, каждый татар, каждый башкирт будет в цене. В цене, которую никто не захочет умирать. Никто не захочет вас отправлять на войну, как этот гнида Путин, понимаете? На мясо. Вот где будет ценность. Вот я эту ценность осознал в Норвегии. Вот в Норвегии говорят 5 миллионов. Я один раз уже говорил. 5 миллионов хуйня. 5 миллионов. Из них, представьте, 3 миллиона это беженцы. Норвежцы всего лишь 2 миллиона, оказывается. Понимаете, прикол, блядь? Это пиздец, как стыдоба, да? Но это как, блядь, утрирую, конечно. Примерно. Блядь, норвежцев 2 ляма. А 3 миллион это сирийцы, блядь. И там и вся другая шушера, которая туда поналетела, нахуй, по всяким войнам, блядь. Узбеки да бар, татары да бар, все, чеченцев до хера и больше. Вот, примерно. Но суть самая, понимаете, я что хочу донести, блядь? Что, блядь, язык, блядь-то норвежский, понимаете? Язык-то норвежский. Хоть ты, хоть там, блядь, арабом будь, хоть пуп земли будь, нахуй. Язык-то норвежский будете учить. Понимаете смысл? Получается, значит, блядь, если в Башкортостане 1,5 миллиона, чеченцев 1 миллион осталось, сейчас еще, блядь, полегло дохуя и больше. Итог какой? Итог такой, что у нас нет школ, башкорт, блядь, чечен, татар, школ юг, этот бурят, блядь, Алтай вообще, блядь, молчу, блядь, они вообще в тундре как будто живут, блядь, отсталые как будто бы. Я, блядь, плакать охота за них, блядь, мне. Считай, их вообще за людей не считают, блядь, только сосут золото. Потом, чё? Какие-то, как кто-то говорил, нинейцы, нанейцы. Где? Нанейцы, нинейцы, блядь, я даже эту нацию произнести не могу. Эти нанайцы где? Нанайцы вот эти. Их тоже, блядь, үш бір түк только мына жылы. 3 штук, наверное, қалған кіші. Онда әзгене кіші бардыр. Все. А таких до хрена. В Дагестане 36 наций, которых чуть-чуть один аул остался. И у них даже нет школы, блин. И что происходит? Происходит, получается, везде русский язык. Но нифига не норвежский, точнее, нифига не дагестанский язык, не аварский, не кумыкский, не ногайский, не крымско-татарский язык. Ничего нету. А зато глобализация. Глобализация в том, что мы отстаем короче, кишиюк. Отстаем еще от того, что у нас людей нету. Людей-то нету. Людей стало вообще, блядь, там пиздец там. Демографически, блядь, или как это называется, блядь. Вот так. Людей-то нету. И то же самое происходит сейчас на Украине. Что, думаете, украинцев много там? Украинцев тоже немного. Понимаете? Украинцев тоже приличненько уменьшили. Эти твари узкожопые. Приличненько уменьшили. Плюс еще расползлись кто куда, непонятно. Неизвестно, они уже и не вернутся домой. Потому что там негде жить. Куда они вернутся? Там серая земля, серая зона, как этот Майкл сраный Наки говорит постоянно. Серая зона, серая зона. Блядь, я не понимал, что за хуйня серая зона, блядь. Да вот серая зона, блядь. Не то, что серая нахуй там. Нет зоны даже там, блядь. Нет преград, там пустыня, блядь. Которую разровнять трактором и все, строить новое все. А людей-то нету, кем заселять-то туда, блядь. Кого заселять, блядь? Люди-то полегли уже там же, блядь. Украину кем заселять? А я знаю, со стороны мусульман речь такая идет. Евреями заселять хотят туда. Этими яхудами, сионистами сраными, которые гнобят Палестину, блядь. Вот с ними хотят заселять, твари.
Так, мынада кто-то что-то написал, сейчас я почитаю, туганлар. Так, Мухаммадке сейчас ответим, сейчас, секунду. Мухаммад, если не ушел. Так, сейчас почитаем, тут очень много. Мне... Ассаламу алейкум, братья башкорты, ва алейкум ассалам. Так, Москва, конечно, правили и жили поляки, тюрки, но когда это было? Так, Башкортостан, Дагестан, я Олга, Дагестан Олга, конечно, Дагестан Олга. Написано старинный русский род. Так, окей. Так. Так, вы общаетесь? Я не... В Дагестане везде русская речь, редко слышно, кто говорит на родном языке Дагестана. Вот я и говорю. Почему? Потому что в Дагестане 30, если правда, я не знаю, вот напишите, вот с Дагестана Мухаммад, напишите, вот 36 наций у вас или все-таки 60 наций. Вот этого я не могу понять. Потом, как они должны говорить между собой? Значит, получается, ошибка наша, вся вот это узкожопые нам создали это во время СССР. Наша ошибка в том, что мы, точнее наших, заставили говорить на русском. А у нас должен быть должен был быть язык. Вот, допустим, мы, допустим, башкир, татар, казах, узбек, кыргыз, мы понимаем друг друга. А вот, значит, в Дагестане тоже должно было быть примерно такая же тематика, которую они должны были взять под общий язык. Допустим, дагестанский пусть будет, я за это буду, пусть это будет аварский, я не знаю, какой-нибудь язык у них должен быть, или кумыкский, я не знаю, какой там, там даргинские языки, там, я не помню еще какие нации там есть. Допустим, взять один язык общий на весь Дагестан и поставили этот язык. Пусть люди учатся, но главное не русский, понимаете, и будьте вы рады, я вот уверен, я вот прям радостью это говорю, вот это будет реальное, блин, я не знаю, превозношение, блин, вот превзойденность, блин, что мы, мы все сможем, блин, сломать этот, как говорится, хребет узкозадый. Понимаете, вот в чем прикол. Когда я, допустим, я никогда не был в Дагестане, за все время не успел съездить туда. В Дагестан поеду, допустим, они будут говорить со мной на своем языке. И пытаться мы будем учить их язык. И будем как-то вот что-то вот будем учить там туда-сюда. Вот, кстати, вчера товарищ мне общался, сегодня или что ли, жиляк, говорит один дагестанец. Откуда я, говорю, услышал? Говорит, это клубника, который продает в Татарстане. Вот это, в Инстаграме, наверное, насмотрелся. Жиляк. Я говорю, жиляк, что такое? Ну, он у меня спрашивает. Я говорю, жиляк это ягода, короче, да, на татарском. Это какой-то жиляк этого дебила смотрит, это клубника. Прикол там. Вот так вот. И он как бы нормально жиляк повторяет. Говорит на татарском, получается, почти без акцента. Жиляк говорит, значит, получается, ему не трудно это говорить, если он говорит на русском. Что бы не говорить нам на их языках, это не западло. Вот должно нам быть в дальнейшем западло на русском говорить, в дальнейшем. Хотя бы наши дети уже начали говорить на своем языке и оставили своим детям уже наши языки, а не вот эти узкозадые языки, блин, которые нас всю жизнь долбят тем, что везде русские школы, русские ЕГЭ, экзамены, университеты, Толстой, Пушкин и всякие. Нафига? Че, у нас своих нету, что ли? Своих имамов? Как же, как в Дагестане, имам Шамиль, что, у них нет своих крутых людей? Вот они крутые люди, они Пушкины не крутые для нас. Крыловы всякие, басни Крылова нахрен нам учили, заставляли, Бородино заставляли в школе учить, нахрена? Пипец. Просто аж тошнит, как вспомню, блин, что творилось с детства. Так. Да, дети в Дагестане уже родного языка не знают. Вот. Потому что детский сад даже в Дагестане, у Башкортостанда шулай урыс тілінде, бүтін жерде. Вот это меня и вымораживает, понимаете? Блин, үйде біз сөйлесеміз, татарша кімдір айта, башқұртша айта. Но үйде бит ол жетмей, үйде генә ол жетмей, ол әс. Үйде генә ол әс. Потому что мен литературу не знаю татарскую. Я не знаю башкирт литературасын. Узбек литературасын да білмеймін мен толком. Понимаете? Я не читал. Я вот в каком-то, в каком-то мире остался, понимаете?
мир какой-то, у меня какой-то мир, я, блядь, летал туда-сюда и остался я где-то в никуда, блядь. Не говоря о том, что, блядь, сейчас вообще черт где сижу, да, допустим, да, и шунардан санин, какой нахрен наш свой язык, блин. Я когда переехал с Узбекистана, получается, Башкортостанга, я не видел нашей школы. Кстати, сегодня с одной перетерся. Говорит, я ходила в татарскую школу, говорит, в Ульяновске. Я же в начале эфира говорил. В Ульяновске, оказывается, она ходила в татарскую школу. Я говорю, не может быть. Ей 37 лет, а мне 39. Она говорит, я ходила. Не может быть. Я не поверил ей. Говорит, я ходила. Она прям спорит со мной. Вот кто-нибудь знает вообще Ульяновск, допустим, если в Башкортостане, Татарстане уже в то время не было татарской башкирской школы, как она может в Ульяновске ходить в татарскую школу? Меня удивляло. Ауылда йөрүдем дия. Да я не верю, блин. Она просто пошла, поняла то, что я за что топлю, наверное, и что-то такое мы разговорились. И она вот на этом как бы пыталась надавить, то, что она ходила. Это, получается, она такой момент сделала, я так понял, от ее слов, что она защищает вот этот узкий мир, блядь. То, что узкие не гнобят татарскую школу, она ходила. Но сейчас не ходит. А потому что сейчас нету, и тогда не было, блядь. Как она могла ходить, если я старше на 2 года ее, блядь? Я в 13 лет, нахуй, блядь, уже не видел татарскую школу. Я видел татарскую школу, я ходил в татарскую, так скажем, школу, потому что там мы были все татары. Потому что и на переменах везде говорили на татарском. Но я не говорил с ними на татарском принципиально, потому что я же был с Узбекистана. Вот такая была там логика. И в итоге, короче, получается, смысл какой тут остается, что уже в 98-х годах, 98-й год, никакой татарской школы не осталось. Мана минем энкен вақтында татар школы бар, а потом нету. Я не верю, что была татарская школа, вот и все. И не нужно мне говорить, татарская школа это как татарская школа? Татарская школа, она вот так. Вот у нас в Узбекистане была узбекская школа. Это знаете как? Когда у тебя в узбекской школе только идет один русский язык, а остальное все на узбекском. И математика, и физика, геометрия, все узбекские книги. Вот это узбекская школа. Вот, это узбекская школа. А татарская школа, когда говорят, я не могу даже представить, какая она должна была быть. Я не видел никогда, что есть татарский... я видел только татар тілі и адабияты. Татар адабияты я видел. Все, вот эти 2 книги видел. Я никогда не видел математика татарча, математика нарсикая не видел, блядь, геометрия татарча. Я не видел. Не говоря, что в Дагестане они что-нибудь видели такого? Или там в Чечне. То же самое. Одинаково нас загнобили, эти узкожопые нас, одинаково задавили, одинаково. Вот в чем наш, как говорится, минус. Так, сейчас смс-ки почитаю эти. Так. Да, и у вас тогда как же было во время СССР украинский язык считали тогда колхозным? Да. Да. Вот у меня тетя же украинка, короче, я же как бы постоянно говорю. Вот тетя моя украинка, она всю жизнь жила в Узбекистане. Когда она домой, само собой, ездила, и у нас тоже как-то разговаривала, когда разговаривала со своими родными. И она бачила этот на украинском, потом там у себя дома. Рахатланеп, ну, с радостью она говорила дома на украинском. Человек с Харькова, с Украины. И получается, на украинском они говорили там. А дома у нас ей приходилось говорить на русском, потому что она не знала ни узбекский, ну, она понимала, может, в дальнейшем потом, но не говорила. И поэтому нам приходилось говорить на русском, потому что тетя была у меня украинкой. И у нас не было нацизма в семье. Мы из интернациональной семьи. И как бы у нас не было такого, что ты русский, там, украинец. У нас вообще такой темы не было.
такой не было. Но по сути у нас русских не было. Вообще говорю. А вот когда Путин пришел, за 24 вот эти 24 года, которые он черт сидит, в это время он образовал для своего узкого народа полную, блядь, полную нахуй задницу, в которую нахуй засунул нас тоже. Получается нахуй, они сами создали для себя врагов. А так мы нормально, может, и жили бы в дальнейшем. Но, увы, они сами из себя вытащили это дерьмо, которое у них сидело, наверное, всю жизнь. И вот тебе и на. Вот тебе и на. И получается, они сейчас по заслугам будут получать нахрен. Как мы отойдем? Иншаллах, мы все равно отойдем. Украина отойдет, все отойдут, у всех, у каждого будет своя школа, в Украине будут украинские школы, в Башкортостане, в Чечне свои школы, в Дагестане свои школы, в Якутии свои школы. Вот и все будет нормально. И у нас связывающий язык пусть будет английский нахрен, или французский, или немецкий, вот какой-нибудь такой, но не русский. Вот и все. Примерно так. Чтобы главное, нужно такой нейтральный язык надо сделать, чтобы у нас, ну, у нас, конечно, с Азией у нас свой язык есть, мы на своем будем, иншаллах, говорить. Узбекча, казахча, башкирт, татарча, у нас свое есть. Имеется в виду, вот с бурятами там придется же нам на каком-то лялякать, да, ведь, допустим, да, ну, это мы будем лялякать на русском, а вот в дальнейшем наши дети пусть уже определятся, на каком будут они лялякать. Или только с переводчиками будем ездить друг к другу. Вот так. Будет спрос на переводчиков. Тоже интересная тема. Народ будет учить бурятский, там, якутский языки будут учить. И будут, получается, ходить, заказывать, допустим, поехал в туризм в Бурятию, значит, у них возле них будет ходить переводчик бурят там или якут. Примерно вот такой тематикой нужно нам забыть узкозадый язык. Это вот к этому я клоню, чтобы мы забыли этот язык, чтобы мы не говорили на этом языке. У нас понятки уже должны будут на своем языке с Азией, а с Дагестаном, с Чечней у них трудные языки, да, которые ц говорят, у них тяжелые языки есть, аварский, допустим, да, мы их точно не переведем, блин, мы охереем его переводить. Поэтому нам нужны будут переводчики. И вот и все. Получается, переводчик будет учить тот же башкир телен или татар телен и аварский, допустим. И кто-то будет даргинский учить. Еще какой-нибудь. Вот такая вот тематика у нас должна быть там. Понимаете смысл? Кумыками там, крымскими татарами, ногайцами мы, понятно, мы найдем общий язык там сразу резко, да ведь? А вот между собой у нас должен будет или переводчик, или мы будем общий какой-то выставлять язык между нами. Вот и все. Друг друга же не будем мы, как эти узкие долбоящеры, захватывать и принуждать чей-то язык. Мы не будем этой херней заниматься. Мы же геноцидом не занимаемся. Мы просто хотим отобрать свои земли и вернуть их свои земли. Как этот сказал, Крым вернула свою гавань. Ага. Хуявань, блядь, вернулась она, блядь. Вот этого не должно быть у нас. Вообще в мозгу у нас не должно быть никакую гавань, и ничего нам нахрен возвращать не надо. Возвращать не надо. Мы должны вернуть только свои земли от этой узкозадой системы. Свои земли. Поделиться там с Казахстаном, Башкортостан, Татарстан, там все вот это. Вот с этим мы должны заняться. Там это... В Дагестане свои земли они должны отжать, чеченцы свои земли должны отобрать. Вот таким образом. Имеется в виду не от друг друга отобрать, а от друг друга поделиться, а от узких отобрать всю землю. До Воронежа минимум, до Воронежа должны все отобрать мы. А в идеале, как всегда я говорю, Украину надо отрезать вот так полностью до Москвы, чтобы это было вся Украина. Чтобы прям до Питера, чтобы это было Украина нахрен. Зато нам будет тихо жить, спокойно будет. А Украина будет это Европа. Европа будет Украина. Представили? Получается Финляндия, Питер, Ингрия, вот это, если они хотят сделать Ингрию, это будет Москва, это все будет Украина, Ингрия, короче, вот это, весь этот спектакль, короче говоря, вот так, да? И прикиньте, все, у нас не будут уже мозгачей этих узких, рабов не будет. Рабы будут у украинцев внутри.
они будут камчы bilan, как говорится, гонять этих узкозадых. Вот так вот. Примерно вот такие вот мечты, туганлар. А другого варианта я не знаю. Главное, чтобы Москва исчезла из земли. Вот как Серозем осталась на Украине, вот так и разровнять надо Москву. Больно разрослась. 108 километров МКАД больно большой. Не надо. Надо уменьшить. Деревушкой сделать. Потому что Чертаново это была деревня. Чертановская черная, Чертаново южная, северная, Бирюлево. И это все было деревня там. Бутово, само собой, деревня до сих пор. И все они создали Москву. Это все Москва. Рублевка, это создали Москвой. Это все было деревня. Деревня Барвиха, это тоже деревня, до сих пор тоже деревня уж. Исходя от этого, блядь, Москва была маленькая, нахуй, возле Кремля, нахуй. Садовое кольцо, потолок, блядь, его размер. Поэтому надо его разъебать так, чтобы, нахуй, блядь, все поскакали оттуда, нахуй. И все. Вот так примерно. Или надо сделать так, что вот этот народ, который уехал из Украины, вернулся в Москву. Русских выселить, нахуй, в болото, а вернуть туда украинцев из Европы, из откуда угодно, вернуть туда Москву и заселить украинцами, чтобы они размножались там. А русских в болото нахуй загасить. Вот это будет ровно, блядь, классно. Они разъебали Украину, а украинцы хитрые вернулись в Москву, готовые дома узкожопых. Вот и все. Как они гнали крымских татар, чечен, всех гнали, черкесов гнали в Крым со своих, блядь, гнали в это Казахстан с Крыма, получается, Узбекистан. Со своих домов. Они бросали наши туганлар в свои дома и получается, в вагонах шли, умирали. Голодные, холодные, необутые, как попало. И такой же разбой нужно сделать с этими москалятами. А тут больно охуели, блядь. Вот это будет тема классная, блядь, нахуй. Я, блядь, пиздец буду радоваться, нахуй, что в Украину будут, Украина, говорю, в Москве будут украинцы жить, я буду рад. Вообще охрененно будет. Вот тогда мы с Уфы, с Казани будем ездить в Москву, только она будет уже не Москва называться, а Украина. В Украину будем ездить без визы там, без этого, без всякой херни, вот это, без заборов, без ничего. Вот это будет классно, блядь. А русский Иван будет в болоте жить, нахуй. Где-нибудь, хрен знает где. Выделим, нахуй, место им где-нибудь. И все. Я так считаю, туганлар. Я не знаю. Ну, как-то надо так. Главное, им нужно дать понять это сейчас, что они дальше вглубь идут. Вот Ника здесь, надеюсь, слышит. Вглубь идут, они вот воюют. Им нужно дать понять, что Москву заселят украинцы. Вот эту понятку нужно донести до них. Ну да, может, украинцам это будет не нравиться, но зато готовое жилье. Понимаете? Они же разровняли Харьков, там везде все, этот, как говорится, пуляют, да, ведь равняет все с землей. Вот сколько людей выселилось, вот столько людей, если захотят с Европы вернуться, пусть возвращаются, как говорится, в Москву на ихние же квартиры, на ихние же дома. Москва-Сити там, вот это все. Но только Кремль надо, блядь, с лица земли содрать, нахуй. Все, разрушить нахуй Кремль, блядь. Кремль, красный кирпича не должно быть там, нахуй. Или крайняк, нахуй, блядь, туда построить что-нибудь путевое, там, аттракцион, допустим, Диснейленд, нахуй. Диснейленд, нахуй, построить. А где будут комната ужасов, нахуй, там оставить Путина, Лукашенко, нахуй, Кадырова и всех там в комнате ужасов они пусть будут, нахуй, маячить, блядь. Тоже идея хорошая. Комната ужасов. Квест, нахуй. Квест от Путина, нахуй. Пиздец, нахуй. Вот примерно так, блядь. Квест можно было бы еще создать, блядь, от... еще, блядь, нахуй. Все, Стафферла, конечно, нахуй. От Вагнера, блядь, нахуй. Пиздец, да, блядь, нахуй? Вагнер, блядь, нахуй. Путин, блядь, Лукашенко, Кадыров, блядь, Ради Хабиров, блядь. Всех этих пидрил, нахуй, собрать, нахуй, в квест, нахуй.
в комнату ужасов, нахуй, блядь. И все, туристов, нахуй, звать, нахуй, блядь. Вот, видели, нахуй, настоящего Путина, блядь. Вот так, в цепях, нахуй, блядь, колючих. Так. Угу. Еще до прихода России у нас была письменность на арабском, у русских это и уничтожили. Да. Во. Вот, Номад знает арабскую вот эту всю тематику. И он конкретно этот скажет, вот именно моя прабабушка закончила Уфимский медресе. Уфимский медресе она изучала только на арабском. Она вот в медресе пошла прям, отец ее, оказывается, в детстве отвез. Ее отец, моей прабабушки, менің қорт нәнәмні әтәсі алып барып қойған аны Уфимский медресе. Галия дедімі, Галия мадрасасымы. Что я читал? Короче, вот те времена, вот когда этот был, получается, Заки Валиди, вот тех времен, Заки Валиди вақтындағы хәлләр бұл. Вот в то время она училась, получается, в этом открытом медресе. Примерно возраста даже подходят. Медресе открылась в 1906 или 1908 годах где-то. Медресе Галия мадрасасы Уфада ашылган. И вот в этом медресе, получается, я думаю, училась она, потому что она с детства туда попала. С детства она школа, интернат, типа в таком месте жила. Ну, как бы не школа уже, интернат это, а вот от медресе. Как бы как вот ученики такие, которые, ну, по воскресеньям только, наверное, домой ездила, ауылға, туда-сюда, она же не будет каждый день кататься, ребенок. И вот она с детства, поэтому она наизусть знала арабский. Коран, и все она читала. Но, увы, мы тяжело отошли от коммунизма туда-сюда, нам не дано было это понять вовремя. Ну, вот так вот. И до сих пор не понять пока еще арабский язык. Вот так вот. И вот, получается, после этого-то и все пропало. И все пропало. Вот она ауылда енді она была этот укымышлы қаршы енді шулай оқып йөргән, ул теге дұғалар, намазлар теге, ну, само собой, она всю жизнь пятикратный намаз читала. Вот мама даже рассказывает об этом. Мамина бабушка, получается, татарка. И вот, исходя от этого, человек был верующий даже во время коммунизма. Ничего не мешало этому. Вот так вот. Просто, наверное, бедная пряталась от этих пидорасов красных. И в это время как-то не читала намаз. А когда была возможность, она читала намаз. Ну, вот так вот, примерно так. Понимаете? Намаз читать. Вот как раз эту тему сейчас расскажу. Про Тураляр, когда я спрашивал, я недавно услышал, что мы, оказывается, из рода Тураляр. Но мы об этом не знаем, я не знаю об этом. И начинают мне писать тут узбеки, издеваться надо мной, то, что я не знаю свой род. Я не знаю свой род. Я свой род не знаю. И это недавно я услышал, и я это высказал, хотя бы хотел узнать. Я просто хотел узнать. И тут пошло мне негатив. Но и хорошие люди есть, которые говорят реально, что есть такие люди, есть там туда-сюда, туда. Но я не знаю их, я не знаю, я, как говорится, этим самым не хочу выеживаться. Это кто-то еще написал, ты хочешь выежнуться? Я не хочу выеживаться этим, я не хочу этим выеживаться. Вы же меня даже в лицо не видели, как я могу выеживаться перед теми людьми, которые мы друг друга даже не знаем. Да, мне смысл это делать, да? Я веду вообще тему разную. И вот, и плюс мне интересно стало узнать, потому что я узнал по карте, что у меня Башкорт Ром Юрматы. И вот мне захотелось узнать, какой род у меня узбекский. И еще татарский род ищу. Не знаю тоже. И вот на этой почве у нас сыр-бор пошел. И вот получается, там вдобавок я скажу к этому ответу тем комментаторам, которые гнусно мне пишут всякие смс-ки издевательские. Узбеклерге айтам. Допустим, когда был коммунизм, мне это уже сестра старшая, чуть старше меня написала, сказала, что, оказывается, мои дяди, родные дяди, ну, это вот со стороны узбеков,
они, оказывается, следили, когда ихние дяди, оларны оталары, ихние отцы, когда читали намаз во время коммунизма в Узбекистане. Смысл теперь понимаете? Значит, получается, во время коммунизма не давали читать намаз. Не давали, но они украдкой все равно читали. И они на шухере стояли, говоря на русском, да? На шухере стояли мои дяди, чтобы прочитали ихние дяди и отцы намаз. Понимаете, какой смысл? И после этого как я могу, блядь, быть выебнутым в каком-то ихнем выражении? Типа я хочу похвастаться, то, что у меня род такой. Я не знаю. Я через 100 лет это говорю. Это они читали намаз 60 лет назад, оказывается. Представили? А мне 39. Меня вообще не было, я хуй его знает, что. И я хоть тураляр буду, хоть ишонлар буду. Какая разница, кто я? Не в этом суть была вопроса там. А то, что я хотел узнать, кто я. Вот есть же фильм Джеки Чана «Кто я?». Он же память там теряет, потом кто я, кто я. Вот примерно мы тоже в таком сознании остались из-за узкозадых этих. Мы не знаем с 1900 года свою историю, не говоря, что вниз туда все сожгли эти уроды. Вот что я хочу людям донести. Я не хочу кичливым быть. Я слово кичливость впервые услышал в Германии, когда мне один брат татарин, мусульманин, рассказывал про высокомерие. Я в ислам, когда пришел, альхамдулля, слово высокомерие, кибр, сразу я изучил. Кибр. Я вот это слово кибр себе, блядь, зарубил на нос, нахуй. Не быть кибром. Не быть высокомерным никогда, никогда нахрен не быть высокомерным. И в себе это я каждый день пытаюсь контролировать. Каким образом? Людям даже советую. Утром встаешь умываться, зубы чистишь, смотришь на зеркало. И вспоминай про это всегда. Вспоминай, у тебя есть ли или у тебя будет ли сегодня на кого-нибудь высокомерие. Контролировать высокомерие, оказывается, можно и нужно. И вообще избавиться даже можно от этого, оказывается. Но ты не можешь себя все равно от нафса своего избавиться. И вот исходя от этого, я никогда нахрен перед всеми, нахуй, говорю это, не хотел выебываться перед кем, блядь. Когда я высказывался, что я тураляр или ишонлар, я не знаю. Я просто хотел узнать. Вот и все. Надеюсь, я ответил комментаторам злостным. Вот так вот, примерно так. Шунарга туганлар, что я хочу сказать после этого всего? Что намаз и разрешали или не разрешали, и вот эту всю систему наши предки уже прошли. Из-за этого, когда им не разрешали, и это они изучая, понимали, что им то нельзя, это нельзя, поэтому наши отцы многие не читали намаз вовремя. Также. И, допустим, также и у моих родственников то же самое. И поэтому мы только должны делать дуа, чтобы они, надеюсь, когда-нибудь придут к этому. Мы же не можем их заставить этому, да, там, бить там туда-сюда, мы же не можем заставить. Это же мы не крестим людей, как Иван Грозный, который убивал, чтобы крестились люди. Шулай тұрып, что я хочу сказать, что бізге все, вот это дерьмо, вот это, которое слилось за эти 124 года, грубо говоря, да, вот за этот век, который мы проходим, какую-то часть уже прожили, мы поняли одно, что вот за этот век мы увидели столько войн, и все против нас, против мусульман и против наших предков. И наши предки не смогли бороться. Но, может, мы сможем бороться в 21 веке. Поэтому я, естественно, призываю к этому. Давайте будем бороться против этой узкого мира. Давайте сделаем джамаат. Джамаат, чтобы у нас был такой мощный, такой мусульманский, такой классный, вкусный, как говорится, этот Темнеблсон. И чтобы мы друг друга, грубо говоря, как вон турки целуют друг друга постоянно, а азера целуют друг друга. Когда встречаются, целуют же они друг друга. Чтобы мы тоже друг друга вот так целовали от души по-братски и говорили, мы победили этих узкожопых нахрен, мы независимые, мы стали независимым. Вот к этому мы должны идти, понимаете? А не так, что, блядь, нахуй говорить, что мы, блядь, нахуй, вот с русскими живем, нормально же, воевать идем против Украины, убиваем украинцев, блядь. Какая нахуй эта гордость?
Это, блядь, это опущение, блядь, ниже плинтусов, нахуй. Это, как говорится, очко, блядь, в этом, в Зиндане, блядь. Как говорится, параша, как говорится, как этот фильм Абдулова, блядь. Говорит, твое место на параше, говорит. Тот день ролик один увидел. Абдулов там порешал потом всех там. Фильм этот, Next, если смотрели. Наш Абдулов, короче, да, вроде бы русак, да, ведь, а сам Абдулов-то тоже вроде метис был, этот, с Ферганы, Абдулов. Вот так вот. Поэтому, исходя от этого, что я хочу? Біздің Башқұртстан мен Татарстанда главный әймі теге имансызлықны юғалтырға керек, иманға келерге керек, нәрсе болса да, ничек болса да. Вот на днях читал где-то, что Бергалина, помните, я где-то вычитывал там, ну, кстати, будем сейчас читать что-нибудь. Бергалин там что-то там заворовал, наворовал, пишут там, это сделал, то сделал. Неизвестно, мы не знаем. Мы еще его не поймали на чем-то, и мы не знаем, что за чувак, кто про него что пишет, мы не знаем. Поэтому, исходя от этих слухов, мы не можем что-то решать. И Шунарга Безган нужно одну вещь понимать, что мы всяких вот этих самигулиных, всяких и всяких вот этих мулаларны, которые Башкортостанда, Татарстанда рулят, мулаларна всяких, да, ведь мы должны тоже будем отсеять, которые топили сейчас за КГБ, блядь, это чертовы, за ФСБ, топят, которые ФСБшники, так скажем, блядь, без погонов, и которые отправляют наших бойцов, блядь, с ДГО, блядь, отправляют в армию, блядь, этих всех мы должны будем, нахуй, прижать за задницу взять, нам они, нахуй, враги. Вот и все. Нам они нахрен не братья нахуй. Это они не братья нам. Это нужно будет понять вам. Потому что мусульманин, если он даже имам, и даже если он подписал что-то там с русней, он не должен делать дуа и отправлять наших в армию против Украины умирать. Вот этот косяк их мы должны запечатлить и не забыть. А таких до хрена у нас. До хрена. И, кстати, как раз-таки при них же горят мечети в Башкортостане. 3 мечети, говорят, сгорело уже. Почему? Какого блин? При них это горит. Значит, получается, ихняя, блядь, нехорошая рабочая система. Почему горят мечети? Почему контроля нету? Марашундых фигня. Получается, значит, у них нету контроля над всеми мечетями. Разницы нету им. Горит она там, сгорела, тут сгорела. Вот так вот. А потом давай опять с бедного народа собирать деньги на мечеть. Государство должно делать это все. Если оно настоящее мусульманское государство, а не каблук рашки. Но, увы, мы каблуки. Так, сейчас. Сейчас книжки, эти, бля, смс-ки почитаю. Дагестан и Кыпчакский был общий. А, ну да, не знаю. Ну, это надо, историю надо пока покопать. Так, Каракалпактарда да Өзбекстан болып отдельный Каракалпак республика болыш керек. Ну, надо создавать. В твоем ауле нет ничего, не было и не будет. Какой-то шайтан зашел здесь. Так. ТГ Караб Жибер. ТГ... Так. Так, тут вопрос задает человек. Familiyanız, sizin to'liq atınız kim, familiyanız kim? Ну, я это, конечно, men senga aytolmayman bu ayberlarni bunda. Интересно ты? Фамилия, имя спрашивают люди, вот удивляют меня. Руинуз қандай?
ruvi aytdim yurmat dedim. Башкорт ruvi meni yurmat. Знаете, башкорты о каракалпакском народе интересуются ли они? Башкортлар Каракалпакстана может біләдір енді, но явно уж не интересуются. Это точно. Это за всех могу ответить. Может, Руслан Габбасов интересуется, я не знаю. Понимаете, смысл мында насчет каракалпаков какой? Каракалпакларна продвижение почему не идет? Потому что, так сказать, как вам сказать, инда? Внутри Узбекистана нету такой политики подобия син урыссың, а ул каракалпак или узбек. Нету этого. Поэтому вот этот момент тоже нужно не забывать. Потому что Узбекистанда урыслар юк, душманлар юк дегені значит. А узбек каракалпакка душман түгел по сути. Это нужно размышлять с этой стороны тоже. Мне хазыр сіз уйларға можете, вы подумать можете, то, что я узбека защищаю. Нет. Здесь нужно чуть-чуть есть различия. Различия башкиртов, татаров, чеченцев, дагестанцев. Проблема, кафирская проблема, кафирская узкожопая проблема. Вот это урыслар, это, так скажем, славяне, недоделанные ушлепки. Вот с этими проблема у нас. А в Узбекистане этого нет. Каракалпак, там туркменлар дейді, туркменлар, узбеклар, как говорится, одни наши, все мы, одинаковые мы. Тут нет такого. Но вот отделиться примерно, да, ведь, если есть желание, нужно спокойно, без войн, без этой стрельбы туда-сюда, спокойно отделиться можно. Но к этому надо донести к ним. Почему хотят отделиться? Надо Али Маджлиске борыш керек, движение кылыш керек, туда-сюда. Надо как-то надо двигаться, короче. А в Башкортостане и Татарстане у нас реально чуть другая тема. У нас не то, что отделиться, нам надо отсоски отделиться. Отсоски. Урыслардан қозғалырға керек. Бізде вообще геморройная проблема это. Это вообще геморройная. Потом, сізде нельзя будет сказать, что мана қарақалпақлар, маңқұртлар узбеклерге ятты. Ондай движение болмайды енді сізде. Это будет тоже один идиотизм будет. Понимаете? Вот такой, если будет, это уже соғыш была. Қарақалпақларға мен еще раз повторюсь, ашуланмаңыз сіз. Это не обижайтесь. Но это вот примерно так будет. Это то же самое, что, допустим, Башкортостанда татарлар захотят отделиться от Башкортостана. Что за хуйня, блядь? И это я сам против выйду этому, блядь. Вот, примерно такая же херня, понимаете? А вот внутри России нам надо отделиться. Внутри России. Вот в чем прикол. Вот это пиздец тема, нахуй. Вот это, блядь, несравнимая тема с вами. Потому что Türkmen'e de, Қарақалпағы да, Үзбегі да, сіз бүтініңіз мұсылман да енді. Еврей түгіл да енді сіз. Или там Палестин білән яхудлар түгіл да енді сіз. Получается, значит, эту тему нельзя развивать в таком порядке. Его надо развивать в более дружеском порядке. Такой класс действия должен быть на высшем уровне. Уровень такого, что бір-біріңізді мысқылларға тиіш түгілсіз, без унижения. А у нас не то, что унижение, при принижительном порядке нахуй нам надо выходить, блядь. Не то, что, блядь, пиздец нахуй воевать нам надо. Вот какая тематика у нас. У нас глобальная тема – это империя. А у вас нет такого империализма и вот этого всяких шизиков нахуй, подобие Путина, блядь. Понимаете, нет этого. Поэтому нельзя Каракалпакстан сравнивать с Россией, с Башкортостаном или с Татарстаном. Нельзя, нет, это вообще другая тема. Здесь нужно просто этот момент понять, что Каракалпак шықса, өзі яшап кетелемі,
какие ресурсы у них есть на их земле, что почем там, сможешь ли там, не сдохнешь ли ты там один без узбеков. Вот шу хамма наrsani hisoblagandan keyin потом надо действие делать. А так нельзя срываться, блядь. Такую тему нельзя делать, блядь. Сыр-бор, блядь, внутри. Мана шунарга битинде бессигельгамбез. Вот этот вы должен, тоже нужно не путать. Я же всем примерно одинаково пытаюсь развивать тему, да? Я не хочу выдавливать людей. Одних плохо курсаторга, одних хорошо. Нет. Вот именно біздің тіге ыруларда бұрын заманда да шу сұғышу ызғышулар мына шунdan шыққан ол, мына шунdan болған ол, бір-бірімізді көре алмағанымыздан болған бұл. Шуны арасыға yana ана шайтан урыслар кіріп, блядь, подливали огонь в одну сторону, как Карабахи с армянами. Армянам кто помогал? И азерам кто помогал? Вот так же хуйня. Понимаете смысл? Главное, есть третий шайтан тут, в этой игре. Будет, точнее, не есть, а он будет. Он, блядь, ждет этого всегда. И шунда, блядь, нельзя накосячить. Вот где, блядь, наша проблема. Так же, как я в тот раз говорил, вот если брат дагестанец тут сидит, не ушел, говорил, вот брат дагестанцу, если он не ушел, я сказал бы, конечно, забыл сказать, вот насчет шапалака, короче, 4 на одного татарина. Но это же не дело, блядь. Это значит, блядь, это вот третий шайтан, это узкожопая. Это ихняя система была это. Шапалак дать татарину, блядь, 4 огромных дагестанцев. Я знаю же, дагестанцы огромные такие бывают. А наши не больно все огромные. Ну, этот татарин тоже уже не маленький был. Ну, по крайней мере, блядь. Но 1 на 4 шапалак издевательский. Но это вот это непорядок. То же самое. То же самое, если это сравнить, было бы так. Допустим, Каракалпакстан с Узбекистаном сейчас сыр-бор будет, кто пойдет за них? Казахи пойдут, потом русские пойдут, пиздец будет там нахуй. Вот где смысл тут, блядь. Поэтому нахуй узбек, блядь, Каракалпака нужно посидеть, подумать, как решить эту проблему. И решить. Вот и все. Или сделать так, Узбекистанга, дать волю Каракалпакстану. Что хотят, пусть делают нахуй. Вот и все. Че, узбекке жиры житмый, что ли? Да хуя Узбекистана там тоже хватает, блядь. Нахуя вам земля, блядь. Отдайте каракалпакам, если уж на то пошло. И все. Мозгоебства меньше будет. Геморроя меньше будет. Хоть, блядь, сыгли котсонлар шунда, блядь. Допустим, да? С такого макара, если рассуждать. Вот так тоже можно, если рассуждение идти, вести такую тематику. Но, блядь, тут ведь урыслар тугель, блядь. Вот в чем, блядь, самая, блядь, изюминка, нахуй. Каракалпаклар, нема тугель, блядь, урыс тугель, блядь. Ты не можешь так сказать, узбек, иди там, нахуй, Каракалпаку, или Каракалпак, узбеку, иди нахуй сказать. Не можешь. Ну, блядь, а мы можем. Бізде проблема, блядь, другая, потому что такие, кутак башлар, урыслар, блядь, нахуй. А сіз кутак баш тугель, да, блядь. Вы просто, блядь, там не можете понять, кто чего, блядь, отобрал. Поэтому я считаю, что узбеклер, каракалпакларны, если они хотят отделиться, пусть должны отпустить нахрен. Не будьте как Путины, нахуй, если уж на то пошло, блядь. Ну а с другой стороны, Каракалпакстанда тоже живут узбеки, я как понял. Они куда пойдут? Тоже, блядь, какая-то херня у вас, блядь. Так что давайте, урыскебек нахуй, клан Магас, не надо такую тему, я думаю, развивать нахуй. Живите спокойно, нахуй это вам надо. Короче говоря, вот бізде, мен еще раз повторюсь, Башкортостан, Татарстанда, блядь, пиздец проблема нахуй. Если мы отделимся, Аллах верса, вот тогда можно было бы поговорить все вместе уже, блин, с Казахстаном, Узбекистаном, Каракалпакстаном, с Кыргызстаном, с Таджикистаном, Туркменистаном, Афганистаном. Все мы уже могли бы уже какую-то компетенцию друг другу такую создавать. А, блядь, урыслар, бля, мы не можем. Мы не можем. Это я, блядь, с окна могу вам что-то говорить. Мои добрые пожелания вам, да, так скажем. А так, блядь, урыслар, блядь, пиздец, блядь, я не знаю, как это бороться, блядь. Вот так вот. Поэтому әрбір руға, но біздің рулар болған болса, допустим, татарда да, башқұртта да, само собой, казахта да, каракалпакта да, узбекта да, вот эти все наши рода, когда были,
входил вот этот царь, блядь, Петр, Роман, блядь, Иван, Вася, Петя, нахуй, вот эти пидорасы. Вот они, если уж до Якутии дошли, блядь, все они разъебали. Всю нашу систему блядь, как этот, узбеклар окралар, блядь, 2000 лет наша история. Кто-то орет 4000 лет, блядь. Вот, блядь. Лет-то лет, а толка-то чё, блядь? Узкожопые нас за 100 лет разъебали. Понимаете? Это, грубо говоря. А Татарстанны улю, блядь, 500 лет уже, блядь. Еще в 1552-м Сюмбике сдалась, грубо говоря, 500 лет назад. Вот и думайте после этого. Получается, как это происходило, блядь? Как это происходило? Почему так? 500 лет, блядь, в рабстве. 500 лет в рабстве, получается, все вот это население. После Астраханского ханства и Ногайского Орды и Татарской Орды. Все. 500 лет нахрен. На смарку, так скажем. В которой мы живем. Которые наши бурлаки на Волге. Вот эта вся хрень, блядь. Откуда нахрен оно все вышло? Рабство. Не зря, получается, вот эта книга написана. Манкурт этот, Чингис Айтматов написал. Манкурты. Вот тебе манкурты. Вот из-за этого вот этот, блядь, третий шайтан, манкуртская система нас и развалила. Внутри нас крысы. Понимаете? Вот это крысятничество надо убрать. А крысы это манкурты, которые за деньги, и в то время, значит, они, блядь, нахуй, продавались за деньги, вот и все. А за что можно продаться, блядь, в этой земле? За деньги продаться можно. За кусок мяса, что ли? Или что, блядь? Ну вот, окша үшін, блядь, өлген киши, ол мына. Көріп тұрасыз, блядь, нахуй, Украинада 200 000 рубльға өләләр. 2000 евро. 200 000-ге. Вот наша причина наша. Его далеко не надо идти. Вообще оно близко. Вообще далеко не надо идти. Оно рядом. Всего лишь деньги. Поэтому я... Вот мне стыдно, блядь, за мой народ, который повелся за деньги. Понимаете? А тут Каракалпак Туган говорит, что как-то вот как это все, вот эта система происходить будет. Ну, у вас никак. У вас никак. Вы, допустим, даже если что-то как-то было бы красиво, да, ведь это что, было бы, допустим, Азербайджан с Арменией, да? Но они, блядь, эти шииты, а те, блядь, вообще хуеплеты какие-то, блядь. Этот, армянский, блядь, этот, синагога, блядь. Так, такая же хуйня, блядь, тут. Но только там другие нации, блядь. Веры другие, добавок еще. А мында, я не знаю, как-то это что-то не то. И плюс еще мынандай, менің кебек метислар болса, нәрсе, узбек Каракалпак юг, что ли? Каракалпак узбек юг, что ли? А олар куда должны идти? Они в какую сторону должны выбрать? Поймите это. У вас нет общего врага. Урыс юг сізда, понимаете? Урыс юг. Кстати, бар в каком-то эквиваленте бар. Лапа Русни сидит в Москве. Бар. Вот если вы Мирзияева поменяете на нормального узбека, и когда этот узбек нормальный появится, может тогда он скажет, Каракалпакстан пусть будет отдельным. И то, если он тоже не будет продажен шкуры чьей-то. Мы же не знаем, кого выберут узбеки. Также башкиртларга касается. Башкирт белән татарга. Я еще одну тему развить хочу здесь. Башкортостан и Татарстанда еще будет вот такая война. Вот запомните мои слова. Короче, вот такая хуйня будет. Вот когда Башкортостанда... Вот поэтому я же изначально говорю эту тему. Башкортостанда, когда станет в Уфе башкирт президентом, татары будут возмущаться. Уфимские татары будут возмущаться. Я же знаю, блядь, я от своих родственников даже знаю эту тематику.
Они будут возмущаться. Блядь, что за хуйня нахуй скажет. И тут потом эта хуетация какая-то из них, блядь, пожалуются нахуй в Казань. Казань тоже независимый будет же. И Башкортостан будет независимый. Русни не будет уже. Примерно поняли, да? И тут потом получается, эти татары, ушлепки нахуй, вот такие появятся еще, увидите нахуй. Будут жаловаться в Казань нахуй, стукачить нахуй про башкиртов. И будут говорить, что, блядь, вот так башкирты нам это не дают нахуй. Ну вот, примерно как, блядь, такая же тема нахуй, как Каракалпакстан с Узбекистаном. Представили, да? Потом что будет происходить нахуй? Татары нахуй будут пиздеть на башкиртов. И тут нахуй хуякс появляется какая-то сука. И будет война. Вот избежать этого, я изначально говорю. Башкортостан, блин, Татарстанда вот этой дерьма не должно быть. Пока мы живы, иншаллах, такого мы не дадим такой темы нахуй. Такого нахуй нихуя не будет. А вот... к чему я это... Знаете, откуда это вылазит? А это история нахуй. Кто... кого разъебали? Татарстан. От Татарстана юккан нахуй Башкортостанга. Это болезнь сраная. Развал. Башкортостан привели развал с Татарстана. Эти узкожопые. Исходя от этого нахуй, получается история, блядь, нахуй никогда не врет, блядь. Поэтому я говорю, Башкортостанда будет президент башкирт. Нихуя татар не будет. Татарстанда хоть Пушкин пусть будет нахуй президентом. Поебать нахуй. Но Башкортостанга нахуй не полезет нахуй никто. Никто нахуй, блядь. Залупа нахуй. Татар там не должно быть нахуй на Курултайда. Нихуя. Чтобы потом вот этого сыр-бора не было. А со стороны башкиртов татарам отвечу. Еще раз. И татарам со стороны башкиртов отвечу. Мәктәпләр татар зонасында. Мына мен татар зонасыннан. Татар зонасында bütün мәктәпләр була татар телендә. Башкирт авылында башкирт телендә була. Ә bütün башка башкиртлар күп яшәгән җирләрдә башкирт телендә була мәктәпләр. Татар күп җирендә татарча була мәктәпләр. Насчет этого бурагозить не надо нахуй вообще. Все, эту тему надо закрыть. Потому что татар яшәгән икән, ул яши шунда. Никуда он не уедет. Башкирт яши авылында. Ул тоже оннан китмей. Шунда яши ул. Башкирт авылында. Шулай була ул. Захочет в Уфе. А в Уфе самое интересное, блядь. Убрать все русские школы нахуй. В Уфе будет вот эти татары, которые обрусевшие, пидоросня вот эта, уфимская. Мен туганларым да шундай ук. Они будут нахуй вводить своих детей нахуй в башкирскую школу. В Уфе нахуй все школы должны быть на башкирском языке. Башкирт тілінде. Школ, садик, университет, институт, все. А в регионах уже по-свойски будет. Чье больше, то и будет. А мына Уфада, главный город-то, была бүтін нәрсе башкирт тілінде. Нәрсеге? А чтобы нахуй, блядь, осознавал каждая нация, что Башкортостанда главенствует башкиртлар. Башкиртлар. Бүтін библиотекалар, бүтін школлар, детский сад, поликлиника, судлар, бүтін нәрсе башкирт тілінде болырға тиеш. Азык түлік дегенде де бүтін жерде башкирт тілінде болырға тиеш. Вот это вся уличная баннеры уличные, все на башкирском языке должно быть. В Татарстане хоть похую, хоть на еврейском пусть будет. До пизды, блядь, до Татарстана. Но Башкортостанда только бүтін нәрсе башкирт тілінде болырға тиеш. Никакого нахуй противоречия от татар не должно быть. Ушома екен нахуй, как Алсынов сказал, пиздуйте в Татарстан и живите там. Вот примерно вот такая тематика должна быть. Это почему? Почему? Потому что Башкортостандагы башкирт малайы Татарстанга киткенде, он тоже татар тілінде онда будет изучать. Вот и все. Все чин по чину. По рукам? По рукам. Вот примерно такая тематика должна быть. Никакого унижения и присмыкания не должно быть. Примыкания или как это нахуй. Короче, издевки не должно быть. Мыскыллау. О, татарча. Мыскыллау болмаска тиеш. Мына шунда гана біз обретем свои языки. Вот только тогда Башкортостанда появятся башкиртлар.
Татарстанда появятся татарлар. И потом, вот этим ульяновским, всяким вот этим шушерам, татарам, башкирам, которые, блядь, Лариска, блядь, всякие, заебали эти лариски, нахуй, башкирские имена. Лариса, блядь, татарларда да шунды, блядь, а так, Светлана, блядь. Это пидорасё, который живет, хуй знает, в Тюмени, там, нахуй. Все, нахуй, должны стекаться в нашей республике. Вот так. Всех, нахуй, загнать сюда к нам. Всех. А там, нахуй, пусть живут другие. А наших всех загнать сюда. Увеличить народ. Вот только тогда мы увеличим Башкортостанда, Татарстанда народ. По-другому никак. По-другому не увеличим. То же самое Украине касается. Украина заселяется в Москву. В Москве мы наблюдаем только украинцев. Узкозадых не должно быть. Примерно так. Везде вот примерно вот такая тематика должна. Поменяем местами всех нахуй, блядь. А в этом, допустим, нижненовгородские татары, да, еще есть целая куча, да, их тоже дохуя и больше, блядь. Вот с таких, да, ведь нужно будет уже их дохуя, их не переселишь, блядь, заебешь их переселять, блядь. И в Тюмете, кстати, то же самое, блядь. Их нахуй прям там создавать школы. Блядь, в Нижнем Новгороде тоже будет татарская школа и татарская вся тематика. Все районы захватить татарами. Узкожопок вытеснить. И в Мордве то же самое. С мордвинами нахуй они должны тоже решить такую тему. Мордовские татары, которые, как кто-то мне рассказывал историю, бежали из Татарстана во время Ивана Грозного, Мордву, они тоже также должны поделиться не по республикам, а по языковой школе. В Мордовии должны быть созданы в аулах, татарских аулах, где козлок делают, как обычно у меня просто там есть были знакомые в Мордве. Короче, там аулы татарские должны обучаться только на татарском языке. А когда они едут в этот Саранск, в Мордву, ну, вот это мордовскую государство, да, так скажем, создадим, им тоже поможем создаться, короче, Аллабеса. И вот в Саранске все должно быть на мордовском. Мукша, Мордва, все, вот это, вся тематика, которую, я не знаю, кто они там. Короче, все эти, так скажем, тоже те же какие-то финно-угры, получается, они должны создать свою республику, свой язык. А татар притеснять не должны притеснять татар. Мы также, Башкортостанда, кстати, вспомнил, также марийцам, Башкортостанда очень много марийцев, создадим школы марийские. Чувашам чувашские школы. Все чин по чину. Поделить по территориям. Допустим, конечно, 30 лет пизды они же не будут пиздовать с чувашской школы, блядь. Значит, надо, где они кучкуются, вот там создавать школу, чтобы они туда подъезжали и учили свой язык. Нехуй учить этот татарский. Учат пусть свой, блядь. Главное, отходить от русского, имеется в виду, понимаете? От русского отходить. А между собой все мы должны будем говорить на башкир тілінде, я татар тілінде. Вот, примерно такая тематика. Урыс тілі вообще должно быть западло. Западло, блядь, нахуй. Урыс тілінде мы бізге сөйлешерге. Вот такой принцип мы должны держать потом, в дальнейшем. Как вот кто-то тут написал, фу, там, украинский, типа, туда-сюда, да, это написала тут Ника. Вот примерно фу должны мы говорить на русский язык. Примерно так. А русские в Башкортостане должны уехать в свою Рязань, блядь, нахуй. Я так думаю. Вот так. А по-другому никак. Нахуй, блядь, им создавать школы. А русским принудительно, нахуй, ходить в башкирские, татарские школы, нахуй. Принудительно. Пусть учат, нахуй, сейчас уже, нахуй. Так что все. Пизда им, нахуй. Так, ладно, давайте себя почитаем. Так. Я про то, что хотел там узнать, хотели какой-то нации. Я? Какой нации? Я не знаю. Так, Фу, блядь, я же сказал, у меня написано на эфире, какой я нации. Так, я уже туплю сам, блядь. Я тоже диалекты между селами, то есть соседние села не понимают друг друга. А, понятно. Понятно. А вот этот, Мухаммад, а ты кто по нации, натуре? Скажи, пожалуйста, брат мой, дагестанец. Просто интересно, да? Сколько
этот, сколько в Дагестане наций? Вот напишите, пожалуйста, достоверный ответ, достоверный, чтобы я вот здесь высказался, чтобы конкретно высказался я здесь. Не, нет, я не жгу, я чисто просто, я на всякое. Так, так, здесь пишем, так, читаем у нас слева, так. Если 1 миллион каракалпаков, там казахи, туркмены, русские, укры и другие народы захотят отделиться от Каракалпакии. Нет, нет, нет. Ну, ну такой вопрос. Нет, конечно, в Узбекистане, Каракалпакстане вот именно принцип такой, что отделяться должны, блин, отделиться только должны те, которые многочисленные. Конечно, узкозадым отделяться там нельзя давать ничего, вы чё. Узкозадых всех сделать узбеками. Обязательно. В Узбекистане, Казахстане ваша задача их всех сделать мусульманами и казахами. Светлые казахи, во. Светлые узбеки, во. Нормально. Нормально, вот. Бүтінісін нәрсекей. Как олар бізді шуқындырдылар, Татарстанны. Шулай оларны мұсылман қылығыз. Вот и все. 46 наций. 46 наций, туганлар, 46 наций в Дагестане, значит 46 школ должно открываться, понимаете, туганлар, 46 школ, вот прикиньте, Башкортостанда әлі ондай жоқ сырбор, а Дагестанда 46, это уму непостижимо, это столько народов, получается, забывает свой язык. Понимаете, вот узкозадые до такой степени давление делают на наши народы, что 46 наций Дагестана не могут, получается, получать свой язык, который им Аллах дал. Им дал, нам всем язык Аллах дал. Мы не обязаны говорить на узкозадом языке. Понимаете, мы не обязаны, мы свой язык должны развить и размножить. Это получается, если даже дагестанцы там между собой переженились там 1000 раз, они и мать, и отец своими языками. Значит, получается, у них, получается, вот этот, даже не диалект тут, именно язык. Вот этот язык должен развиваться в их школах. Это вообще геморрой. Это писец просто, блин. Я думаю, примерно 36, тут 46 получается. А кто-то говорил 60, но это получается... Туктагас, получается 180, как Ингуш сказал, 180 национальностей, так и есть тогда. 180 видов школ должно открываться в России. 180 видов школ, блин. Охренеть, блин. Это ужас. Это ужас, реально. Не говоря о том, что, допустим, которые вот приехали недавно, вот недавние люди еще есть, их тоже не надо забывать. Прикиньте, мы их тоже не должны присмыкать. Половина Таджикистана получили эти паспорта российские. Получается, они же не уедут в Таджикистан. Когда Россия рухнет, они же не уедут в Таджикистан. Значит, они где-то останутся. Значит, получается, эту область, где они останутся, получается, им тоже надо создать школу. Узбекам школу надо сделать. Кыргызам школу надо сделать. До хрена у нас еще работ. Так что, туганлар, бізге, ого, как говорится, дело-то еще в начале нас очень много этих предстоит, как говорится, после избавления этой от узкозадых. Итог такой, что нам срочно надо, короче, отделяться, оказывается. Пока мы живы, мы должны это закончить. Пока мы, как говорится, аксакалами не стали или там не умерли по молодости, мы должны это до ума довести, оставить своим детям. Потому что дети это до ума не доведут. Обрусеют они нахрен. Бізге хазар надо, значит, вставать нафиг и идти прям, я не знаю, блядь, хоть с вилами, как всегда говорю, с вилами идти на Москву. Хоть с косой. Писец, 36, 46, я просто уму непостижимо. 46, в маленьком Дагестане, маленьком, надо его расширить срочно, Мухаммад, его надо расширить, это маленькое, это для вас маленькая территория, очень маленькая, не-не-не, притом там одни горы, там некуда сеять,
зерно, пшеница и так далее. Постоянно кричат дотационная страна. Все, надо отжимать. Весь, короче, Краснодар, все, что там у вас рядом, все надо отжать. Все надо забрать у вас там. Все под вас надо подмять. Все территории узкозадых надо забрать под себя. Не нужно отдавать. Все надо, потому что вам надо развиваться. Допустим, эти 46 наций, если они малочисленные сейчас. Я помню, вот не помню по именам, даргинцы, что ли, еще какой-то еще какой-то вот маленькая нация есть, оказывается. Вот я ее встретил в Москве один раз, одну женщину. И она сказала, я, говорит, из Дагестана, но вы не знаете, говорит, этот язык там или что-то такое. Мы так разговорились, помню. Вот что-то вспоминаю, это 100 лет назад было. Ну, взрослая женщина, ну, как взрослая, мне, наверное, было там до 30, допустим, а ей было, наверное, лет 40. И получается, она говорит, мы маленькая такая нация, и у нас, говорит, нету уже школ, ничего нету, и нас вообще мало, она сказала, то ли 5000 человек. Лачка, наверное. Лачка? Может, я не знаю. Лезгинцы? Лезгинцы много. Лезгин много, я в армии устал от них, лезгины. Ой, их много вообще. Драчуны одни. Эти. Лачка? Я не знаю. Ну, короче, они сказали 5000 человек. Все, а там, грубо говоря, один аул остался, да? В итоге, короче говоря, ее язык, короче, там никто не понимает. Все, а ей приходится на русском говорить. У них нету что-то похожее, не знаю. Вот такой язык она сказала вот тогда. Я охренел тогда, помню. Вот реально. Вроде имя, все вот это тоже примерно что-то на слуху там, допустим, может. Патима, там, я не знаю, кто там ее зовут, да, допустим, без Ф, Фатыма, да, а у них П, в Дагестане П, да, буква П, Патимата у них. Вот Патиматов очень много было у меня знакомых. А у нас Фатыма, короче, да, вот так. Не знаю, что за нация. Ну вот итог такой, что исходя от этого, они же друг друга не понимают, им придется все равно говорить на русском, но создавать свои школы и приводить общий язык какой-то туда тоже, в Дагестан, расширяя свои территории и размножаясь. А бізде башкорт белән татарга еще легче, Аллаха шükür, с одной стороны, да, ведь у нас казахский, узбекский, кыргызский языки у нас вообще одинаковые, нам вообще нет проблем между собой, бла-бла-бла, понимаете? Поэтому уже Аллаха шükür кылырга керек, что безгә авырлык юк. Безгә әллә кая барып, теге кунакка гына барып килергә может без, допустим, тот же Дагестан, Чечню, хоть и мы не будем язык знать, да, ведь нам как бы оно может как-то неудобство будет создавать. А Казахстан, Узбекистан, Кыргызстандан мы безвылазно можем там жить. Безвылазно, если уехали путешествовать, на год можно уехать и ничего не будет. Как говорится, языкового барьера не будет. Вот понимаете, как приятно. Как арабы, получается, по всему вот этому полушарию ихнему африканскому туда-сюда ездят, вот у них то же самое. С Магриба начинают, там, заканчивая Мекка, Мадина, да, у них арабский, получается, везде этот регулируется. А у нас этот шайтанский русский язык. Везде. Как заноза. Поэтому я думаю, в дальнейшем с украинцами у нас тоже должен будет какой-то общий язык появиться какой-нибудь. С украинцами. Только не русский. Только не русский. Чтобы мы с украинцами как-то балаболить должны будем как-то, я не знаю, на каком-то языке. Или на украинском. Примерно. Или я не знаю на каком. Потому что это будет принципиальная тема, принципиальная система, чтобы мы забыли русский фашистский язык. Только как? Надо будет подумать. Или нам учить украинский, или украинцам учить наши языки какие-нибудь, я не знаю. Чтобы не употребляли русский язык. Как вот сейчас, сегодня, допустим, я с кем-то общался, они мне на украинском общались, а я с ними на русском, они принципиально мне на украинском отвечали. Вот такой был разговор у нас. Шулай.
Так, почитаем так, дальше. Так. Узбеки, они сократили уроки каракалпакского языка, изучали каракалпакскую историю в школах в 2 недели, а узбекская история в день. Ну вот понятно. Кто вам мешает? Так, сейчас мы не хотим расставаться, хотим сохранить только каракалпакский язык. Понятно. Это конфликт, как узбеки и каракалпаки. Ну, есть казахи, туркмены, русские, украинцы, татары, башкурты. Примерно 50 на 50. Каракалпак 40. Кого 30. Среди 2 миллиона народа сколько узбеков? Каракалпаки живут узбеки. Есть своя власть, своя конституция, но управляет Ташкент. Да, мы 2 миллиона человек. Ну, 2 миллиона это уже человек. 1 миллион в Чечня человеки. 1 миллион эти, точнее, 1 миллион они были, 300 тысяч убили эти узкожопые чеченцев. 700 их осталось, может, я не знаю, может сейчас, иншаллах, альхамдулилля, может, прибавились они, если, как говорится, народили, иншаллах, людей, чуть, может, добавились. А так, с 94 года их 300 тысяч уничтожили в этом сраной войне, блядь, узкожопых, блядь. Поэтому 2 миллиона это дохуя. Это нормально, альхамдулилля. Поэтому 2 миллиона это получается, ну, если так по Чечне сейчас, я не знаю, сколько у чеченцев, в итоге это нормально. Если даже сравнивать тех же дагестанцев из 46 наций, это вообще идеально. Как бы, я считаю, так скажем, ну, главное, да, ведь вот наша задача первая, да, ведь крути не крути, от русни избавиться. А потом, когда от русни избавимся, в Узбекистане власть поменяется однозначно. Узбеки тоже, как говорится, бошлак кишилер, дураки тугранда, если на то пошло. Узбеки после Путина резко поменяют, вот как кыргызы меняют, как перчатки своих этих ушлепков, блядь, этот Нур-Султан или как-то, нет, как их был, не Назарбаев был у них, кто и был, я не помню. Не помню, честно. Короче, всех, блядь, вот этих СССРских коммунистов, блядь. И вот Каримов сдох, а этот Мирзияев точно не сдохнет. Его менять придется принудительно. Путин-то сдохнет, Мирзияев-то живой останется. Вот поэтому Мирзияева или под себя надо подстроить узбекам, или, блядь, нахуй его шлепнуть нахуй по заказу. Пуля в лоб нахуй. И все. Поставить нормального узбека, нормального. Не таджика. Таджики, как я говорил, в Башкортостане. Таджики должны рулить нахуй у себя в Таджикистане. Нехуй в Узбекистан лезть. Ну, без обид таджикам я говорю, но чтобы они понимали. Нехуй лезть в правительство Узбекистана таджикам. Нехуй лезть. Сидите нахуй у себя. Им тоже касается. Имамали Рахманова нахуй послать, блядь. Заебал он, 30 лет уже убивает таджиков. Сукин сын. Откуда нахуй он туда встал вообще, тварь? Его ненавидят афганцы даже. Вот здесь иногда встречают таких, которые понятия имеют про это, да, ведь таджиков с Афганистана. Они ненавидят нахуй этот Таджикистан нахуй с этим правителем. Рускул, как это тут Рускул говорили, этот ненавидят его нахуй афганцы, этого таджика, блядь. Потому что они говорят, что таджики под под русней, короче. Ненавидят. Блядь, все знают об этом. Поэтому, исходя от этого, нахуй, таджикам тоже свободы. Олгат, Таджикистан. Без этого Рахмона, блядь, сука, блядь. Исмэнинде, Рахмон и такой черт, блядь. Носит такую фамилию. Милостивый, да, Рахмон. Ага. Хрень, блядь. Милостивый он, блядь. Ишак. Позор этого президент Таджикистана, который гнобит свой народ, блядь. Всей семьей притом. Клан создал он, блядь. И дочь там везде рулит. И это, блядь. Там полное царство, блядь. Шайтанское. У вас узбекские школы, каракалпакской школе.
Так, понятно, здесь я читал. Здесь почитаем. Узбеки духовиты только андижанские. Вот я говорю. А я не знаю, почему другие вот за андижан не топили. Вот эту тему тоже интересно. Когда моих в андижане, блядь, ебали нахуй. Этот Каримов, черт, блядь, с ПКТ стрелял, блядь. Никто не встал, блядь. Это то же самое, что в Башкортостане, понимаете? Алсынов встал, а тут, блядь, вся Уфа, блядь, сидела, хуи сосала. У Путина. У Хабирова. Вот такое дерьмо, блядь, Дуслар. Надо, блядь, лечить это, лечить. Это пиздец нахуй. Кто-то должен, блядь, какой-то стержень должен быть в народе, блядь, который подымет восстание, подымет нахуй, блядь, человечность. Qachonga qadar biz, блядь, shulay, блядь, manqurt, qachonga qadar sotqin, sotilgan, o'xshaga o'lgan, shunaqa, блядь, maydachi bo'lamiz. Это мелочевка, понимаете? Мы то, что делаем, мелочь это. Крупные дела делаются не так, которые остаются в истории. Это не история, а это наша погибель. Это не история, мы умираем. Понимаете? Мы раненые, мы умираем. История это не останется нахуй. Будь тарихта, блядь, Аллах сакласын, qolib ketsa istak xalqni. Это позор наш. Это кровью не отмыть этот позор, который мы сейчас испытываем, блядь. Слабые. Как мусульмане всегда мне пишут, мусульмане сейчас слабые, говорит. Да, мы слабые. А почему? Потому что мы всякие наркотики, нахуй, арак, всякие, блядь, всякую херню ввязли, дерьмом, блядь. От нас дерьмом пахнет, блядь. Потому что biz, блядь, nasha ham sotamiz, hamma narsani sotamiz, odam sotamiz, qizlarni, amlarni sotamiz, блядь, hamma narsa qilamiz, yomon ishlarni qilamiz. O'shandan keyin, конечно, biz, блядь, harom hayotdamiz hozir biz. Вот в чем прикол. Порой иногда вспоминаю этот афганцев тоже, блядь. Блядь, всю анашу продают эти нашаны соткен афганлар. Каким хуем они думают, долбоебы, продают анашу, а? Они ебанутые порой, блядь. Потом говорят, мы мусульмане. Нахуй, какие вы нахуй мусульмане, долбоебы, блядь. Все, блядь, сука, блядь, анаша прет нахуй до Европы доходит сюда, блядь, приходит эта анаша, блядь, ихняя сраная. Как они мусульмане? Тоже у меня в голове не вписывается, сука. Вообще огнами мен шундай маразм, блядь, а? Мне аж, блядь, пиздец, блядь. Хрен знает, блядь. Мы, получается, до такой степени, нахуй, погрязли, блядь, в этом шайтанском мире, что, блядь, мы не можем даже своими намазами, получается, да, отмыться. Делая намазы, мы не можем привести даже людей, получается, к нормальной жизни. Не küçük житми, намазно küçük житми даже. Как раз, короче, одну тему хотел всегда рассказывать, короче. Вспомнил одну тему, я вам расскажу. Если кто в комментариях в курсе про это, можете написать комменты. Короче, одна тема вспомнилась насчет Афгана и вообще вот этой тематики. Короче, если помните, такой момент, когда вот этот джихад, короче, в ИГИЛ пошли, короче, все, да ведь? В ИГИЛ пошли эти, типа, блядь, забыл это слово, только что вспомнил же про это. Подобие самураи, короче, заказные вот эти, блядь, эти. Черные бандамки, короче. Черные бандамы на голове. Типа, на джихад они пошли. Блин, я забыл эти. Блин, тілімнің ұшымда тұр. Ну, короче, как самураи, короче, но только муджахеды, самураи только в древности. Блин, даже мультики есть эти про это. Забыл. Короче, вот эта херня образовывалась, оказывается, каким образом? Ну, наверное, вы тоже где-нибудь там видели, читали, слышали, наверное. Хотел это как раз сравнить вот этой тематикой. То, что они
Блять, это слово нужно же мне. Сказать надо было. Короче, вспомню, надеюсь, скажу потом. Ассасины, бля, молодчик, братан. Ассасины, точно. Вот эти ассасины, блядь, сука. Эти ассасины сраные готовились, блядь, в древности, в пещерах, когда еще в пещерах жили наши предки, в эти времена накачивались нахуй до жопы нахуй наркотой. И им, блядь, представляли голых женщин, которые танцевали в Гурии, нахуй, в раю. И после этого эти долбоебы шли на дело. Типа заказные киллеры. По заказу там всяких этих убивали, то все нахуй, вот это. И вот исходя от этого, да, типа в рай попадешь, туда-сюда. И вот эта тема развилась в Узбекистане в свое время, и всегда был вот это, да, ведь. И в этот момент всех начали сажать. Всех, сбритие бороды, туда-сюда. И это потом пошло, блин, вот этот ваххабизм, сказали, еще какой-то экстремизм. Пошло в Башкортостан, в Татарстан, везде вошло оно. В Кавказ, само собой. И вот, вот эта тематика, оказывается, она была не новшеством. Понимаете? Когда нам вдавливают это у русскожопые, что это новшество, нихуя не новшество, понимаете? Эта тема. Мы до такой степени отстали от жизни, это пиздец нахрен, блядь. Бунарсаны, они вытащили из какого-то хрена из Сирии. Это делалось, это в те времена, а они оттуда выходили в древности, 1000 лет назад, допустим, там, 2000 лет назад, хрен знает. Вытащив эту тему, развили нам это в голову, придумали эту тематику, и в новом флаконе, в новом виде 21 века нам притащили. Притащив нам, обвинили, тем самым унизив мусульман. Но это, по идее, оно было уже у нас. Оно было у нас, не у них. Наши предки, блядь, нахуй, 1000 раз, нахуй, умнее были этого английского, этого, блядь, как там, блядь, ихнего ебаного ФСБ, блядь, ихнее, блядь. М6, блядь, М6 или что, блядь, М6, нахуй, агент 007, нахуй, блядь, Моссады, хуйня все это, нахуй. Исходя от этого, нахуй, получается, этих ассасинов, нахуй, придумали, нахуй, наши в древности, блядь. И не в том смысле, блядь, мочить, нахуй, там, для чего-то там, как они, блядь, создали, да, это нам, девчонкам, мусульманкам, всем навязывали, особенно с Кавказа, говорили то, что, блядь, она взорвала метро, если помните, очень много метро взрывалось в этом Москве, вот эту всю тематику развили. А они всю вот эту нашу придуманную тему киллеров, это просто были киллеры. И они работали там за какую-то там снести власть туда-сюда. Ну, как, короче, во время королей каких-то, блядь, царей, блядь. И эту херню они, блядь, разработали в таком флаконе, блядь, против мусульман. Вот и все. Оно работало наоборот, не против мусульман оно работало, по идее, а оно работало наоборот против этих шайтанов в древности. А они, твари, да, ниндзя, ну, ниндзя, блядь. Хасан Рабах, основатель Ассасин, зовут Хасан Рабах. Ну вот, да. И вот эту тематику они, блядь, воткнули в наших людей нормальных. Тематику это просто, ну как это, секту, да, это секту, блядь. Как бы дать. И опять унизили наших братьев в Узбекистане, на Кавказе. Какая-то больная часть Башкортостан, Татарстан тоже попала эта зараза. И тем самым вот эта тематика, вот эта тематика пошла к тому, что унижение наших, вот от этих рук, получается, пришло к тому, что, блядь, наш же урок, точнее, наши же ассасины
стали, получается, нахуй, врагами для нас. Вот что я хотел напомнить. Сказать, что, блядь, бізде душман, біздің душманларыбыз создали такую тему, чтобы мы сами себя уничтожили изнутри. Вот и все. Это получается, нахуй, между собой, блядь, вот это, блядь, сектанты, увеличение неприязни к мусульманам, увеличение не любить мусульман в хиджабах или там маски-шоу и так далее, неприязнь еще кому-то там бородатые, сбрить бороду, там снять стринги нахуй, блядь, и так далее, чтобы не одевали на голову стринги и так далее. Ну, короче говоря, типа такой тема. Всем спокойной ночи. Братья, ставьте лайки, братья, за его труд. Рахмат, рахмат. Мухаммад, спокойной ночи. Тыныч йоқо, татарша, тыныч йоқо. Мухаммадке. И вот. И вот с этой тематикой очень много связано было именно, когда вы сказали тут Андижан, кто-то сказал про Андижан, именно было связано Андижан, Ферганская долина, и вот эта тематика была очень заразительной. И в те времена, я еще мелкий был, очень много наших знакомых, людей были, как говорится, этим Каримовым шайтаном посажены. И я так понял, что здесь, ну, вот сейчас понимаю, в то время-то я нихуя не понимал, мелкий же я, откуда я знаю. Я теперь понимаю, что, блядь, вот эта вся херня, которая, допустим, создана нашими умами, эти действия приводят к тому, что эти же действия против нас, они и срабатывают с умыслом каких-то людей. Может, эти узкозадые это сделали, может, американцы сделали. Мы не знаем, какая тварь это сделала. Но явно нахрен это сделали те, которые нахуй просто хотят уничтожить мусульман изнутри, чтобы разобщение шло. Мы ненавидели друг друга и так далее. Создали эти ячейки сраные какие-то непонятные нахуй. И все. А в идеологии ассасинов это всего лишь просто киллеры, которые работали за правительство, а не против. А их создали как секту сейчас. Вот такая вот херня, по моему мышлению, я не знаю. Ну, примерно я так понял. Если я не прав где-то, скажите там более дозированно правильную вещь. Еще есть школа на русском языке, на лазанском языке, на туркменском. Говорите, узбекстазация. Неврайон, но не говорим об экологии, орал и экономике. Короче, здесь там надо номаду надо посидеть на том ютубе, короче, там написать брату Каракалпаку. Вот так вот. А как эти сообщения удаляются, я не могу понять. Почему сами по себе удаляются сообщения? Чего я не удаляю? Хз. Вообще, почему они удаляются, я не знаю. Так, ладно. Ну, разную тему мы поговорили аж. Если есть какие-то вопросы, давайте позадаваемся. Если интересно что-нибудь обсудить на всю публику. Так, вот здесь пишут там, русизм хуже фашизма. Рахмат ага за прекрасные слова. Кто-то пишет, брат, бізге кел деген. Это я этот комментарий читаю в этом под одним видосом. Ассаламу алейкум, агай, орыстар, нацистлар, адам емес булар. Ну, наверное, кыргыз туганнар язалар, наверное.
Так, да, тут непонятный смс. Так. Башкир туғандарына сөзін түшініп жатам. Рахмат туған деген. Так, окей, мои лайки. Кто-то написал, сіз сөгінмей сөйлеңіз, аудиторияңыз көбірек болмақ, пишет мне. Ну, көбірек боламы, аз боламы, не в этом дело. Главное, моя тема, Башкортостан на Татарстанга зашло любым способом. Я не знаю, каким способом. Мат, не мат. Но главная тема в том, что Башкортстан белән Татарстанның халкы аңлап җитәргә тиеш. Моны әйбәт сөйләсәң дә, алама сөйләсәң дә, иң мөһим монда самая глобальная тема, что безне теге давление гомер буе ясаган бу урыслар. Шунарга без, если башкорт белән татар шуны не можем осознать, то тут ты хоть ругайся, не ругайся, оно не дойдет. Да хоть что дело не дойдет. Поэтому я считаю, каково будущее крымских татар? Ну, крымские татар будущее, это если они захотят с Украиной, они будут с Украиной. Если они не захотят с Украиной, значит, они будут отдельно, сами будут развиваться. Весь Крым это нормальная территория. Фрукты растут, я там несколько раз бывал. Он жылы, рахат, он нормально, погода нормальная, охрененно там, блин, охрененно, я вам скажу. Но мне не понравилось, почему? Потому что у меня же есть Башкортостан. Вот когда человек, допустим, Башкортостан видел когда-нибудь там, или там тот же, допустим, человек с Казахстана и так далее, каждый үзінің жерінде яшәргә тиеш, понимаете? Вот когда ты живешь в своей земле, ты понимаешь свою сущность своей земли, ты можешь сравнивать потом. А когда ты непонятно там под кем или что-то в этом роде, и потом думаешь, жили же, жили, чё, и там хорошо, и тут хорошо. Нет, ни хера. Вот когда ты реально осознаешь, что у тебя есть своя земля, допустим, Крым татарлар бетінде вернулись Узбекистаннан, Казахстаннан, вернулись бетінде, они же осознанно к этому шли. Они хотели вернуться, понимаете? Они с такими намерениями шли туда. Они им дома, это все бирмәделәр аларга, понимаете? Они захват делали, понимаете? Им землю никто не давал. Вот, допустим, у меня сестра тоже там на захваченной земле живут. Получается, у них такой способ был. Вот, допустим, пустыня стоит, пустыня, и вот этот пустырь, все они делают, кюча, урам делают, стрит, и вот так они создавали аулы. Вот так вот, примерно так. Они захватывали земли, а потом друг друга перепродавали. Вот такая тема. Как попало там все это сделано у них, понимаете? А потом уже создали улицы там, дальше больше асфальт, вот так, болото там собрали. А по-другому у них как бы очень тяжелая тема переезда. Считайте, выгнали сперва, а потом приехали, опять с нуля все, дом построили они. У них все дома с нуля построенные, грубо говоря, у всех, которые новые вот дома, они все переехавшие с Узбекистана. Все с Узбекистана, грубо говоря. Менің оқытушыларым да бар. Олар, мен бәләкәй шағымда, еще меня когда учили в Узбекистанда, крым татар оқытушылары, все уехали. Одноклассники у меня были, все крым татарлары, тоже уехали. Вот так, я даже не знаю, где они сейчас. Вот так вот, примерно так. А многая часть осталась в Узбекистане, в Андижане. Я же с Андижана. И вот көбісі қалды Андижанда, туғандарым да Андижанда, күйеулерім да, менде 2 күйеуім Крым татарлары. Менің жиенлерім Крым татар, если на то пошло. Но у нас нет такого разделения. Крым татарсыңмы, узбексыңмы, башкыртсыңмы. У нас нет такого разделения. Поэтому, как говорится, у нас все чики-пики насчет этого нормально. Главное, Аллаға шүкір, урыс түгілбіз енді, урыс түгілбіз. Но украинлар бар. Украин бар, Украин. Ну, урыс түгілбіз. Но туғанларда, урыслар да бар, кстати, я это тоже скажу. Даже не урыслар да бар,
Даже можно сказать, что татары обрусевшие есть. Татары обрусевшие, которых, блядь, думаешь, они точно русские, блядь, десен. Вот. А так, блядь, вроде они татары должны быть. А обрусевшие пиздец, блядь. Вот так вот. Так что тут, блядь, не знаю нахрен, как их, блядь, приводить в нормальное состояние. Это глобальная проблема. Аральское море и экология, и экономики претензий коммунистам СССР. Само собой. Ну, да, я же вам говорю. В тот раз еще рассказывал, просто с реками попутал нахрен. А Номад, что, ушел спать, что ли? Короче, тот раз, бро, кроме Каримова, дочь Гугуша маньяк была по мужикам. Бро, кроме Каримова, дочь Гугуша маньяк была по мужикам. А Гульнара, что ли? Которая сидит в этом, в обезьяннике сейчас? Пидораска. Вот здесь она во Франции тоже, сука, блядь, купила дом, блядь. Потом ее отжали вроде бы, блядь. В Швеции, нахуй, себе что-то отжала, нахуй. Эта дочь Каримова, нахуй, гнида, нахуй. Она с армянами что-то делала, дела, блядь. У нее все друзья армяне были какие-то. Ташкентские, хую, откуда эти армяне у нее друзья были? Пидораска, блядь. Сидит он, блядь. Мерзяев ее засунул. Правильно, нахуй, засунул, я думаю. Может, она реально напиздила, нахуй, лишнего, блядь. Мерзяев-то рядом ходил. Он все знал, кто что пиздит же. Это Каримов, нахуй, долбень, блядь. Ну, bolasini jallamagan endi xuli. Bolasini berayin-da, butun ata, butun ota bolasini beraverdi endi. Долбоёбство, блядь. Вот поэтому я говорю, что Башкортостан и Татарстанда 3 года должны только, блядь, президенты быть, блядь. Вот этого не должно быть, нахуй. Казама, улама, блядь, внугама, блядь. Нихуя. 3 года отработал, получил свою стипешку, блядь, месяц там, да? Кусок на хлеба хватит тебе, все, иди нахуй. 3 года отсидел, иди нахуй. Все, не должно быть нахуй гегемонии. Ищил, блядь, все, зато бүтін оборот, который людей, да, это наших башкортларны, татарларны, получается, будет таким способом, что каждый в своей жизни сможет быть президентом. Понимаете? Каждый сможет быть президентом. Каждые 3 года. Понимаете? Допустим, человек живет 90 лет, да, ведь, значит, получается, за 90 лет этот человек, получается, один раз может быть президентом. Да, ведь? И в итоге делим на это 90 лет на 3 года, получается 30, да? Получается, за эти года 30 президентов поменяются, пока этот человек до 90 доживет. 30 президентов поменять. Блядь, это же классно, блядь. Это получается каждые 3 года 30 лет, это 30 президентов, 90, век, да, век. За век 30 президентов. Да мы, блядь, Америку переживем, блядь. У Америки даже так не менялось, блядь. Вот так надо нам создавать. Вот это будет реальная башкирская демократия, блядь. И татарская. Татарларга то же самое надо делать. Не 5 лет нахуй. 3 иди нахуй. И второй раз нет баллотирования. Конституцию написать нахуй. Второй раз нахуй этот уебок не будет баллотироваться. Никогда. Никогда. А потом вы скажете, нахуя ты его уебком называешь? Да потому что президенты, нахуй, для меня пока в данный момент уебки. Потому что я еще нормального президента не видел, нахуй. Одни уебки там. Вот когда мы нормального увидим, мы напишем, вот жигет нахуй, ищул нахуй, шляды, блядь, мужик нахуй, шығып кетті, все, блядь. Ну, шығып кетті, не шығып кетті, блядь, біз оны заставим шығып кетерге нахуй. Не должно быть, нахуй, больше 3 лет президента вообще, блядь. И его шушера вся, которая будет при нем собираться, она тоже не должна, блядь, нахуй оставаться. И плюс не должна быть зависима от него. Не должно. Вот этот весь контингент, который при нем будет работать, это будет просто второстепенные люди, которые просто будут подаваться ему как официант.
Допустим, президент, сейчас же вот вся вот эта поеботина приходит своими людьми, вся аппарат, допустим, вот сейчас, блядь, Шойгу поменяли, Гондон там уже людей не может набрать себе, а потом этот, блядь, другие там пошли, блядь, военку, да, он своим аппаратом приходит. Вот этого не должно быть, вот это не должно быть. У нас должен быть такой еще аппарат работать, который президент приходит как просто, как врач, блядь, в больницу, врач. А к ним медсестер, директоров, всех, бля, бухгалтеров, уборщиц приплюсовывать будет общественная палата. Просто вот обычно другая, блядь, как кто-то другой. И, конечно, блядь, министерство, которое просто будет давать им работника, допустим, бухгалтера, секретаршу, которая поебывать будет, он ее, блядь. Вот примерно, да, такой, да, тематика. Вот примерно используемый контингент должен быть, нахуй. Не свой, не собственный. Они тоже должны меняться. Вот вам пример приведу вот такой. Вот здесь у нас в доме, короче, есть социалы, которые отвечают за нас. Мы же как бы под присмотром, мы же люди под присмотром, нам же помогает социалар. И вот исходя от этого, здесь они меняются как перчатки. У них, я так чувствую, я же как бы, блядь, из Рашки нахуй, сука. Я же все знаю, всю коррупционную систему нахуй. Мы же рожденные, бля, в коррупции. И вот здесь, чтобы не было коррупции, и чтобы не подмазывались, не примазывались, или дохуя, блядь, жалобы не падало нахуй, здесь очень часто меняются наши директора, наши социальные работники, и вся бухгалтерия, вся вот эта поеботина меняется каждые там полгода и так далее. Как? А я говорю, как нахуй? У меня была социалка, только познакомился, такая классная, все помогает, а хуй, блядь, потерялась нахуй. Я говорю, куда ушла? В ЖК пошла, говорит. А что за хуйня? Ну, говорит, дочку надо же кормить, говорит. У нее дочь, оказывается, не замужем. И ушла в социал, в этот, блядь, вот этот подъездный нахуй, вот это, как, блядь, что я сказал до этого? Коммуналку, блядь, ушла. В коммунальные платежи, блядь. Туда ушла работать. И вот, короче, а отсюда что? А отсюда не может она мне сказать. То, что выгнали нахуй. Но ее нахуй удалили отсюда. Больно хорошо работала. На самом деле она хорошо работала, вот именно. И, наверное, ей кто-то стуканул. То, что к ней подлизываются люди. И, наверное, вот поэтому зачистку сделали. Это раз вариант. А другой вариант более, блядь, интереснее. Более правдивее, наверное. У нее контракт закончился. У нее был контракт, допустим, год-два. Все, у нее заканчивается контракт, и она должна искать другую работу. Вот и все. Здесь все по контракту. Значит, Башкортостан для Татарстана должен быть такой контрактная основа. Понимаете, я постоянно повторяюсь, мы должны брать от европейцев только хорошую часть, блядь, хорошую часть той жизни, которая нам нужно будет. Ни гей-парады, ни лесбиянок, нахуй, ни, блядь, стринги на голове, нахуй. Это нам не надо брать. Я же вам рассказываю ту часть, и плохую, и хорошую, по идее, рассказываю. Шунларга мен айтам, только әйбәт ягын гына алырга кирәк безгә. Алама ягны алырга кирәкми. Әйбәт кенә ягы, әйбәт ягы, это вот, получается, чувак приходит этому, допустим, тому же хуеплету Хабирову, да? У Хабирова не должен быть Батраншин, блядь, еще кто-то, нахуй, всяких шушера, нахуй. Должна быть просто рабочий персонал. Допустим, секретардан башлап, заканчивая, да, блядь, нахуй, помощника, который, блядь, ему этот пудрит, нахуй, как говорится, нос пудрит. Вот. И юрист. Все, вот, грубо говоря, да, ведь вот от всего этого все должно быть просто поставленные люди, которые пришли по контракту, отработали, съебались. Примерно вот такая тематика должна быть. Не его собственность, не его секретарша, которую он будет дрючить там, блядь, всю ночь, блядь. Не его нахуй. Никто не продается. Не дай Аллах, если они продадутся нахуй, всем кисер башка нахуй. Этот хуеплет за 3 года, который подписал контракт, что он будет президентом нахуй, тоже съебется по статье или вообще посадить нахуй. И если коррупция там узнается среди этих, блядь, секретарш и уборщиц, блядь, и всяких депутатов и так далее. Все нахуй. Все должна быть зачистка быть.
Поэтому я говорю, значит, получается, над ними нужен кто-то уже. Над ними еще должна быть какая-то командующая сфера, которая, нахуй, будет это все командовать. Не ФСБ, блядь, нахуй, как, ну, примерно я вам говорю, не ФБР, блядь. Нет, они не должны быть ментами вообще, нахуй. Менты вон в пизде, блядь, должны сидеть. Менты должны защищать людей. Все, идите нахуй. Этих ментов вообще не должно быть нахуй возле президента нахуй. Менты это вон у параши, место на параше, блядь. Там они должны сидеть нахуй. Ну, имеется в виду, нормальные менты без коррупции должны быть, они тоже. Не их нет дела нахуй, президентское дело. И вот тут, получается, у него должна быть наемная охрана, получается, наемная уборщица, секретарша и вся вот эта, блядь, басота, нахуй, должна быть просто прийти по контракту. Отработали, съебались, нахуй. Он не приходит своим аппаратом и, блядь, ставит своих людей. Нихуя. И также и мэром этот относится всякого, нахуй, Чекмагуша, нахуй, там, Кугарчинский район, любой район, блядь, Бурзан, блядь, любой район, блин. Любой район, да, хоть ты шундай тема. Идет туда мэр на 3 года. Вот с президентом, допустим, они сидят 3 года. Все, съебался нахуй, приходит другой. Также у него же самое. Секретарь, водитель, все по контракту. Вот так вот. Зарплаты, само собой, должны быть охуенные. У каждого. Чтобы они не коррумпировали все там. Коррупция где-то услышали нахуй. Все, пизда нахуй. Все, под суд нахуй и утыртырга, блядь. Все. Зачистка нахуй. Как Китайда нахуй. Или кулон чабырган нахуй, блядь. Примерно так. Жестко, блядь. Потому что Путиняги, нахуй, взять вот эта басота, нахуй, после Путлера, нахуй, она еще будет сидеть, как вот в Германии остались же фашисты, до сих пор живы гондоны. Вот примерно эта фашистская диктатура еще будет сидеть в Башкортостане и в Татарстане. Чтобы от них избавиться, нам нужно будет зачистить нахуй всех, блядь, от одного района до другого, нахуй, всех поменять. Всех, блядь. Ни одна нахуй, которая сейчас сидит, не должна быть нахуй. Это басота это, блядь, вся. Голожопая нахуй. Всех нахуй содрать ордена нахуй. Блядь, ниже плинтуса опустить эту всю шушуру нахуй. Отодрать нахуй имущество, если у них дохуя имущества. Все нахуй детские дома сдать. Вот так вот. Поднять все детские дома, организовать в детских домах тоже все по-башкирски, по-татарски. Вот такая тематика должна быть. А не то, что, блядь, нахуй нам привязал этот узкий мир. Узкого мира ничего не должно быть у нас вообще. Только башкирт, татар, башкирт, татар, башкирт, татар. Все, вот наше преимущество. И хар семьяда, нахуй. Вот этот закон надо прям в Конституцию написать, нахуй. Не меньше 5 детей должно быть. Хоть нахуй түні бойы сігіп шық нахуй хотыныңны, блядь. 5 баладан кем болмасқа тиіш нахуй. Семьяда. И каждый 5 бала должен будет обеспечен учебой от государства, училищем бесплатным, потом университетом. Бесплатным. Все бесплатно должно быть. Потому что у нас высококачественные образованные люди должны выходить. Башкортостан, Татарстанда. Чтобы они нахуй знали, блядь, как и Бенсино, как все алгебра, все должны знать. Все вот эти ученые, как из Азии ученые. Вот такие должны быть, ученые там быть. Они тупые, как я, допустим, не доучился. Только так мы сможем поднять Башкортостан, Татарстан в 21 веке. Надеюсь, это случится до 2100 года. Блять, дұрыс айттым ба? 2100 жылға қатылы шул нәрсе болырға тиіш. Значит, 75 жыл грубо қалды. Біз енді өліп кетеміз, но бізден соң қалған кішілер шуны алып баруға тиішлер. Мына шул қалған кішілер вдруг когда-нибудь мою связь YouTube если будет работать, услышат, пусть слышат. Туғанлар, это внуки будущие наши. Алла берсе. Менә шундый хәл. И также это, конечно, само собой касается другие республики то же самое. Не только у нас. Каждая в своей республике будет ханом и, как говорится,
Дикханом. Так. Правительство Кархалпаки построило Ташкент-Сити. Короче, понятно. Вы тут сами, короче, что-то спорите. Ника, что, уже уснула, что ли? Ника уснул, наверное. Так, Руслан Габбасов согласен 3 года быть? Бля, что-то они глаз кумарит. Все? Я не знаю, Руслан Габбасов согласен или нет. Руслан Габбасов вообще он, блядь, хрень какую-то порой иногда несет, блядь. Ondan ишмат тошмат, блядь, тog'dan tushadi, toqa chiqadi. Я не могу понять порой иногда его тоже. Интересные вещи тоже он говорит. Но, как вам сказать, mana u bittaga культурно сөйлешайында, культурно boshqa, культурно он домогается до башкиртов, до татаров, но ни хрена я не вижу каких-то вот продвижений еще бы халыкта, я не вижу. Мен сөйлем не вижу, у сөйлей не вижу, я не вижу, мына юг халық, юг, который, я же говорю, даже нам подписаться не могут, не то что, блин, этот, зайти там, написать там мне в Телеграме, там пообщаться даже не могут. Рахмат Qozon туганларга, Qozoq точнее, Qozoq туганларга, qozoqlar menga yozishadi, сөйләшеп o'tiramiz to'da-shuda, bir boshqirt abziy bor, bir tatar abziy bor, mana shulay. Но это мало, нужно минимум, блин, по 1000 человек хотя бы, да, с Башкортостана и из Татарстана 1000 человек должны быть, так скажем, в эфире минимум. Чтобы мы понимали, если уже, допустим, 10 человек сидит, а потом уже 100 и 1000, это уже результат, потому что 1000 человек, они смогут, как дистрибьюция, раздать эту информацию другим. Кул-макул, бузук телефон, кита, и потом бүтін халық біле. Ага, мына шундай күш бар екен, мына шундай қушылсақ, мына шундай була, мына була. А что, Ленин, думаете, как он сделал? Ленин, блядь, хайван, мынанда қочып кетіп, мында отырып, восстание ishлаган. У Кутакбашка кто помог, блядь? Народ ему помог, народ. Он что, сам что ли это делал? Нихуя. Шунарга айтам бит инде. Халыксыз biz bir kim түгел. Biz bit инде халык өчен көрәшәбез дә инде. Халык үзе ярдәм бирмәсә, biz ничек инде biz халыкка ярдәм бирә алабыз? Biz bit без S. Если было бы единомышленники, которые реально у меня в этом, в онлайне, да, так скажем, ну, с ними можно было бы уже что-то строить, понимаете? Вот с 1000 голова, прикиньте, вот я пока мозгую один, а 1000 голов, если скажет что-нибудь интересное, блядь, там же мы, блядь, я же говорю, постоянно говорю, за 3 дня Москву возьмем. 3 дня, блядь, 1000 человек возьмет Москву, если надо. 1000 человек, вы думаете, что это мало, что ли? 1000 человек, представьте, мына 1000 киши, мына үйні, представьте, мына үйге 1000 киши сыймай нахуй. 1000 киши, это, блядь, представьте, это как дохуя. Уму непостижимый нахуй. Мына мен яшаган үйде, я думал, 1000 человек живет. Нихуя. Мына шул даже яшаган үйде, яшейкен, оказывается, от силы 250 человек, блядь. Я думал, 500, 1000 живет. Хуй, блядь. 250 примерно живет екен кишимында. Огромный дом, блядь. Хуй, блядь. То ли 3 подъезда, блядь, вроде бы. 250 человек, блядь. Что за хуйня? А я говорю о 1000 человек. 1000 человек это нахуй Москву раком поставят. Вы чё? Особенно если 1000 человек с Чечни пойдет, блядь. Это будет пиздец будет. 1000 человек с Чечни, блядь, нахуй. Также безден да шулаю. 1000 человек оттуда, 1000 человек отсюда. Вот вам нахуй 10 000 человек. И мы раком сделаем всех нахуй. Хотят, не хотят нахуй, они сами будут нахуй раздвигать. Бля. Один глаз кумарит. Ну давайте. Кого там? Габбасов сказал, ислам подальше от правительства. Ленин не вылазил из Германии. Да, Ленин пидорас, нахуй, блядь.
Пиздец, как он сделал эту хуйню, да? Да потому что он яхудом был же, да? Яхудом же он был, пидорас. Яхуды, конечно, все могут. Габасов. Нет, если он такую ересь сказал, это не порядок. Я же говорю, я с ним вообще, с Габасовым, почему я хотел с ним пообщаться вообще в свое время? Потому что он против татар что-то ляпнул. Вот один видос у него есть про татар, блядь. Я не знаю, он его удалил, не удалил. Вот я его увидел, вот тогда только увидел, что есть Габасов. Это олдамимен примерно балды бублясны кошан. Я же тут туда-сюда скитался еще, блядь. Я же еще мест себе не мог найти здесь, блядь. Это было где-то, я это увидел где-то в прошлом году. Так, брил, в прошлом году где-то, блядь, апрель, март, май. Вот шу вакытларда я примерно этот видос увидел. И он говорит, что, блядь, татары, что-то там, блядь, про татар, блядь, в Башкортостане, типа, бла-бла-бла, нахуй. И потом мы поговорили с его знакомым, он сказал то, что он изменил свое мнение. Хз, блядь, что он изменил, где изменил, я так и не понял, но суть остается то, что он был против, там, вот в его высказываниях, был против татар. Типа, блядь, какая-то у них обида, типа, переписали людей, да, башкортлар переписали татар, сделали татарлар, что-то, блядь. А вот у Руслана Габасова вообще другая тема была. То, что просто он был против татар, что-то, блядь, я не понял его, блядь. Не помню, блядь. Ну вот, короче, и после этого я хотел с ним поговорить. И сколько я искал с ним выход поговорить, нихуя не вышел поговорить со мной. Вот чхмада, и все, блядь. Пиздец, блядь. Я считаю, это высокомерие его. Вот. Айтам бит инде, азгана мына шундыйларны кикирдагеннен тутуп, нахуй, аска утыртып коюрга керек. Табуреткага. Азгана утыртырга керек, кикирдагеннен алып, чтобы не выеживались. Башкырсыңмы, татарсыңмы, похую кем, блядь. Главное, блядь, нахуй, син халык белән әңгәмә ясыйсың икән, халык белән сөйләшәсең икән, син, блядь, күтеңне кыс, нахуй. А ты, блядь, превращаешься, получается, в того же Каримова, в того же Путина, нахуй, того же Хабирова, нахуй. Если ты по понятиям такими действуешь, блядь, значит, с олардан не отличаешься. Гонишь, нахуй, в политику, ты, значит, будь с народом. А если ты с народом не идешь, а ищешь помощи от него, но не идешь с ними, нахуй, по пути, ну, значит, нахуй ты нам нужен, блядь. Нужно поэтому определяться. Только холок будет решать это все. А холок, чтобы решил, ты должен найти путь к холокна йөрәгенә. Холокны бастырырга. Мына бит Ташшагин Ленин бит ничектер путь нашел. В революцию создать, блядь, даже, блядь, нахуй. А мы, нахуй, не то что революцию, мы даже туалет не можем захватить. Туалет, блядь. Туалет размером не можем захватить, нахуй. Какой там, нахуй, революция? Ну, был, не знаю, блядь. Многие российские города на ресурсы казахского КСР построены были. КСР нәрсә икән ул? Про ислам лично слышал, видел видео. Вот, насчет этого еще добавлю. Насчет ислама не знаю, но надо будет посмотреть, что он там говорил. Потом в телегу еще скинете этот видос. Короче говоря, последнее время он ездить начал вот сюда, во Францию, приезжал, наверное, в гости к этому братану нашему, Ишмурат Хазратке, короче, этот Ишмурат Хазрат Нарсекей. Ну, мне кажется, он его надоумил, короче, к исламу, этому Руслану Габасову, более-менее, может, надоумил, надеюсь, да, ну, башкорт, ну, надоумил, надеюсь, исламга, и чуть-чуть он начнет, наверное, действовать по-другому, да, но если он против ислама и правительства будет, то я не согласен, сразу говорю. Я изначально в своих эфирах постоянно говорю, наша республика будет, это мусульманская. Только біздің Башкортостан мусульман давлята была. Но в каком понимании? Получается, ислам
ну вот bizning religiyamiz butun narsaga biz qonunlar, islom qonuni, u сопоставляться конкретно это будет с правительством. Оно должно так быть, потому что butun bir bizning получается shajara bilan ish tutilar ekan, shajara bilan tutilar ekan ish, tug'onlik bilan tutilar ekan ish, значит musulmonlik bilan da tutiladi. Musulmonlik bilan tutilgan ish barakatli bo'la, Alloh taolam quvvatli, Alloh taolam bizni yo'limizni ocha, sug'ish bala qazolardan bizni saqlay, ham mana shunday всякий atak-satak korrupsiyadan saqlay, biz uni qo'llanirga обязательно tejimiz. Оно никак не будет не это отдельным. Только ислам, ислам, ислам. Потому что если мы отойдем от религии, мы, ну как вам сказать, я не говорю, что мы не будем светским государством. Светское государство тоже можно под разным соусом преподносить. Не как арабы, ушлепки, которые творят там, блядь, в этом, всяких дерьме своем, к этому, блядь, Дубае, блядь, Дубае, этажи строят, блядь, километровые. Не, Аллах согласен, мы такой хуйней страдать точно не должны. Это нахуй расход, лишний расход. Онда халық аш, блядь, Палестина аш, алар, блядь, үске нигбас куробы строят, уроды, блядь. Нет, мы такие не должны быть. Поэтому мы приземленность мы должны иметь, приземленность, кутны қыса білерге керек вақытында. И вот это, блядь, такабірлік нахуй, кибірлік нахуй, высокомерие нам не дано, нам не нужно использовать вообще. Поэтому и должно быть у нас ислам. Ислам прям в настоящем его эквиваленте, который вообще ни с чем, ни с какими примесями нахуй, ни сектантов, блядь, ни хуеплетов, которые нам будут диктовать, какой он должен быть, ничего. Mana Qur'on bor ekan, Qur'on bo'yicha biz yasharga tejibmiz. Там, как говорится, aytilgan ekan, примерно shulay. Shunarga masjidlarni ko'paytirga kerak, обязательно. Ufada butun masjidni qurib bitirga kerak. Boshqirdiston bo'yicha masjidlarni tutirga kerak, прям ko'paytirib. И islom dini birinchi o'rinda turgan tiyish, само собой. Потом endi qolgan dinlar shunda yurindi qirda. И исходя от этого у нас сопоставимость правительства должно набираться таким же образом. Допустим, xotin-qizlar hijabda ekan, hijabda ishda bo'lirga tegishlar, o'quvda hijabda, никто никого не присмыкает, не подавляет, и никому никто не говорит, что хиджаб с ними, там еще что-нибудь с ними, трусы, стринги с ними с головы. Ничего не должно быть такого. Хиджаб, значит хиджаб. Xotin-qizlarni, наоборот, yolang'och yurganlarini нужно потихоньку пресекать и всех приводить к нормальному порядку. Херней страдать не должны. А Руслан Габазов, если ересь это несет, это значит его нахуй джахилия. Он пока во время джахилии несет всякую пургу нахуй. Джахиль вахтанна, надеюсь, он когда-нибудь вылезет нахуй до нашего независимости и приведет нормальные факты в своих домыслах. Вот так. Шунарга безге никак нахуй нельзя, блядь, отстраняться от ислама. От ислама отстранились Узбекистанда. Нәрса болды Каримов вақытында. Я постоянно это буду напоминать. Нәрса болды. Всех, блядь, с издевкой сбривали бороду мусульманам, снимали хиджабы. Нахуя? Что за нахуй, блядь? Особенно в Андижане прессовка шла, блядь. До хрена в Андижане посадили всех за это. За бороду и за это. По 5 лет, по 10 лет дали. Ни за что. Просто, которые сказали, не будем сбривать. Всем накатали статью ваххабит и сажали. Нахуя? Нет, у нас такого не должно быть. У нас никакого диктаторства не должно быть. Без даунды тема был маскатыш. Допустим, намаз укыкан, хочет ухы, хочет ухымы, но Башкортостан или Татарстан ислам давляты булырга тиеш. Прям выделяться оно должно таким образом. Чтоб от нас даже эти хайваны, арабы должны пример брать. Тупорылые с Дубая. Они должны от нас пример брать. Примерно так, я не знаю. Надеюсь, мусульмане поймут меня.
Так, дальше почитаем сейчас, окей. Габбас, так, Ленин, так. Угу. Так, многие российские горожане на ресурсы казахской... понял, про ислам лично слышал, видел, окей. О чем поешь, братан? Шамиль, окей. О том, чтобы выйти от Рашки, короче, независимость сделать. Казахстан в будущем тоже мусульманизироваться будет, иншаллах. Конечно, иншаллах, Казахстан тоже... Олга, Казахстан. Казахстан, само собой, тоже должен быть... нет, в адекватном исламе, адекватный ислам. Этот Мин Башкортостана, да, это бутан битинде. Сектантов у нас не должно быть. У нас не должно быть сектантства. У нас стандарт bo'lib deymiz. Mana bizni nanamiz, buvalarimiz, opadalarimiz, как вот Кортотайларыбыз бөтенесе ничек яшаган ekan, которые не те, которые в коммунизме пытались, скрывали, намаз читали, а те, которые в оригинале наши, этот, предки были мусульманами, вот этот оригинализм мы должны вернуть. Вот этот вот, именно тот момент, который, когда нам пришел ислам и так далее, там, в 900 каком-то году, там, в Казань пришел ислам, да, вроде отмечали, не помню, в каком году пришел ислам в Татарстан, 900 каком-то. Вот примерно вот с тех времен, как они почитали ислам, у нас тоже быть в таком же, вот в таком же понятии должно быть. Никакого лицемерия не должно быть насчет этого. Просто есть сейчас люди, которые хотят, которые не хотят. И потихоньку их тоже сделать хотят. Вот и все. Не принуждая. Мы же не нацисты, не крестим же их. Мы не можем же их крестить, так скажем, астафируллах. Имеется в виду принуждать, как Хайван, Иван Грозный, блядь, 4-й. Черт. Вот так. Поэтому из-за того, что... Нет, это такого на постсоветской территории не бывает, это диктатура. Он против татар ничего не говорил же. Ильнур. Вот, ну, там говорил он моментами говорил. Он в одном видосе говорил, короче, вот я не могу вспомнить, блин, но он говорил, что, типа, где татары, вот я не помню, вот именно, что меня задело, типа, где татары, типа, то ли будет башкортлар там или что-то, вот, типа, татарам, типа, такая тема, короче, татары, типа, не будут, получается, одинаковые с башкирами. Вот примерно вот такая тематика там шла. Вот это вот, я не знаю, но меня реально это привело, блядь, в бешенство нахуй. Я хотел с ним поговорить, потому что там нехиленько там было сказано. Если была она тапахой, как это хуйню несет десант, ёк. Он же лидер Башкортостана, другого нету, поймите. И он, который говорит про татар, что-то пиздит, блядь, про татар в Башкортостане, но это не порядок. Это я могу попиздеть про татар, потому что у меня татар ханым бар. О чем-то. Но убить башкирт, это уже будет помахивать как нацизм, понимаете? Исходя от этого, мы не должны допускать этого. Как вот сейчас вот этому, да, объясняю Каракалпаку Узбекистана. У вас нет той проблемы, это узкожопой проблемы нет. И вам не нужно там, как говорится, хуй с маслом сравнивать и разделять. Не нужно. Без обид, но не нужно. У нас то же самое Башкортостанда. Башкорт, татар, в том же положении, Каракалпак, Узбекистан. В том же положении, если на то пойдет, если сравнивать начнем. И у нас не должно быть сыр-бора такого. Никак не должно быть. Если мы это сделаем нахуй, значит нахуй мы плюнем нахуй, так скажем, на то, что мы туганлар, и пойдем нахуй на пути узкожопых. Вот и все. А этот путь мы знаем, и которого мы никак не можем вырваться, от которого, блядь. Мы же знаем этот путь, и мы будем помнить этот путь. И поэтому каждому надо, блядь, блин, если отрыгать, что ли, постоянно башыгызга, блядь, залить надо, нахуй. Тимир, блядь, как раньше, тамга койганлар, шулай тамга коюрга керек, наверное, пиширip коюрга керек, маңгайызга. Вот такой табу, нахуй, что узкожопым не становись, нахуй, деген, тамга.
Ну, имеется в виду, мы не должны каждый раз напоминать, что это путь узкожопых. Мы не должны, народ сам уже должен понять это, что мы, если отойдем, иншаллах, Башкортостан или Татарстан от этого узкого мира, то мы должны свое государство построить таким образом, чтобы мы ближе были к Казахстану, Узбекистану, Каракалпакам, всем, вот всем, уйгурам тем же, потому, у которых нет земли нормальной своей. Примерно так. И потом, интересный такой момент, мы Башкортостанда, мы айтабыз бетінде будем вот развивать это, своих, то все. Башкортостанда, я вам скажу, народу не дохуя. Земли до хрена, я вам скажу. Народу немного там. Плюс, когда мы отделяться будем, всякая половина узкожопых уедет оттуда. Шунарға после этого сіз не нарожаете. Мен башкортларға да айтам, татарларға да айтам. Это прям как предъява, пытаюсь сказать. Вы не нарожаете столько людей, а земли будет свободной до хера, которую надо эшкәртергә кирәк аларны, карарга кирәк. Я считаю, в идеале было бы хорошо туда потихоньку, как говорится, приглашать людей. Не завозить, как узкожопые завозят там с Африки и там, и там. Че они нахуй, вещь что ли? Какая-то товар что ли? Завозить их нахуй. Или рабы что ли они? Завозить, блядь. Завезли, блядь. Такие выражения у них. Такого у нас не должно быть. Нам нужно пригласить людей, пригласить нации какие-нибудь, людей, которые захотят жить в Башкортостане, захотят жить в Татарстане. Потому что мы все равно, если мы будем отжимать все эти земли, мы отожмем и Челябинскую сторону, и все другие окраины, как Украина, да, все Украину тоже будем отжимать. Пермь, само собой, отожмем. И так далее. Всю вот эту тематику будем отжимать. И земли у нас станет до хрена, а людей ни хрена. Шунарға нужно будет нам народ увеличивать. Народ, который реально сможет и захочет жить и изучать башкорт тілін, изучать, не забывать свой язык. Вот, развитие у нас еще создавать. До хрена делов у нас, блядь. Гумр житмәз, блядь. Поэтому мы должны будем всю эту доктрину, которая будет написана для Башкортостана с Татарстаном, должны будем оставить своим детям и внукам, чтобы они до ума довели дальше потом. Что біздің халықны көбейтірге, потом башка халықларны кіртірге, само собой, не надо быть нахуй жлобами нахуй, потому что это земля Аллаха, и мы не должны, блядь, его крысить кому-то, допустим, которые захотят жить с нами, допустим, может это будет наши близкие туганлар, само собой, там, те же уйгуры там, или те же там казахи, или кто там захочет приехать, переехать, мы не должны будем останавливать эту тему. Мы наоборот должны будем создавать такие преимущества, которые захотел приехать, он должен приехать. Тех же татар, башкиртов, которые где-то, блядь, шароебятся по всей России сейчас, блядь, от Уссурийска, блядь, до нахрен, до Воркуты, деген кебек, везде. Всех нахрен загнать сюда надо. И их тоже не хватит нахрен, земли до хрена. И в исходе нужно, наоборот, поддерживать всех заезжающих, как вот в этом, в чертовом, блядь, в Яхудстане этом, блядь, Израиле, блядь. Эти яхуды всех свою шушуру, блядь, собрала туда, всех этих сионистов, пидористов, блядь. Вот мы тоже так же должны создать такую же систему. Собрать всех. Всех своих собрать туда. Все. Им должны мы давать помощь. Какая помощь? Земля и дом. Земля и дом. Не только земля голая. И дом должны предоставлять. Земля с домом. Поэтому bütün убитые аулларда мы должны будем строить, как немцы строили ауллар, везде одинаковые дома. Примерно такой же тематики мы должны будем строить хотя бы одноэтажные аул-үйлері. И каждому по 25-30 соток земли давать должны.
И таким образом мы будем развивать аулларно. Допустим, там только нужно будет, чтобы опять разделяя и власть свою не было, нахуй, войны не было, нужно будет, я думаю, надо будет только чуть-чуть разделить таким образом, что, допустим, одна какая-то часть людей будет заезжать, значит, они должны рядом жить. Примерно им нужно разделять такую тему. Короче, один аул надо отдать, вот в Швеции так сделали. В Швеции, короче, дали одну землю, какое-то поселение узбекам, которые бежали от того, блядь, убийства Каримова, нахуй. Целый самолет через ООН прилетел узбеков в Швецию, им дали целый город один, выделили. Целый город узбеков живут сейчас там. Вот примерно такой же тематика мы должны сделать. Второй пример, в Париже то же самое. 18-й район, вот я люблю этот район, черный район, короче, африканцы там. Говорят, опасно, опасно, ну, базара нет, опасно везде, блядь. Ну, этот район мне нравится, он такой веселый, такой доброжелательный, нормальный, может и бандиты там есть, я не знаю. Но главное, что это черный район, 18-й район, там все боятся белые ходить, короче. Вот. Примерно у нас такая же тематика должна быть. Примерно вот по каким-то районам нужно будет разделять. Допустим, приедет какое-то население, да, ведь захотят жить у нас. Мы должны дать им какой-то аул там. И это пусть они с землей, земледелием занимаются и так далее. Вот такими делами мы должны развивать Башкортостан с Татарстаном. Захотят французы поехать в Башкортостан и пожить там. Им тоже должны мы предоставить землю и дать возможность создать свою ячейку французов. Вот такая тематика у нас должна быть. Понимаете? Вот какими преимуществами, добротой и своими ресурсами мы должны, как говорится, жертвовать и, само собой, становиться более, так скажем, популярными, да, ведь реклама, да, это такая будет как бы как реклама, что Башкортостан с Татарстаном стал независимым, и он может разные свои ресурсы использовать под разные тематики. Не то, что, блядь, нахуй, чтобы все, блядь, вот Дубай был классный, и все попиздовали в Дубай и сидят там, нахуй, хуи дрочат там, блядь, нахуй, и занимаются всякой хуйней. Нет, мы не должны так, блядь, этот Башкортостан развивать, а мы должны именно развивать по такой технологии, чтобы помогать людям. А в Дубай только заливает бабло. Нет, а мы наоборот должны не заливать, там даже нас не заливали баблом, а наоборот, нахуй, мы должны содействовать таким образом, чтобы к нам тянулись, блядь, нахуй, по разным тематикам, нахуй. А заливание денег, нахуй, оно будет, нахуй, в приоритете государства. Государство будет сотрудничать с другими, Индонезией, там, с другими странами, хоть нахуй, хоть джаханам тишегенда, нахуй, будет эта земля, нахуй, мы будем сотрудничать с ними, нахуй, и заниматься куплей-продажей, торговлей, все как Мухаммад Пайгамбар занимался торговлей, мы тоже так же будем красиво все делать, и все, будет прибыль, туризм и так далее. Вот так. А по-другому, нахуй, коррупция, путинская система, каримовская система, нахуй, и вот это дерьмо мы должны, нахуй, полностью истребить. Истребить. Только таким образом мы сможем развить раз и навсегда, нахуй, нашу страну. Под названием Башкортостан и Татарстан. Все. Вот так вот. Не знаю. Может, кому-то нравится или нет, но вот эти коррупционеры, которые будут оставаться, конечно, им такая тематика не понравится. Они же уже пиздить научились, они не смогут, нахуй, не пиздить жить. Значит, идите нахуй они, пусть живут, нахуй, блядь, на островах за свои пизженные деньги. И нихуя нам суваться, Башкортостан. Примерно так. Так, сейчас почитаю. Сейчас, секунду, почитаю. Так, отсюда начал. Так. Телегу не сижу, а видео пересмотрю, потом следующий эфир название скажу. Ну окей. Все мини-юбки, мини-шорты запретить нужно в Казахстане. Да и в Башкортостане, Татарстане это тоже проблема. Масхаб Абу Ханифа. Я обязательно. Масхаб Абу Ханифа обязательно. Другого масхаба вообще по сути не должно быть. Ну, по идее, может и будет оно в каком-то каких-то нациях, да, мы не сможем это как бы запретить. Но в идеале, само собой.
Только мазхаб, bizning мазхаб. Yo'q, biz особенно шияlar был мазхаб это однозначно. Шияlar нахрен не нужны. Вот тупорылые, блядь. Всякие иранцы, блядь. Так, шахидами своими ебаными, так. Которые там бомбят нахуй Украину. У нас в Казахстане свой добрый ислам, по-доброму, без радикализма. Должен быть. Да. И у вас то же самое должно быть. Ну, блясина, самое главное, вот по исламу, если мы будем продвигать, да, ведь как вот Ишмурат Хазрат Намен Бегератан, вот я бы примерно вот таких алимов, да, ведь я, наверное, пригласил бы, чтобы они делали дела свои. Они обучали, все, вот по ихнему делам, получается, чистым делам должны строиться все мечети и обучение, и хождение детей, там, родителей, там, женщин, мужчин. Вот вся эта тематика должна быть создаваться вот с такой шунды ракурстан. Подобие вот этот, которые сейчас продались, которые вот сидят сейчас, муллалар, которые сейчас сидят, вот их не должно быть вообще. Вот вообще их не должно быть. Их нужно в отставку нахрен. Вот их не должно быть. Но мы их, татарлар, башкортлар бетенде, вышвырнуть не можем. Но, по крайней мере, если они будут выеживаться, придется их вышвырнуть, само собой, куда-нибудь в узкий мир. А так, если они захотят жить дальше, кутын-кысып, но они должны отойти. Они тупо просто должны отойти, ну, блядь, восвояси. Вот и все. А должно прийти такие имамы, которые реально будут говорить про ислам конкретно, которые постараются за свой срок службы жизни, да, привести Башкортостан, Татарстан, большинство населения, коммунистов этих сраных всяких, привести в ислам. Вот ихняя задача будет, ихняя задача. И это должно будет контролироваться правительством. Именно исламским правительством в Республике Башкортостан, Татарстане. И также правительством, президентом. Почему? Потому что контроль должен быть именно по какой тематике. Сколько народу стало приходить в мечеть, посещать мечеть, джума намазы без остановки должны проводиться, мечети огромные должны построиться, огромные мечети должны построиться, чтобы народ на улице не читал намаз. Все должны в тепле, удобстве читать, чтобы у них было желание приходить в этот мечеть. Вот такая тематика должна быть. Соқалын хоть идәнгә хәтле куямы, хоть бәйләп куямы муендан, соқалын хоть там бантики будет делать, это его дело должно быть. Соқалына, хиджаб, вот этого ничего не должно быть запрещено. Ничего. Вот как раньше жили, Мухаммад пайғамбарымыздың уақытында, вот шул стильга біз түшірге тиішпіз. Но в 21 веке это тоже нельзя забывать. Как говорится, телефоны в кармане будут у нас, компьютеры будут у нас в сумке, ноутбуки у нас будут. Все должно быть цивильно, красиво, но по исламу. Все, вот примерно так. Потому что этот Мухаммад пайғамбарымыз тоже стремился к обучению и каким-то навыкам изучению, да, ведь, допустим, да, ведь никто не говорил, и Аллах Та'алям тоже нам явно уж не скажет и не говорил, чтобы, извиняюсь, чтобы мы тупели. Бізге ведь наоборот ухырға диелер бит инде. Значит, получается, вот этот, который люди говорят, что мы как по каким-то совершенствам пришли, типа вот как Илон Маск там и так далее, там создали там электромобили, компьютеры, айпады вышли и так далее, и какая-то часть людей, которые говорят, что это все харам, это типа беда, там еще что-то начинается хрень нести, это все херня. Для них тоже примерно отвечу. Почему это херня? По ихнему мнению, само собой, по ихнему мнению, херня это. Я говорю почему. А в том, что Аллах Та'алям дал мозг. И этот мозг развивается. И когда мозг развивается, Аллах Та'алям, как говорится, дает нам возможность, значит, создавать всякие новшества. И это не запрещено, и нет для него догвата даже нету, что оно запрещено. И нету к нему препятствия. Все. Машина, значит, машина. Вместо верблюдов машины появились. Это нормально. Летать начнут. Нормально это.
И не нужно от этого, как говорится, уходить в пещерный мир и создавать какие-то там секты, подобие ИГИЛа, и звать всех в пещерный мир. Это неправильно, это идиотизм. Самое первое должно быть, это, как говорится, если по исламу жить, это иман. В первую очередь иман, одежда правильная, благие деяния и так далее. А то, что развивается, мы не вправе останавливать. Аллах Та'аля явно не сказал бы, вы идите в пещерный мир, вы не создавайте это. Нет, он бы этого не сказал бы, потому что он дал нам мозг, который развивается, и этот развитый мозг, он должен усовершенствовать нахуй все. И получается, мы, может, даже в дальнейшем и на Луну будем ездить, как там за 1 час, допустим, куда-нибудь там съездить. Мы, может, и так до этого дойдем, Аллах берса. Мы же не знаем, и поэтому от этого мы не можем отрешить себя, отрекаться и входить в тупизм, по мнению каких-то мусульман. Примерно так. Ну, надеюсь, я довел этот ответ для тех, которые мозгоебством занимаются по жизни, блядь. Вот так вот. Клубы, наркотики, алкоголь, сигареты постепенно убирать будем в Казахстане. Во. Бізде Башкортостанда, Татарстанда однозначно это надо убрать. В свое время этот Рахимов Булганда, Муртаза Рахимов когда был, Муртаза Рахимов вроде бы эту тематику подымал вроде бы. Но черти вот эти шайтаны из Кремля эту тематику резко пресекли. Потому что я помню даже по аулларда, что по черному гнали вот этот шарбат, самогонку, как Никулин, Вицин, Маргунов. Гнали, потом этот Бобик забирал ихние, блядь, трубочку, знаете, в кино. Шурик, блядь, нахуй. Прикол. Вот такая тематика біздерде ауылда бик көп болды. Самай сатып, кіші ызба салды. Самай сатып, кіші үйлер салды. Мына шундай харамная тема болды. Даже туғанларда болды ондай нәрсе. Я не отрицаю. Алла сакласын. Вот эта тематика маразму. Почему народ упал? А потому что в этот момент народу быстро нахрен отрезали деньги. Если вы помните, рубли были такие, купюры, блядь, 100 рублей было такие, помните, деревянные рубли, блядь. Ну вот они реально деревянные были. До Путина, да, помните, рубли были такие, маленькие 100 рублей, такие синего цвета. Кто помнит? Вот такие рубли были. Блядь, там еще какие-то рубли были. Вот в этот момент было пипец, короче, самогонщики. Ой, блин, вся Россия была самогонщики. Но это где-то 90-нчы жылдан, когда советские рубли ушли, пришли российский рубль. Вот шел было где-то до 2000-х годов где-то. Потом вот это 100 рублей ушли, пришли 10 рублей вместо 100 рублей. Вот кто в России жил, знает. И вот в этот момент, короче, перегиб был жесткий. И шул вакытта самогонщики появились. А от чего это появилось? Потому что банкрот. Россия банкрот был шул вакытта. И шул вакытта, получается, Башкортостан и Татарстан түпке шукты. Ну, может, и другие страны тоже самое были. Узбекистанда то же самое было вроде бы. Короче говоря, везде. И вот эту тематику мы не должны допустить. Вот этого у нас не должно быть. Поэтому у народ был, біздің халық былырға тиеш сытый и обутый. Никогда они не должны опускаться до самогона. Не то, что до самогона, до продажи наркоты даже. Просто обычной наркоты. Они должны наша паша сатып йөрергә. Вот примерно так. А для этого, вот даже в богатой Франции, короче, да, орать не буду уже, блин, богатой Франции, короче, да, здесь весь Париж нахрен забит этими арабами, турками и всякой этой шушера нахуй, а афганцами нахуй, которые банчат на улице прям анашу, прям на улице продают это, прям просто идешь, тебе продают анашу, сколько хочешь. Они говорят сперва сигареты, в руках держат они сигареты, но им, когда говоришь гашиш, они достают тебе и гашиш дадут нахуй, и вот все дадут тебе. Главное, давай деньги им нахуй.
Так что вот этой тематики не должно быть. Вроде бы думаешь, да, достаточная страна, самодостаточная Франция и так далее. А вот этот ебанизм тут пиздец. Если помните, даже эту предъяву Макрону сказали. Типа придет эта женщина, блядь, против Макрона пришла, которая орала, блядь, что уберет вот эту хуйню все с Парижа, блядь, эту наркоту. А Макрон не убирает. А почему не убирает? Потому что я так думаю, да, эта политика именно в том, что, блядь, нахуй, если он уберет, то народ вот этот, который продает это, он же на этом живет. Потом придется ему этот народ кормить. А он не сможет кормить, у него и финансы поют романсы, наверное, или просто не хотят тратиться нахуй на них. И из-за этого, он не убирает эту тему. Это черный рынок, черный бизнес в Париже процветает, он никогда не уберется. Вот такая вот хуйня. Вот такая вот хуйня. Вот так вот. Из-за этого, как говорится, Башкортостан или Татарстанда вот этого дерьма не должно быть вообще. Ничего нахуй. У нас халыкта минимум пенсия должна быть не меньше 1000 баксов, короче, не меньше. Пенсия, не меньше. Безда все ресурсы позволяют. Как говорится, золото есть, все есть, нахуй. Копать начнешь, Лена Сабаранда, блядь. Но по уму надо копать, нахуй. Не эти оставлять, нахуй. Кратеры, блядь, нахуй, как на Луне, блядь. А нормально, блядь, все закапывать, нормально все делать, нахуй. И в идеале, нахуй, вот этим копанием, хуеванием, блядь, уже переставать надо заниматься. А нужно заниматься торговлей, нахуй. Алды сотты туда-сюда, нахуй, вот этой хуйней. Меньше копать, нахуй, больше заниматься природой и так далее, нахуй. Вот примерно так. Нахуя копать, блядь, нахуй. Нахуя разрушать почву, блядь. Пизду. Надо что-то придумать другое, нахуй, откуда зарабатывать бабки. Вот так вот. Явно, блядь, нахуй, я еще не видел, нахуй, вот в Норвегии, блядь, что в Норвегии где-то что-то копают, нахуй. Нихуя я не видел, нахуй. В Норвегии, чтоб что-то копали. Они хранят свои земли, нахуй, как консервация. Они нихуя не будут копать, нахуй. Но они зато копают, нахуй, в Африке, нахуй. Вот примерно так. Ну, конечно, мы же не поедем, как Вагнер, нахуй, в Африку копать золото, нахуй. Это только пидорасы Вагнеры едут в Африку копать золото, нахуй. Узкожопым, нахуй, блядь, алтайские алмазы не хватает. Они уже пошли, блядь, нахуй, ЮАР, нахуй, копать, нахуй, африканское золото, нахуй. Вот так вот. 6-7 языков понимаю и могу общаться. Башкурт тілini білем. Еще неплохо было бы проводить совместный Хабантуй. Ну, Сабантуй можно. Башкурт вышел. Так, ладно, манда почитаем. Так, российская пропаганда специально показывает, типа в Казахстане все плохо, чтобы башкорты, татары думали, что независимость это плохо. Но Казахстан развивается хорошо на самом деле. 1 миллион узбеков себе можете позвать, будут узбек башкортами. Легко можно позвать. Если будете приглашать, казахи приедут. Да, узбеки тоже. Слава Вильне, Украине. Вот украинцев тоже позовем. Кстати, украинцев у нас в Башкортостане хватает тоже. Украинцев очень много. Вот так вот. Я не знаю, я не знаю, вот Башкортостанда за все время, да, ведь я, наверное, только вот, если я даже цапался, да, ведь только с узкожопами я цапался, нахуй. Вот за все время я, нахуй, никогда, нахуй, не цапался, нахуй, блядь, с кем-то до такой степени, что, блядь, нахуй,
до какого-то нахуй мордобоя, только с узкожопами нахуй. Я никогда, блин, в Башкортостане, что я не видел, что украинец, блядь, пошел на нас, блядь. Я не видел, я хуй его, может, я мало жил, блядь, но я не видел этого. Нет у нас такого. Вот Башкортостанда, я не знаю, нет вот этого, блядь, до такого этого. Но вот у Руслардан это, блядь, легко ожидать можно. Легко можно ожидать, блядь. Я даже это ожидал, я понимал это на этом, блядь, 2000-х как-то годах, блядь, в училище, блядь. Уфада училище, да. Именно, блядь, вот эта ебатория какая-то такая, рыжая нахуй, блядь. Ебатория приезжала, Саулов нахуй, каких-то, блядь, Александровка, блядь, и всякая, блядь, я не знаю, кто они нахуй. Вот эта ебатория нахуй быковала нахуй на нас с других районов нахуй. Вот явно они были нахуй, блядь, русские были. Вот они, блядь, на нас быковали. Я просто поражался над ними нахуй. Они по жизни в училище бухарики были. Вместе учились мы. И постоянно, блядь, потасовка с ними нахуй. Типа вы, блядь, татары там или вы кто-то нахуй. Вот такая хуйня была, блядь. В детстве, блядь, моем, блядь. В училище, когда я поступил, блядь. Я охуевал, блядь, насчет этого. Не понимал вот этого, блядь. Но оно, блядь, все равно потом заканчивалось, нахуй, все равно. А оно шло не из-за того, что, нахуй, блядь, какой-то, может, я не знаю, нацизм это был по-ихнему. Я не знаю, что это было, нахуй. Ну, блядь, больше, наверное, выходило оно из-за того, что, нахуй, они были какие-то бухарики, они были какие-то, блядь, не такие какие-то. Вот из-за этого только выходил вот этот сыр-бор. А вот это вот нацизм, нахуй, сам, блядь, вот прям, или вот в своем соку прям, нахуй, вот этот нацизм я увидел, нахуй, в Москве. Ебать, вот там его, нахуй, хватает пиздец, нахуй. Башкортостанда я, вот, честно, не до такой степени я этот увидел. Наверное, может, у меня мало было, но вот в Москве сплошь и рядом, блядь, пиздец, я с ними там заебался, блядь, в Москве огрызаться, блядь, до драки дошло, блядь, бывало, вот такие моменты бывали. Они там орут то, что они москвичи. Все, вот, все, они вот только на это рубятся, нахуй. Они москвичи, а я, оказывается, кильгенде. Я приезжий. Все, пиздец, нахуй. А этот, менты ебали, нахуй, где моя регистрация, а эти узкожопые, нахуй, граждане, ебали то, что я, нахуй, блядь, какой-то темный, нахуй, вообще, по сути, нахуй, я не темный, блядь, ебали, нахуй, то, что, блядь, в дальнейшем уже, когда, блядь, борода, до этого, нахуй, ебали то, что, нахуй, блядь, понаехали, вот это, понаехали, слово у них классное звучит, блядь, это уже нацизм, понаехали, блядь, и один вообще убийственный момент был. Мы там налетели прям всей семьей. Я, тетя, короче, сестра и еще кто-то едем в автобусе, короче, в Москве. И гыр-гыр-гыр-гыр-гыр-гыр нахуй. Перестаньте говорить на своем. Нам кто-то, блядь, из-под тишка сказал, блядь. Там же сидим все вместе. Там же в автобусе, где водитель, можешь сидеть же на друг друга смотреть. Ну, места инвалидов, что ли, я не знаю. На друг друга смотришь. А другие смотрят зад вперед, да ведь? А эти на друг друга смотришь. И вот с этого промежутка на нас наехали. А мы там толпой сидим. Гыр-гыр-гыр-гыр-гыр. Хватит говорить на своем. Женщина, потом ее врубился мужик еще. Я говорю, не понял нахуй. И тетя возмутилась. Что за нахуй мы сказали? Какой на своем, блядь? Какой твоя нахуй разница, нахуй? Вот так мы наехали на них, блядь. Охуели вообще, я говорю, нахуй. И вот тогда мы прям охуели тогда, блядь, нахуй. В Москве это года, знаете, какие, блядь? Я скажу. 2000... не спиздеть, блядь. 2009, 2010 и 2012. Вот эти года. Вот это дерьмо произошло.
А представьте, сколько лет прошло. Еще тогда не было война с Украиной, 14 год. Понимаете смысл? Как можно сравнить их нацизм? И не нужно искать на Украине нацизм потом. И вот эта тема была до этого и после этого. И тогда мы охуели. Пришли домой, все бешеные, само собой. Мы блядь, я говорю, что за хуйня, блядь? И тетя, и это, все мы охуели, блядь, тогда. Мы, блядь, нахуй, с Башкортостана, блядь, и мы для них гар-гар-гар-гар-гар, блядь. Нихуя себе, блядь. Вот такая вот хуйня была, помню, блядь, в автобусе. И, короче, от этого говоря, блядь, нахуй, я понял, блядь, тогда уже я понимал, блядь, это я понял, что, блядь, давление на нелегалов, она была жесткая, блядь, нахуй, очень жесткая, нахуй. И все это, наверное, накопилось во мне, нахуй. И вот это моментами, нахуй, наверное, уже пришлось его высказывать, уже конкретно пришло. И, наверное, этот толчок дало это мобилизация и вот это, нахуй, гнобение этих, блядь, наших в Москве. И поэтому кемдер бит аны сүйләп чыгарга тиеш бит инде, кемдер әйтергә тиеш бу нәрсәне, беркем әйтми, потому что все работой заняты, блядь, хотят рубли заработать быстрее, нахуй, блядь, не знаю, нахуй, ну, никому не интересно. И вот я эту тему начал развивать, вот примерно так. А если я не буду это развивать, нахуй, блядь, я смотрю, блядь, никто что-то эту тему не развивает. Ну, развивает, знаете, каком? В узком блять, нахуй, опять это слово, нахуй. Ну, это в оригинале. В узком случае, да? Тортыге, кыска нәрсәкәй белән генә развивают они. Не широкоформатно, нахуй. Они задевают только вот этот инцидентик только, понимаете? Этот инцидентик. А я не хочу этот инцидентик только раздувать. Этот инцидент, оно в моем каком-то маленьком эфире может произойти. Но огромный инцидент и постоянный масштабный инцидент во всех делах должно происходить. Я так считаю, чтобы народ, получается, осознал, нужно его доводить постоянно. Постоянно, что нас гнобят, нас, получается, давят. Это, получается, блядь, я не знаю, со времен прихода Путина. Я до этого не могу осознать этого, но со времен Путина, да. Нет, пизжу. С 98-го года даже можно сказать, нахуй. Вот как я переехал с Узбекистана, с 98-го года, нахуй, можно сказать, что гнобят нас. Вот это я, блядь, железно могу сказать. Потому что это гнобение шло в первую очередь Башкортостанда от татар. От татар. Татарларда да шундый ебанутый лозунг был, то, что понаехали. Понаехали, но только в таком флаконе, то, что нахуй мында узбекляр, кильганляр, короче, типа вот таком гнонении было. Понимаете? Вот какой флакон был, блядь. Это те от тех татар, которые по жизни жили в Башкортостане. Понимаете смысл? Они вообще не касаемые Узбекистаном. Это не как я родился в Узбекистане там и жил там. Нет, это те татары, которые родились, оригиналы. Это, получается, до такой степени они уже въелись в систему узкожопых, что они идут по жизни по ихнему пути. И вот из той категории людей я, блядь, не удивлюсь, что они сейчас воюют на Украине. Один долбоеб точно, знаю, воюет. И другие тоже, наверное, пошли за длинным рублем воевать. Вот так вот. Шундай хәлләр, дуслар. Раньше у башкорта была латинская письменность, до латыни арабская. Ну, в Москве никогда не был, не поеду. Башкұрттар элек латында яққандар. Яққандарлар. Что-то аңламадым. Латында оқимын,
Яхарда. Юхарга. Так, башкир тилинде жазын илтимас. Учусь только на латыни писать. Ну да, вот именно, у тебя латынский что-то, башкирт брат, не такой. Потому что буквы надо чуть другие поставлять, чтобы выходило правильное слово. Ну, на всякий, меня вот этот новый алфавит латынский тоже непонятен. Онда башкирт татар на всякий буквалары дұрыс қойылмаған олар. Всякими закорюльками наверху, это неправильно. Закорюльки наверху, это неправильно, потому что үфі дегенде, үфі деген буква жоқ анда. Үфіні нешік олар язарға тиішлер? Үфі деген тіліне латын тілінде, үфі. Үфі. Біздің үй жоқ та енді онда. Это получается типа кругляшок и ортасында нәрсекей палочка. Ондай буква yok мына шу алфавитта. Это уже как бы непорядок. Поэтому надо как бы его до ума доводить. Если оно будет подписываться под наше. Үфі, мына шу үфі yok та енді. Шу үфі деген сөз нәрсекейде yok. Яңа теге алфавитта, который кто-то создал, и қазір рекламировали, в нем нету этих букв. Я просматривал его. Там необычные буквы какие-то, новые новшества завели в латынь, тоже новшества какими-то закорючками нахрен. Это даже не турецкие закорючки, а просто новые придуманные закорючки. Как бы меня ушамадовал. 1-1 в Казахстане такая же тема была. Ну, вот, Казахстанны буквалары біздікіне ұшаған. Поэтому я говорю, там, блядь, буквы, блядь, сука, кто его делал, непонятно нахуй. Хрень какую-то придумали, блядь. Поэтому, исходя от этого, если латынь, буквы, алфавит, если мы сейчас будем переходить, Аллаберса рано или поздно, если мы захотим, да, переходить будем, нужно сделать так. Нужно взять ту же английскую латыницу, ту же английская, вот сколько их будет, букв 28 или сколько их должно быть там, блядь, 33, я не помню, блядь, ABCD вот это, ABCD, а внизу каждый башқұрт, татар, қазақ, өзбек өзінің буквасını отдельно yazып қоюға тиіш. Мына шуны потом мәктәптә ятлатырга керек. А не так, что, блядь, один для всех. Это за хуйня, блядь. Один за всех не должно быть, нахуй. Чё, блядь, кто его нахуй сделал один за всех? Вот вопрос будет возникать потом. Кто ты нахуй, если ты один за всех сделал, блядь? Нихуя ты эгоист, получается. И вот этим моментом я не согласен. Поэтому один общий должен быть все буквы, вообще, которые есть вообще, все буквы, блядь. Оттуда еще вот эти буквы внизу мы должны свои дописать. Безда, допустим, она алты буква. Башкир татар тілінде алты буква лишний. Урыстан алты буква лишний. Шу алты буква. А түйкінні санадық. Қазақ брат білән. Қазақстанда 9 буква лишний екен. 9 буква, значит, 9 букваны, 9 харифны нәрсеге итерге керек. Үзіні күйінде язырға тиіш. Они сами должны придумать к нему закорючки. Турки сами себе закорючки они уже давно придумали. Узбеклерда да свои закорючки уже давно стоят. Узбеклерда вот хорошие. Мне нравится узбеклерна. Алфавиты шикарный. Узбеклерники вообще классный. Вот примерно такая тема должна быть. А у турков вот свои закорючки, какие-то долбанные буквы у них есть, которых хуй прочтешь, блядь. Поэтому татар башкирт билан почти одинаково, казах билан тоже почти одинаково біздікі. Вот нам надо до ума довести наши буквы, а узбекке уже готовы, узбектенке готовы, там не хуй даже добавлять ничего. Узбекта бар, туркта бар, азерда тоже бар шекеллік. Все. Bizga gana qoladi, значит, татар, башкирт, казах, кыргыз, таджик как хочет. Это его дело. На каком останется. Да, в КЗ тоже лишнее. Я башкирт из рода Катай.
Амин юрмат екен. У тюрков было письмо с древнее Уйсун Дулаты. Я из рода Дулат. Уйсун великий Худжус, потомок Атиллы. Машаллах. Я Каракалпак из рода Конград. Вот. Насчет родов, білесің, еще такая тема, да, это мына Башқұртстанда ұрулар бек көп екен, но біз білмейміз. Мына Минг ұруы и так далее, Юрматы и так далее. И біз оларны білмейміз. И нужно нам вот эту тематику прям, наверное, бүтін Башқұртстанда развить именно мәктәптә. Біздің мәктәпләрдә должно быть развитие того, что мына, допустим, шул Минг, Юрмат, койда яшилер олар примерно, әйме, мы должны свою родословную, получается, выводить на какой-то стенд, получается, в школах, там, в детсадах, везде, допустим, и бәләкәй шоқтан это внедрять, вот эту тематику, чтобы вот как я, тупыми нахуй потом не выросли, чтобы каждый, блядь, знал свой ру и свой род, так скажем, да, и ата-бабаларын примерно неше буынға хәтле. И получается, и в каждом с детском сада начинать это надо. И древо должно было написано. Вот будет интересный момент. Именно развить детей с детства. Нинди рудан олар. Мына башқұрт, татар, нинди рудан. Татарларны да руын табырға керек. Кстати, один же мне комментатор писал, что ру татарларда да бар, но ни хера никто не знает. Я вот тоже не знаю я. Вот. Шунарға всех нужно будет находить с детсада, бақшадан, мәктәптен, училищедан университетка. И везде. И получается, по этой тематике нужно двигаться. Двигаться, чтобы они уже, когда 11 класс закончат, поступят в университет и закончат университет, олар уже білерге тиіштер, олар конкретно нинди рудан и ниша буын оларда, кем болған, нәрсе болған, мына шул әйберне да отдельно можно даже какой-то урок создать. Один урок там в неделю или там 2 раза в неделю, что они будут изучать свой род. И они должны будут в школу приносить все вот эти данные, там то, сё, собирать свои, короче, бүтін историясын, шулай. И также в школах должны быть создаваться маленькие какие-то музеи, и в этих музеях как-то надо копии, не оригиналы, копии туда надо вкладывать, ну, собирать. Что мынау класста мына шунча бала оқи, 30 бала оқи екен, 30 баладан, допустим, унысы, допустим, юрмат екен, Стәрлібашта болса, допустим, унысы Қытай екен, унысы Минг, там еще Дулат, там еще кто-то. Вот примерно вот такую тему нужно будет развивать, потому что этого нету. Они не хотят узкожопые, чтобы это было, потому что мы, если это узнаем, мы окрепнем. А их система нас расслабляет. Чтобы нас не расслабляли, мы должны изучать. Вот и все. А и потом нас никто никогда не расслабит. Нашла. Примерно такая вот тематика. Русские и евреи делили нас на рода, и поэтому мы проиграли и вошли в Россию. Ну, вот именно. Вот, я до этого же говорил, как раз таки делили на рода. Это одно. Нет, деление понятно это. Делили не в том смысле, а бізді соғыштырған шу бүліну білән. Вот самый моментін әйтергә керек мана. Шу бүлінгәндә бізді соғыштырған бұлар. Допустим, сегодня говорили 46 наций Дагестана. Шу 46 Дагестан, ул да бит инде, грубо говоря, ул милләт дип инде олар бүленгән. Олар да шулык ру булган инде. Просто они не могут понять этого. Ул да шулык ру булган. Просто 46 наций инәң бәттәге. Откуда может быть 46 наций, блядь? Поэтому я считаю, что ру булган оларда. Просто они остались в каком-то в небытие. И исходя от этого, шул рулар олардан нацияга айланган.
Руны нацияга айландырып қойған. Это получается Башкортостанда бляха-муха неше ру бар, и столько наций было бы, если к этому мы пришли бы, этому идиотизму. Поэтому Аллаға шүкір хоть біз бүленмәгәнбез. Дагыстанда может алар бүленгәндер шулай. Тілі башка дияләр бит инде, но тілі барыбер бөтенесенеке башка дисә дә, дәтекөсүне башка түгел инде телләре. Аларда барыбер бер-ике сүзләре әңгәмәнгә барыбер аңлыйлар инде алар бер-беренә. Я считаю так. Какой-то из них групп аварцам, допустим, кто-то близок. Лезгинам кто-то говорил, вот эти близки. Короче, кто-то мне говорил, если не спиздеть, лезгины это как изиды. Вот какая-то часть изидов. Лезгины. Лезгины это какая-то часть изидов, блядь. Кто-то вот пиздел вот здесь, кто-то, я не помню, вот. Щен макян, юг макян. Ну вот получается, если это щен, это получается, значит, там сыр-бор такой, что, блядь, нахуй, они сами руларен, блядь, проебали где-то, и им уже вдолбили, нахуй, что они какие-то, блядь, нахуй, нации, блядь. Вот и все. Я так думаю, я не знаю. Примерно так. Итог какой? Итог-то, что нахуй, блядь, они нахуй подрались между собой, выебали друг друга нахуй, кто-то, блядь, больше победил другого нахуй, и вот нахуй, и они, получается, погубили друг друга. Вот и все. И в итоге из них кто-то сдался, из них кто-то сдалась вся вот эта территория, и русские захватили. Вот и все. Там другого нихуя ответа нету, я думаю. Просто оларны самый этот біз оларны гана түгел енді өзбізні де ошибкабыз то, что біз мусульманлыкны предали. Біз мусульманлыгыбызны предали, поэтому мы и в проигрыше, на самом деле. На самом деле так и есть. Мы проиграли то, что мы предали ислам. Если мы не предали бы ислам, мы никогда не проиграли бы. Просто безда нюх мы потеряли, то, что умереть это страшно. Мы теперь умирать боимся. Вот к этому пришли. А если был бы у нас дух такой, как раньше, без ата-бабаларыбызда, что үлсәк без жәннәткә төшәбез дигән рух белән без яшәсәк, без давно отделились бы. Вот так вот. Секунду. Нет, тут телефон сел. Шулай. Шунарга, білмеймін, туғанларына, мен сейчас почитаю уж комменты ваши, а то давно не читаю. Қуарап шығам тезгене. Так, слева. Так. Так. Так, слава Вильне, Украине. Да, слава Украине. Мне кажется, между башкиртами и татарами не будет конфликта, потому что перемешались мать, татарка, папа, шумар. Да, Аллах верса, не, мы не допустим этого, не должно быть вообще. Вот я сегодня как раз эту тему говорил, ингуши с чеченцами могут там перецапаться, потому что кадыровские какие-то прошмандовки нахрен убили тех двух ингушей, понимаете? Тех двух ингушей убили кадыровские чеченцы, ингуши, чеченцы. И тут видите, какая хрень, да, получается? Как, если помните, до этого стреляли эти в Дагестане дагестанцы, там папа замочили, короче, да, ведь? Помните? И в итоге там тоже самая такая была между дагестанцами там. И тогда мне взрослые люди сказали то, что там ментовские войны идут. Как бы там не нацизм идет, мне типа в таком флаконе притащили ответ, а идет, короче, ментовские войны. Короче, дагестанские менты, короче, ну, вот эта власть какая-то одна и другая власть решила просто порешать через своих сыновей. Вот и все. А в итоге сыновья умерли, а отец вроде в обезьянник пошел. Вот примерно такая тема. Исходя из этих новостей, понимаем, что безне татар белән башкортны
тоже могут за это сделать, также сделать могут, это к этому и идет, само собой, четверых, короче, тут как бы, знаете, как давление идет, четверых, до этого, я тоже говорил, Алсынова посадили, типа, за Карахалах, да, ведь, ну, примерно то же самое, что нацизм, да, как нациста посадили, а тут почти что в таком же флаконе сейчас четверых татарок за Хизбут-Тахри, да, Хизбут-Тахри за это этот сажают. Ну, тоже та же тема, почти что религиозная, почти что религия. И этот у Алсынова, и получается опять башкир bilan татар как бы попадает под раздачу, но опять-таки мы же мусульмане, мусульмане под раздачу попадают, а башкир bilan татар это не может осознать. Не может осознать. И то же самое ингуши это тоже также не могут подняться, и чеченцы тоже не могут подняться, потому что там тоже сыр-бор, короче, как и у нас, и у них тоже, наверное, мысля такая, что умереть за кого-то что-то там, это что-то вот не решаются, потому что они один раз уже решились в 94 году, и никто их не поддержал. Где, блядь, в Москве Назим? А в Москве москвичей нету, чтобы ты знал, балбес. В Москве москвичей нету. В Москве кто тогда? Один в один в Казахстане такая же тема была. Вот, 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 вот. Так, ладно, здесь почитаем. Так. Так. У меня дядя казах из рода Дулат, весь аул чеченцев держал. Держал, и они его боялись в Алматы, область Казахстан. У меня сосед ингуши были норм, пацаны духовитые, хотя я их бил. Кавказцы сами разберутся. Еще чеченцы забрали земли ингушей. Там не то, что чеченцы земли ингушей забрали, нет. Там еще одна загвоздка там есть. Вот этот Махачкала и до Аральского моря, если я не путаю, что за Каспий, до Каспийского моря, блядь, не Арал же там, до Каспийского моря, получается, там вот лично от чеченцев это слышал, как бы они, ну, как бы в памяти, да, так скажем, ашуланган деп айта болмайды енді мына как огорченный нельзя сказать, а вот зуб есть, так скажем, да, вот так примерно, на русню. Это же русня сделала. И получается до Каспия, короче, чеченская земля это. Поэтому как бы здесь, блядь, эти гондоны узкожопые наделали там на Кавказе делов пиздец нахуй. Поэтому получается, почему вот там в пол Дагестана и много чеченцев? Потому что их земли были. Это как у нас, мой город, наш город, там, допустим, узбеками, Ош, да, отдали Кыргызстану. Вот что за нахуй этот Ахумбабаев, долбоеб, отдал. Вот так вот. Ну, я не против, что это кыргызам отдали, блядь. Мне до пизды, блядь. Мне не жалко это, отдал, не отдал, блядь. Но суть, что там народ-то живет, большинство это узбеки, получается, явно уж можно понять, что явно, блядь, это не ихняя земля. И тут то же самое. Тут то же самое. Поэтому, если мы по земле будем говорить, то пиздец тут бардак, блин. Поэтому я же вам и высказываю сразу. Чтобы у нас вот этого не было, Казахстан, блин, Башкортостанда сразу сыр-бор вот этот нужно будет сразу поделиться. Вот узкожопых нахуй мы когда отгоним,
Безга сразу надо конкретно открыть те карты, которые правильные карты, кто, чё, чье, откуда было, и без булибаларга тыш без. Метр тебе, метр мне до пизды вообще, блядь. Как сказать, меня не жалко, потому что метр, блин, как в тот раз говорил, мен байып кетмейм, сен камбагал болып қалмайсың, сен байып кетмейсің, мен камбагал болып қалмайм. Из-за этого, как бы, я считаю, что эта земля, как говорится, была и есть и будет. Нахрен. За него умирать — это самое последнее дело. А вот умирать за независимость — это наше первое дело. А вот за землю, притом еще туганлар арасында, блядь, это последнее дело, я думаю. Это, ну, не по-мужски. А вот урыстан тартып алырга, вот это по-мужски дело. Мына шунарга безгә басырга кирәк, башкорт белән татарга. Урыстан җирләребезне тартып алырга тиешбез. По сути, без тут тоже опять неправильное выражение, да, идет. По сути, земли-то наши, мы на земле живем, но дань платим Москве. Вот в чем прикол. Вот, по сути, мы на земле живем, на своей земле живем, но подобие меня, как я, допустим, в побеге живем, да, вот как бы кто там, блядь, потому что лишнего говорим, блядь. И вот поэтому нам нужна независимость, чтобы мы смогли вернуться обратно в Башкортостанга, Татарстанга и спокойно жить без русни. Вот, поэтому как бы оттягивать землю по сути нам и не нужно. Это так словесно мы уж выражаемся, а так нам надо избавиться, наоборот, от от власти этой узкожопой. Так. Да, узбекская земля. Да, жена и там бит. Вот там тоже же было бит, да, мне было обидно. Вот там тоже ваше, блядь, сыр-бор был кыргызами, узбеками, блядь. И какая, блядь, рука там была, вы как думаете? Та же узкожопая рука. Говорили американцы. Американцы там, говорит, пришли. Американцы. Блядь, американская, он да кутак барма американская, блядь, в Кыргызстане с Узбекистаном. Хули там они потеряли. А вот русская нахуй рука там есть. Вот узкожопая рука там есть. Вот они там начудили делов нахуй. Перессорили кыргызов с узбеками, блядь. Порезали сколько людей. Вот здесь я до сих пор знаю этих людей. Сколько людей в Польшу приехало, бежали оттуда. Кстати, они наполовину узбеки, наполовину уйгуры. Этот, бля, сейчас скажу, откуда они. Сузгена. Сузгена. О, там. Дальше. Типа ауылдан енді. Ошна өзеннен түгіл, а Сузгена. Если я правильно помню. Шулай. Ингуши духовет народ и воинственный. Молодцы размножаются, а осетины нет, их меньше. Ну, потому что осетинлар меньше, потому что олар теге мусульман түгіл да енді осетинлар. Оларда та система, которая живет у христиан. Вот по этой системе живут и все. То же самое, что Грузия и на всякий Кималянда там сушта. Те же, ну, то же самое доллар. Эти. Надо грузинар кюб. Вспомню сейчас. Еще одни есть грузины, только у них нация другая. Чуть-чуть. Эти. Намэ что-то такое, не помню. Вспомню, скажу. Так. Да, в Казахстане много было конфликтов с чеченцами. Чеченцы не кавказцы. Не кавказцы? А откуда они? Наш казахский Ташкент и Каракалпакстан отдали узбекам. Сталин отдал.
Ну вот, Кутакбаш, блядь. Вот такую вот херню делали они. Ташкент отправил Толеби, казах из рода Дулат. Мой родственник, наша земля, там много казах-дулатов. Баха фестиваль кошмарил чеченцев. Это что за Баха? Да, Баха фестиваль из рода Албан, Великий Джуз, Албан Суан, Дулат Бертуган. От одного отца и матери. А Албан кто такой? Албания, что ли? Где-то я слышал башкирт про волка, с чего есть. Башкирт про волка, чего есть. Ош, Талас, Бишкек, Талас, земля дулатов, казахов, а киргизы беженцы из Енисей и узбеки сарты из Индии. Ебануться. Пиздец нахуй. А, может быть из Индии, конечно, блядь, вот этот Бабур или кто, блядь, я не помню, блядь, прикиньте, да? И такие вещи, видите, вот я в детстве уехал, я хз, блядь, этот, в Индию же поехал, этот Тадж-Махал построил. Тадж-Махал построил, получается, э, и в итоге, получается, что оттуда, получается, этих сартов пригнали, что ли? Сарты, индусы с Индии, охуеть. Если я так сейчас, если, да, вот, порой, блядь, я не знаю, блядь. А насчет этого говорилось тоже где-то, помните, эти армяне, короче, армяне, индусы это, типа, какая-то часть, эти армяне, вообще это какая-то кусок индусов, короче, приперлась туда. Непонятно, кто-то говорил об этом тоже. Чтобы Кара-Киргизскую республику создать, Ош отдали кыргызам, хотя это узбекская земля. Ага. Я родился в Фергане еще при СССР. Кто в 89 году поссорил узбеков и тюрков? Не разжигай, русские никогда не разжигали. Глупости не говори. Русские не разжигали? Пиздец, сказочник, блядь. Ташкентских казахов узбеки записали и узбек отдали. В 89 году кто поссорил? Ну, может, этот один только случай, там, может, русских нету. Один случай. А до этого, если ты панда формула, блядь, если ты этот родился в Фергане, ты то тогда должен знать нахуй, когда наших раньше 1900-х годах, блядь, армянами русские нахуй, блядь, убивали. И чё после этого, что ты хочешь мне этот предъявить мне, блядь? Русские не разжигали? Блядь, нахуй. Пол Узбекистана они убили, нахуй, моих всех предков, блядь, узкожопые эти. Не разжигали, нахуй, нихуя ты, блядь, тут петух, блядь, появился, Кутахсанах, блядь. Пиздец, я хуя над людьми, блядь. В 89 году турки, мекситинцы, узбеки, я эту тематику тоже знаю. Кстати, мне было 4 года, блядь. И в эти года еще мы, узбеки, поссорились тогда еще с кыргызами тоже. У нас был кипиш. В то время тоже был с кыргызами кипиш был. Это тоже я помню. Везде это, блядь, нахуй узкожопые нахуй лезли. Везде. Хоть этот панда, короче, хоть ты хоть как думай, да, ведь вот моя политика будет одна такая. Где будет у нас ссора, везде будут эти узкожопы виноваты. Вот в таком принципе я этот буду диктовать всю эту диктатуру нахуй. Потому что нахуй, где нахуй узкожопая нога прошла, все, она виновата. Все. Вы будете и шайтаном нахуй, и узкожопым нахуй. Все в одном флаконе, блядь. Вот по такой тематике. Потому что от вас
избавиться по другой тематике нельзя. Нельзя нахуй. Потому что в Кыргызстане, где кипиши были, вылезли. В Грузии вылезли. Потом, что еще, блядь, по мелочевке было, блядь. В Афганистан вылезли, нахуй. Потом Азербайджан с Арменией тоже нахуй ваше дело это, блядь. Это тоже вы нахуй мутите. Туда-сюда подставляете, блядь, жопу. Потом Украина, вот это последнее нахуй ваше дерьмовое дело. Вот. Поэтому, исходя от этого, нахуй, вы по жизни, нахуй, конченый народ, блядь. По жизни уже. Финно-угры сраные. Так. В Ютубе набери ОЖ 2010. Да, там русские военные стравил киргизов и узбеков и давал оружие, но он из ГРУ Россия. Был, его поймали, а потом он через связь освободился и исчез. Вот я же говорю, вот, я же говорю, это вся эта, блядь, нахуй потасовка была, нахуй, по смене президента. Потому что там, блядь, 33 раза, нахуй, эти кыргызы меняли этого ебаного своего президента, нахуй. И, блядь, я в России живя, нахуй, я понимал, что за дерьмо там происходит. Потому что я знаю, кто такие кыргызы, я знаю, кто такие узбеки, нахуй. Они, блядь, друг друга, особенно в Аше, блядь, я в Аше учился, блядь. Блядь, мы по районам там воевали, нахуй, по районам пиздюлей, нахуй, получаешь там по районам. Но там не было, нахуй, вот этого, нахуй, нацизма, блядь, что узбек убивает кыргыза, кыргыз убивает узбека. Нихуя этого не было, нихуя, блядь. Это просто, блядь, нахуй, подстава. Подстава, нахуй. То же самое, нахуй, я думаю, нахуй, вот с этими месхетинцами, нахуй, турками-месхетинцами, когда они, блядь, нахуй, что-то сделали с узбечкой там, в Узбекистане, эту тематику кто-то мне тоже рассказывал, там что-то произошло в одной махалле, короче, там потом это люди пожаловались на то, что, блядь, эти месхетинцы, турки-месхетинцы, нахуй, что-то там предъявили узбечкам, вроде бы. И потом, блядь, узбеки встали и пизды дали. Вот и все. Правильно сделали, нахуй. Не хуй, блядь, нахуй. Хуйней мается, блядь. Вот так вот. Баха-фестиваль — это ОПГшник в КЗ. Насчет Казахстана. Я же один раз тоже вопрос задавал кого-то там. И потом мне как-то ответил, а кто-то вот недавно ответил, что ли, я так и не понял. Еще раз повторюсь. Что там было? Вот мне один чувак рассказывал всегда, что вот север и юг в Казахстане постоянно между собой рамсили. Может, воевали, я не могу сказать, но рамсили между собой. В чем была причина, я не знаю. Если кто знает. Почему они между собой мутировали на друг друга? Что за это было у вас? Дележка. Все тюркские народы волка символ, как русского медведя. У русских символ водка, а не медведь. Точно. Короче, татарский предшественник сказал, в мемуарах Ташкентом правит казах из рода Дулат. То ли он был могущий. Да, Бабур. Бабур, вот, Бабур Шах. Короче, да, вот с Андижана же он, ё-моё. И вот, короче, и там меня убивает один момент. Эту историю больно хз, короче. Если помните, вот опять я не помню имя, как в Афганистан бежит. В Афганистан убежал, в Андижане. Его прижали, какой-то писатель или кто он тоже был, и убежал в Афганистан. И он там нашел себе этот тыл в Афганистане, спасение себе нашел. А с Узбекистана его прогнали. Как его, блин, имя было? Хз, короче. Тут есть Узбеклер Бармал? Вот. Тоже с Андижана был чувак. Вы понимаете, получается, уже с тех времен были люди, которые
уже тогда быковали на правительство и на всякую вот эту поеботину, которая пыталась гнуть население. И вот с тех пор не были которые не хотели подчиняться, блядь. Понимаете? А мы, получается, опустились до такой степени, что не можем, блядь, подняться против узкожопых. Вот прикол в чем. Мирза Хайдар Дулати, знаешь? Мирза Хайдар? Не знаю я его. Так, по этой спортивной причине Ташкент управляли кипчаки, каракалпаки, казахи. Мирза Хайдар Кудулати, казах из рода Дулат, правил Кашмиром и Тибетом. Он написал мировую книгу Тарихи Рашиди, и он ученый-мудрец был и полководец и так далее. Ташкент только дулатский, казахский, его дулаты основали 2000 лет назад Таскент, Шашкент. Серик, братуха, ты лучший. Так, по этой спортивной причине Ташкент управлялся всеми народами. В Каракалпакстане митинги делали русские и каракалпаки, кричали, что хотят в состав России, а не в состав Казахстана. Странно. Митинг делали русские и каракалпаки, кричали, что хотят в состав России. Кутак барма состав России, да, блядь. Вот, блядь, если это правда. А тут этот, блядь, каракалпак меня мозг вынес, блядь. Так, монголами, кипчаками, русскими. Так, Башкорт Рахмет Бурат Амамбул. Рахмет Серик Хавбул. Так, вот. Вам ханы Ташкента, это Капал Батыр, Толеби Когейлды. Надеюсь, народ тут есть, слушает. История тут. Когейлды. Батыр и Сыпатай, Батыр и Джолан Батыр, все из рода Дулат. Все ханы Ташкента, и они же были ханами каракалпаков. Ага. Не было никакого рамса, чушь полная. 100%. Баха весь Казахстан держал и воевал с чеченцами и русскими, и воры в законе, он их всех победил и не впустил в Казахстан. Супер. Так, российская пропаганда придумывает, что южные и северные казахи разные, но это чушь. А если создать свой альянс под названием Алтын-Орда? Я с удовольствием. Я же говорю, когда вот Туран топят тут некоторые, я против Турана. Нахуй нам это слово, блядь. Вот у нас была Орда. Пусть так и будет. В память, в честь наших предков. Орда. Турана точно не было. Это новшество придуманное. Если я в чем-то где-то не прав, исправьте. Но я никогда не слышал, что Туран-Орда. Туран-Орда. Блядь, Туран-Орда. Даже, блядь, тілімді әйләнмей. Туран-Орда. Туран-Орда. Не в тему, блядь. Понимаете? Поэтому я думаю, Орда или Курултай это тема. Потому что Туран, что он означает? Т-У-Р-А-Н, Туран. Что это означает? Хз, блядь, нахрен. А Орда это Орда. Понятное слово. Курултай, ну, Курулайн, да, Курулган, Курулган, Курултай. Киши курган аны. А Туранны, кем аны курган нахуй? Курулган, мол, Туран, что за, блядь. Кто-то мне еще рассказывал про Туран. Это вообще какой-то нахуй слово сказали иранское. Тьфу, блядь. Таджикское слово сказали. Персидское слово. Нахуй тогда нам персидское слово, если вы тюрки сами говорите. Вот примерно так. И, кстати, блядь, нахрен нам, блядь, иранское слово десак, персидское, блядь. Какого тогда х, блядь, у нас нәрселеребез по этому, блядь, по этомскому. По-ирански, по фарси. Вот это душанба, сишанба, якшанба. Почему? Что, своих слов не было, что ли? Ихние слова взяли. Тоже парадокс. Странно, да?
Шайбани хан. Да, Шайбани хан мы проходили по истории, ни хера не помню только. Были рамсы и счастья, север Арган Орта. Шус обрусевшие работают на России. Ага. А юг казахоязычные патриоты, настоящие казахи из рода Дулат. Уйсун великий джуз. Вот, видите, вот. Шунай там битенда. Меня таки, ну, как бы я не с этого, не с обычного человека слышал, с человека, который жил в Казахстане, от него слышал. Кстати, он был и есть, надеюсь, живой. Он типтер был, типтер татары. Он называл себя типтерином из Учалов. Он родом с Учалов, но всю жизнь жил в Казахстане. Вот так вот. Ташкентом только дулаты правили. Мы не говорим, что будем подчиняться кому-либо, мы только говорим, что статьи, касающие Караханстана, оставались без изменений. Ну, если я так понимаю, и без изменений оставались ваши статьи, нахуй вам тогда это русня? Русня-то вам и поставит вам статью, так поставит нахуй, что никогда не забудете. Вам, значит, нужно как-то это движение решать между нашими, точнее, вашими, своими республиками, которые рядом, пока независимыми, а не с Русней. Русня нахуй чё, блядь? Русня наш враг. Так что с Русней вообще забудьте какие-то дела делать, блядь. Вот там общайтесь между собой. Казахстан, там, там Туркменистан, вот с ними решайте эту проблему. Узбекистан, вот втроем сядьте, чай попейте и решите. Но не с Русней. Республику Узбекский город отдали кыргызам. Казахский город Бишкек отдали кыргызам и создали Кыргызстан. Да, ну это если, да, мы если будем копать сейчас, Казахстан, это будет пиздец тоже. Так, Ташкент с казах в узбеки записали, и Ташкент узбекам отдали, да. Санитары спят. Казахстан, алга, салам алейкум. Что за санитары спать? Васька Пупкин, блин, какой-то Васька Пупкин. Вот прям и семинарса. Так. Мирза Хайдар Будулати. Брат самого Бабура и Сайда Мирза. Угу. Чтобы создать Каракиргизскую республику, узбекский город Ош отдали кыргызам, казахский город Бишкек отдали кыргызам и создали Кыргызстан. Угу. И тут то же самое написали. Все понятно. А, самый интересный момент. Какого х тогда кыргызов туда спустили, если они с Алтая? Вот интересный вопрос, да ведь? Зачем их туда пригнали? В чем была загвоздка их туда прискакать? Алтай койда, Кыргызстан койда. Ну, явно не близко. Кстати, я же говорил... А, нет, не говорил, я говорил так, в жизни. Короче, встретил, один раз одного пипец долбоящера. Он, оказывается, блядь, кыргыз из Алтая. В Москве встретил. Блядь, ну я с ним общий язык не смог найти. Блядь, ну натуральный пидорас. Вот натуральный нахуй. Явно, блядь, он был не кыргызом. Ну, он кыргыз, говорит, я кыргыз, но только из Алтая, блядь. Я охуел, блядь, что за хуйня, думаю. Кыргыз из Алтая, блядь. Что он там потерял, думаю. Да я думаю, наверное, родился там. Ну так, приехал и родился, думаю, и ебанутым стал. Нихуя! Он, оказывается, прям родом оттуда, блядь. Я охренел. И в итоге, короче, я охуел от него тем, что он
не похож на тех кыргызов, блядь. Вроде бы, Абты-Башар вроде бы кыргыз, ну, блядь, он там разводил нахуй вот это все поеботина. Пиздец. Это... Ебать, я подумал, что я с русским, блядь, общаюсь. Понимаете? Вот это я ощутил тогда. И понял, что, блядь, нахуй, в Алтае кыргызы, это, нахуй, пиздец странные люди, нахуй. Пиздец, нахуй. Может, он один такой долбоеб был, я не знаю. Ну, короче, я понял то, что, блядь, он обрусел. Блядь, или, точнее, блядь, может, он и не был, нахуй, кыргызом, блядь, натуральным. Короче говоря, у него нихуя не было ни ислама, ничего. Ничего. Вот такая фигня. Я тогда понял, блядь, что в Кыргызстане кыргызы другие. Вообще. Вот алтайских туганлар дейп болмен, нихуя. Кстати, я это вспомнил сейчас, блядь, прикиньте. А почему я с ним наткнулся? Я же, как вам говорил, я же башкирским медом занимался. А он, долбень, занимался алтайским медом. И мы вот наткнулись. Получается, он гнал, короче, алтайский мед. Но этот алтайский мед, блядь, был не алтайским медом, нахуй. А какой-то, короче, он занимался хуйней конкретно. И его движение, нахуй, мне не понравилось. Мое движение было оно такое стандартное. Просто купил-продал. А у него была такая, ну, короче, я понял то, что, нахуй, он не кыргыз, нахуй. И семегана кыргыз может, блядь. Но он не кыргыз, нихуя. С Алтая, блядь. Пиздец, нахуй. Семья не без урода, блядь. Я так подумал. И понял, что, нахуй, Азия все-таки, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, я так скажу, я тоже уж родом с Узбекистана, мы другие. А вот эти вражки, которые живут, нахуй, они пиздец другие, нахуй, люди. Вот пиздец. Я вот это вот, как приехал в Россию, это я чувствовал всю жизнь и замечал. Другие люди, нахуй. Все, это точно, нахуй. Вот этих других людей мы должны исправить, нахуй, и перегнуть, нахуй, на свою сторону. Вот наша задача. Потому что, блядь, я так понял, таких дохуя, блядь. Не только этот кыргыз, но это был для меня шок, блядь, что я в России, что я мог увидеть российского кыргыза, блядь. Пиздец, я охуел тогда, блядь. И потом я резко позвонил своему другу кыргызу, братишка есть один, а я говорю, этот Абубакер, короче, этот, блядь, я говорю, встретил одного кыргыза, и потом я ему начал рассказывать, говорит, это, блядь, не наш кыргыз, он сказал. Пиздец, он сказал тогда. Он говорит, с Алтая это все, это не наш. Да, они, говорят, вот такие. Все. Смысл поняли? Получается, нахуй, если бы кыргызы остались бы там, они были бы такими же. Вот ихний переезд, Аллах Таалям им дал, мусафир булмаганча мусульман булмайсан дегani mana shu ekanda. Они перекочевали и стали нормальными мусульманами. А здесь они, нахуй, такие же какие-то, блядь, блядь, шаманы, ёпарасоте, блядь, в той же технологии и остались, которые на Алтае. Так что их, нахуй, кыргызами нельзя называть. Это, блядь, шарманда. Вот так вот. Ну, это так, к примеру, я вспомнил. Надеюсь, никого не обидел. Казахстан, Алга. Салам алейкум. Да. Алга, Казахстан. Так. Так, дальше. Так, кстати, сестра Амир Тимура была замужем за Дауд Дулата. Дауд Дулат помогал Амиру Тимура и укрывал. Угу. И да, вот и один вопрос есть. Мы, короче, я эту историю, короче, наткнулся, да, в Норвегии. Я уже где-то, помню, рассказывал про это. Ну, вот сейчас как раз тоже расскажу.
Короче, в Норвегии я наткнулся на одних узбеков. Может, когда-нибудь они услышат это тоже, я не знаю. Если они, в общем, в интернете сидят. Ну, короче, два, так скажем, долбоеба из Бухары, нахуй, так скажем, можно сказать. Вроде один нормальный был, но другой пиздец, бля, хитрожопа, нахуй, бля. Короче говоря, мы с ними общий язык я не нашел. Так, общались, салям-салям и все. Ну, какие-то нахуй. Кстати, блядь, нахуй, они наполовину были туркмены, блядь. Пиздец, нахуй. Короче, уёбки, одним словом. И в итоге, но они мне интересные вещи оставили, мозг сохранить. И вот им встретился там казах, историю которую знает. Охуенно, говорит, историю знает. И вот от его слов он мне передавал, уже этот казах был, уехал, отработал там, работал или что, хз, блин. Короче, уехал. И в итоге, короче, этот казах знал историю, ёпрст нахуй. И тогда он рассказал одну историю, как раз про Амир Тимура. Тема я вам расскажу. Короче, надеюсь, тут чеченцы, если есть, надеюсь, не обидятся. Ну, про чеченцев речь будет идти. Короче, это они не признают. Но казах доказал это узбеку, тому бухарскому, наполовину этому, метису, как я, да, туркмену, узбеку, доказал, что это было правдой. Сейчас скажу. Короче, когда Амир Тимур захватывал Кавказ, он пришел к чеченцам, дошел до чеченцев. Бились, бились там, бились. И Амир Тимур их не мог выкурить с гор. С гор выкурить не мог. И получается, это чеченцы не признают никогда. И этот казах, который рассказывал об этом, этому узбеку, ну, потому что узбек любил, наверное, истории такие слушать. Ну, блядь, все бездельники же, блядь. И в итоге, короче говоря, а у узбека память ебать нахуй. У этого узбека. Хорошая. Ну, около малайнда. И, короче, он все это у него услышал. И дальше речь зашла, помним, и рассказывал. И вот тема такая была. Когда Амир Тимур пришел, захватывал, все захватывал, и наткнулся на маленькую кучку людей. Это были чеченцы, оказывается. И они жили в горах и так далее. И вот он начал выкуривать их оттуда. Ну, типа сказал, что я пришел вас брать туда-сюда. Ну, они все не выкуривались, ну, бои давали конкретные, говорят. Но чеченцы это не признают. Они вот именно это, как бы, наверное, считают позором, я не знаю, не признают. И как бы я то, что помню, рассказываю. И вот в этот момент все равно Амир Тимур их взял. Их взял он. И, получается, взял, хрен знает каким образом, ну, короче, он спустил их с гор, грубо говоря. Взял и сказал, короче, ну, наверное, блядь, хрен знает, дань будешь платить или что, я не знаю. Вот если правильную историю кто знает здесь, можете там досказать правильнее. И получается, это Амир Тимур, он, получается, все равно он покорил, так скажем, Чечню. Хоть и они говорят, что он не покорил, но он покорил их. Но они преподносят его чуть-чуть привилегированном виде. Но там было все-таки все как обычно. Когда берут захват, вот захватывает Русня, вот, допустим, или Украина, Курск, как происходит? То же самое. И вот так, короче говоря, согнули, грубо говоря, всех там. И все. Наверное, сказали, дань будешь платить туда-сюда. И в этот момент самое интересное, блин, что когда начинаешь разводить эту тему, не дай бог, провозить чеченцев, короче, все, пиздец нахуй. Там без мордобоя не обойтись. Поэтому, как говорится, я эту тематику больно нахрен везде не говорю. Ну, потому что, ну, обижаются, наверное, как бы, да, ведь не можешь же это так, этот, в лобовуху сказать, там, вот так было, блядь, а они скажут, нет, так не было. А докажи, блядь. И поэтому, как говорится, когда историю больно ты не помнишь по фактам, потому что книги нету, нахуй.
И ты не можешь ему доказать это, и доходит до мордобоя. И вот суть, когда говорят, что мы не сдались от их слов, и как бы мы дали отпор, нихуя. Никто им нахуй не мог дать отпор. Тимурлану нихуя никто не мог дать отпор. И я это не защищаю узбеков, но суть я пытаюсь рассказать, что вот этот братан, который знал историю, ему сказал, что в тот момент захват был как положено, их он выкурил с гор все равно, и все они сдались. Вот и все. Но кровопролитного боя, сильного, страшного, как я понял, до такой степени не было. Потому что, наверное, я не знаю, вот этот момент тоже не знаю. Ислам, наверное, был уже в тот момент. Во время Амир Тимура ислам был или нет, я не знаю. Такую историю я не знаю. Итог, короче, что вот эта тематика того, что они бились, как бы, как конкретные мужики и так далее, и ему это как бы Тимуру понравилось, что ли, вот в этом роде, да, ведь, и получается, он как бы не сильно, получается, их там, грубо скажем, раздолбал, потому что силы были почти что одинаковые, грубо говоря, просто объем их-то мало, а этих много. Объем только у них выигрывает, а сила отдачи была почти одинаковая. Вот примерно вот такая тематика была донесена до этого человека, и он мне донес это тоже. Но суть, что они не сдались, это ложь. Суть, то, что он взял, это правда. Вот и все. Он взял их. Так, Туран это Эрдоган придумал. Вот именно, вот именно Туран, вот меня поэтому и этот бесит, почему это слово нахрен, потому что там есть Турция, Турция, Туран, Турция, Туран. Вот мне кажется так, что, блядь, это ТУР, это Турция, а Ан это ХЗ, блядь, нахуй. Блядь, какой-то движитель, хрен знает, какой-то опять умысел какой-то ёбнутый. Вот так. А так, кстати, блядь, интересное. Ага. Постойте, сейчас вот такой, блядь, тавтологию нахуй скажу. Прикол. Короче, Туран это Турция и Англия. Тур-ан. Фишка поняли? Вот это может правдоподобное нахуй быть, потому что Туран, кто-то высказывался, блядь, то, что, блядь, если Туран будет, то это будет англосаксы, короче. Вот это и есть нахуй. Вот теперь я дошло теперь, блядь, нахуй. Вот откуда этот Туран ебаный нахуй вышел, это слово, блядь. Турция и Англия. Англия хочет нахуй сделать нахуй, кто-то говорил, Англия хочет сделать нахуй вот этот Туран, чтобы нахуй держать нахуй под контролем нахуй Рашку, потому что Рашка, блядь, распоясалась, пидораска нахуй, и вот ее держать же надо нахуй, и такой же противовес Китаю. И вот эта хуйня нахуй, вот теперь мне дошло, блядь. Турция и Англия, блядь. Вот эти два пидораса, нахуй, что они мутят. Смысл поняли, нахуй? Поэтому башкир, блядь, татарган нам нахуй не нужны, блядь, под кого-то ложиться. Нам нужна своя идентичность, нахуй. Блядь, вот. Не надо нам шило на мыло менять, нахуй. С Русни выходить и входить Туран, блядь. Нахуй они нам нужны. Все это ясно. Ихнюю тавтологию мы поняли. Туран это Турция и Англия. Два пидораса нахуй. Так. Брат Туран лучше. Не, Туран вообще не лучше. Туран, Алтын Орда лучше. Да, вот. А Орда, да, ведь когда слышат Орда, они уже трясутся, понимаете? Поэтому Алтын Орда, хоть теге нефритовый Орда, блин, я не знаю, блядь, там, Луна Орда, я не знаю, Ой Орда, Quyosh Orda, bilmayman, хоть ничек кушаг'iz. Ну,
Арда деп курсақ, бізді, блядь, Америкада да қорқалар, нахуй. Никто нам приближаться даже не будет, нахуй. Туран это земля Узбекистана, по идее, а Казахстан это Орда, потому что Орда это кочевники. Туран это земля Узбекистана, по идее. Ну, кто его знает, короче. Туран это объединение тюрков. Туран утопия, Алтын Орда, Яша. Да, Туран объединение тюрков это раз, как я сейчас до дома довел, это объединение англосаксов. Потому что я как понял, блядь, вот постоянно мы же гоним на евреев, да ведь? Тут нахуй нужно понимать, что, блядь, еще есть нахуй англосаксы. Есть это что такое, блядь? Это Норвегия, нахуй, Дания, в прошлом, Донской, нахуй, блядь, полностью, блядь, Норвегия, это Швеция, нахуй, королевства все были. Что думаете, они испарились куда-то, что ли? Это нихуя не евреи, блядь. Это не евреи, нахуй. Это, нахуй, та же белая кость, нахуй, узкожопые, грубо скажем, беложопые, такая же, блядь, ну просто нахуй викинги, блядь, того времени, блядь, которые тоже ебли нахуй, полморя, блядь, ебли они, викинги. Поэтому как бы двухметровые норвежцы нахуй, блядь, когда ты рядом увидишь женщин двухметровых, нихуя себе скажешь. Они до сих пор такие амбалы, блядь. Поэтому я считаю, что, блядь, нахуй тут нахуй не одни евреи рулят на земле. Поэтому здесь есть всякие лобби, нахуй, которые, блядь, нахуй крутят землей этой нахуй. А мы всего лишь пешки. И поэтому, чтобы нам тоже зуб, клык показать, волчий, нам нужно, блядь, нахуй, кровь из нос, блядь, встать, кровь из нос, и создать вот эту нашу ата бабаларыбыздан қалған арданы. Нәрсеге олар арда кушканлар? Значит, олар біліп кушканлар. Ардадан, блядь, весь мир боялся, нахуй. А мы какой-то сраный Туран хотим назвать, непонятно. Лучше назваться тем, на котором наши ата-бабалар подняли, нахуй, наши страны и республики. И, как грубо говоря, нахуй, создали Алгамират или... Короче, вот это... Эмират, грубо говоря, создали огромную территорию, где, блядь, нахуй, все жили успешно, довольно. Шелковый путь проходил через эту всю дорогу. Тишина была, блядь. Никто никого не ебал, не грабил. Было все честно. Вот, вот что надо. Поэтому, как говорится, только Орда может нас, блядь, объединить, во-первых, само собой, и в то же время держать в страхе, получается, другие страны, чтобы не рыпались, нахуй, ни Китай, нахуй, и никто, блядь. Вот потом уже в эту Орду, я думаю, чтобы Китай не проглотил Алтай, мы можем в эту Орду засунуть и Алтай. Горизонтально, перпендикулярно вот туда пойти. Вот это будет интересно. Алтай и Саху. Саху и Алтай полностью можно будет их тоже пригласить к нам сюда. Чтобы их Китай не сожрал. Как хочет вот в ТикТоке постоянно у меня там политику ведет один брат казах, который Китай этот карту ставит постоянно. Вот. Китай, а то хочет сажать, блядь, до моря, Северного моря, блядь, полностью хочет сделать Китаем, там показывается карте. Поэтому без онды картаном мы не должны допустить. Мы не должны отдать Алтай и этот, блядь, Саху, короче, с Сахалином вместе, все это, вот эту всю тематику мы не должны отдавать. Мы от узкожопых должны оторвать его и оставить им. Потому что только в нашем, получается, полушарии они смогут спокойно жить. Как те же вот каракалпаки бесятся там в Узбекистане. Вот такая тематика. Чтобы в Алтае, там, Бурятии, чтобы они потом не грызли нахуй себя, что они попали в рабство в Китай. Как уйгуры. Нахуя нам Китай увеличивать? Нахуя? Потом везде там будет китайский. Нахуй нам это надо? Пусть там бурятский будет, алтайский будет, этерский, блин, Саха, Якутия. Нахуй нам вот этот пизду. Китайский язык их, иероглифы, хуй поймешь, блин. Так.
Туран как экономический союз возможен. Ну, я не знаю. Мен, допустим, bilasizmi, mana сколько, блядь, вот если мне 39, блядь, нахуй, я нихуя нахуй, экономический нахуй, это нахуй. Турции, блядь, нахуй, Азербайджандан, я нихуя, блядь, я не увидел ни пользы нахуй, ни плюса, ни минуса. По сути нахуй они нам нужны. По сути. Блядь, Boshqirdiston, Tatariston bilan, блядь, o'lmagan aliga qatli, блядь. O'lmaydi u. А я вам это ультимативно нахуй доказать могу. Bizga Moskva tomizib oqsha beradi. Tomizib, mana shulay. Tomizib sig'ib, qo'lini yuvg'ash, tomavit qo'ldan tomchilar. Mana shulay tomizib beradi bizga oqshani. Boshqirt bilan Totar o'lgani yo'q. Понимаете смысл? А когда biz shu milliard trilliardlarni Moskvaga bermasak, Boshqirdiston bilan Tatariston nima degan yashay o'zlarida? Aybat yashaylar ular. Нахуй bizga, блядь, какой-то союз, блядь, с этой Турцией, нахуй. И с азерами. Нахуй это нам нужно? Bizga yetarli Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston и Tojikiston bizga borib mundan жетadi. Bizga вот эта связь. И в то же время у нас связь будет, само собой, как и у всех, с Европой, с Америкой. В той же, если надо будет, с Турцией и так далее. Но только в эквиваленте того, что можно, как говорится, купить, продать. Не больше, нахуй, не больше. Ни в какие, нахуй, организации не лезть, ничего, нахуй, не делать. Нахуй нам нужны, блядь. И Турция, еще раз говорю, двухстульная, нахуй, страна. Она и вот с англосаксами сидит, нахуй, с Европой сидит, нахуй, на игле. И с узкожопами сидят на игле. Нахрен нам такая страна нужна? Вот так вот. Нам нужна такая, которая за жопу может ответить. А за жопу может ответить это Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Они смогут за жопу ответить. Это точно я знаю. Просто нужно их тоже вытащить с иглы, узкожопой иглы. Вытащить надо. И все. И все. А потом каждый так развиваться будет, блядь. Охуеет весь мир, блядь. Когда, блядь, не будет внутри стран наших коррупции, блядь. Bizni korrupsiyagina sigabit. Bizni korrupsiyagina, блядь, кикирдактан туткан, блядь, нахуй, и живерми. Понимаете? Харамные вот эти действия этих обезьян, которые над нами рулят. Я казах из рода Дулат, я недавно разгадал слово Туран. По-казахски это Тур-ан, вставай волк, или вставай хищник. Ну, не знаю. Ну, можно интерпретировать разные тематики. Тут Туран. Просто когда я услышал слово Туран, мне охуел то, что, блядь, оно пиздец нахуй Турция, блядь, прет, да? Турция прет. И мне прям, честно, блядь, это миним гашем гатейда, блядь. И вот меня, блядь, от него несет, блядь. Это как услышу турков, блядь, Туран, блядь, я начинаю их слышать, блядь, сука, это пиздализы, они же пиздализы, блядь. Ёбаный в рот, мы с ними свяжемся, мы с ними, не дай Аллах, не-не-не, Аллах сакласын. Yok, bizga ular to'g'ri kelmaydi, durustini aytaman sizga, блядь, тяжело с ними, очень тяжело, блядь. Блядь, вы чисто думаете там одним днем, наверное, там думаете, вот мы сейчас с ними все заключим, все будет чики-пики. Нихуя, с ними, блядь, нахуй, блядь, связываться нахуй. Ай, бля, не, пизду нахуй. Нам надо своими только, блядь. Так, Башхурт, брат, у тебя тут подписчиков почти все органы это турбопатриоты. Не слушай провокаторов. Туран как НАТО и ЕС. Нет подписчиков, одни дулаты, Ойсон тут. Я тоже из рода дулат. Беллатор, ты про что? Алтын Орда это монголы, Орда, а Туран тюрки. Ну, нет, ну, тюрки, если им название просто Орда в себе сделают, какая разница? Мы же не станем сразу от этого монголами. Как бы в Монголии это слово они не пользуют. Если даже использовались бы, какая разница от этого слова? Просто Орда,
Орда, да, как бы уже как бы на всякие, как бы в переводе, я так понимаю, на всякие, да, это группа, да, допустим, группа, Орда, да, типа, как это, типа группа, я примерно так перевожу его. Группа была Травамуса, получается группа, а Туранда даже нет звука, нету, я не знаю, это сбор букв, я же говорю, там, допустим, Турция, там, Узбекистан, еще, не знаю, Ракистан какой-то, блядь, допустим, да, я не знаю, вот Туран, допустим, как его разоблачить? Хз, блин. А Орда уже понятное слово. Плюс еще оно уже звучало в прошлом. Вот так вот. Ну или тогда Курултай, дырга киряк, нахрен. Ни тебе, ни мне, допустим, да, Курултаем назвать, и все, Курултай. Курултай, потому что, или там, Янги Курултай, допустим, Яңа Курултай. Или там 21 ғасыр құрылтайы дерге можно. Шулай дерге можно. 21 ғасыр құрылтайы. Вот так примерно. Потому что мы же 21 ғасырда құрылабыз. Значит, 21 ғасыр құрылтайы там ішке түсті, там құрылды. Ну вот примерно вот так, я не знаю. Там, и вот его как бы можно сокращать хоть, блядь, не знаю, до каких букв можно сократить его. Там 21 век, 21 век Фокс, нахуй, представляет. Так. Алтын Орда это страна монгол, Джучи, Меркитов, а Туран турки. Мы гунны, хуны это дулатай, Уйсун, Великий, Жус, казах, Уйсуни это тюрки и Ашины первые тюрки. Мы дулаты, Уйсун, Саки, скифы, аланы, арийцы, первые тюрки, Ашины. А, где-то говорилось, Атилла. Мы Атиллы? Мы родом из Атиллы же? Давайте Атиллы назовем свою землю, как раньше. Земля Атиллы. Нихуя, да, звучит? Тоже интересное слово. Так что вот так вот. Енисейских крызов выбили джунгары из Енисея, и они поселились под Тяньшань. Это вот эти наших кыргызов, нормальных, которые не этих долбоящеров с этого с Алтая. Про них говорим, Тяньшань таулары бетінде онда бізде көрініп тұрады енді по идее, блядь, нәрсеке у меня в городе, ну, в этом, в Анджане. Вот, если про них, то, да, Тяньшань там и был вроде Тяньшань. Аж это, там постоянно снег был, вид наш. Так, на Алтае киргиз мало, а казахов много. Ну, тогда если на Алтае казахов много, то, само собой, Алтайна сразу Казахстан подмять надо его. Нахрена его этим китайцам отдавать, блядь? Или еще кому-то там. Вообще его надо подмять под себя. Так, Алтын Орда это Улуджуши. Там не те монголы, которые сейчас. Золотую Орду населяли в основном тюрки, турко-монголы. Быть может. Просто нужно одно понимать, что Орда и эти ушлепки узкожопые говорили татарская ига, и вот эта вся татарская ига и Орда, это все в одном флаконе как-то, все как-то жили там. В Орде жили они. И как бы оно как бы не менялось у них. Если даже монголы пришли, захватили и упиздили куда-то, а потом все равно они остались Ордой. Они все равно были Ордой до конца, пока этот, блядь, хуеплет Иван Грозный вроде бы не захватил. Ну, Иван Грозный кого захватывал-то, я не могу поймать. А Орду же захватывал? Или ханство? Татарское ханство? Астраханское ханство? Ну, а они-то под кем были-то? Вот этот момент надо запомнить, ну, вспомнить. И, ну, бальмименда, ну, это, ну, по сути, это вообще мелочь, нахуй. Я же в тот раз тоже говорил, блядь. Хоть Орда пусть будет, хоть Туран будет, блядь, похую, главное, без Турции. Без Турции, нахуй нам нужны они, блядь.
Главное, без Турции. Пусть они, блядь, вот в своем острове живут нахуй. Алтайцы те же кыргызы. Вот, короче, я где-то наткнулся, один раз в Ютубе можете посмотреть, я охуел. Короче, наткнулся я на эм, каких-то диких людей, короче. Я думал, это якуты, что такое. Но это был кто-то в гости пошел. Ну, короче, передача какая-то. Это были кыргызы, короче, в Алтае. И вот какая-то часть из них, если не спиздеть, они как будто там живут в каком-то в этом, в образе каком-то еще живут до сих пор. Блять, я не понял. Или они просто в тот момент прикидывались так живут, блядь. Ну, короче, в образе живут они до сих пор там, каком-то. В лесу там, блядь, там шерсть, что-то делают, блядь, это, блядь. Вот что такое, блядь, где-то видел. Правда или нет, блядь, где-то было, не помню. Ну, какой-то этот, не знаю, в Алтае есть такие люди, нет? Ну, точно помню то, что вроде... он просто как бы снимал фильм, вроде бы, он был, короче, кыргызом, но в каком-то диком образе, короче, до сих пор. Я не понял, короче. В горах, короче. Ну, явно это не наши кыргызы. Так, кыргызы бежали из Енисея, и дулаты казахи с киргизов и приютили и дали землю киргизам, Кыргызстан. Киргизы бежали из Енисея, и дулаты казахи спасли киргизов и приютили и дали землю Киргизстан. Ну вот поэтому я говорю, потому что я когда охренел, что с Алтая спустились, я охренел, блядь, какого хрена, как они спустились, и чуть я не могу, блядь. Телепорт, блядь. Вот так вот, дурдом, блядь, в истории, а. Уж Талас Нарын, Ысыкуль, Бишкек, Джалал Абад, все дулатские земли казахские. Понятно. Это Казахстан, әлі де бәләкәй түгел да инде ул. Казахстанны все резали, блядь, обрезали, и вот эта вот огромная территория, получается, уменьшилась. Но и то, хорошо, не уменьшилась, приличная осталась. Но эти, блядь, наверное, уж явно уж кто их гнал. Кыргызов кто гнать-то мог с Енисея? Интересно. Узкожопые, наверное, гнали, блядь. Но явно не китайцы. Узкожопые, наверное, тоже виноваты, наверное. Видите, даже мы же историю не знаем, кто гнал кыргызов. С Алтая, блядь. Это же ебать сколько километров гнали, блядь. Это, получается, наверное, крестили, блядь, может, их пытались крестить. Крестить десянг, блядь, они были ли еще в исламе, интересно. Тоже непонятно. Да, среди алтайцев много таких. Киргиз никогда не было в Центральной Азии. Спокон веков были оседлый народ, харазмийцы, сагдийцы и бактрийцы. Киргиз из Енисей. Ну да, значит, получается, такие есть, правильно. Бактрия это дулаты, и сагдяна Бахтияр Уран, Дулатов Уйсун. Мы ничего не говорили о России. Йорты тоже населяют Алтай. Вот Алтайда юрты что-то такое, блин, ну мен блин, в Ютубе всякая хрень есть, короче. Кто где живет, непонятно, короче. Ну, нәрсе болса да, монголлар да юртада яшаган. Вот у меня же есть знакомые монголы, Монголии. Они, получается, теге безнең кебек көтү көтәргә китәләр бит инде теге мал карарга. Баранов пасти, короче. У них сейчас до сих пор тоже та же система. Они тоже могут, оказывается, ауылда, короче, китергә, малын көтергә куядыр китә. Ну, обычно инде безнекеләр алай көтмәй бит инде Башкортстанда у нас более как-то по-другому идет движение шло. А на Узбекистанда, башка жерда, вот я помню, кто пасти уходил, в горы уходит пасти своих овец там на 3 месяца, короче. Вот так. И в Дагестане вроде бы так.
И вот эта же тема, Монголии такая же тема, оказывается, прикиньте, Монголии до сих пор они вот такой кочевой образ. И вот в этот момент они раскидывают свои юрты и в юртах живут, не возвращаясь. Примерно так. Хорезм это туркмены. Меня кто-нибудь видит? Вижу. Там пол Кыргызстана за Россию манкуртов хватает. Хорезм это каракалпаки и туркмени, и казахи, и узбеки. Слава Украине, Америка с нами, Казахстан. Хотите прикол? Ага. Каракалпаки из Кавказа пришли черные клубуки, это Азербайджан. Пришло черные клубуки, это Азербайджан. И я видел таджиков, покупающих водку и колбаса халяль. Башкир, ты меня видишь? Видим мы тебя. Ну, как же ты видишь? Видим. Америка, сильно не верьте. Башкир главный волк. За Америкой лучше дела не иметь. Уважаю. Это основное. Нет, он пишет то, что Америке сильно не верьте. То, что этот Кустанай, этот с Америки, что ли? Кустанай, ты с Америки? Ну что, он про него? Башкирт Рахмат Кустанай, Алкаса Жок, Казахтар Алга. Так, не Каракалпак, черные клубуки. Что за клобуки, я не пойму, ё-моё. Каракалпаки это другой народ. Что за клобуки, ё-моё. Казахстан, да, понятно. Еще я не понял, что за клобуки. Так, Амир Тимур поднялся за счет дулатов. Магалистан. В Магалистане он поднялся и вырос, и дулаты дали ему много власти. Магалистан – страна казахов из рода Дулат. Эмир Пулатчы из рода Дулат основал в 1360 году после развала Чагатайского улуса. Так. Тут тогда вопрос такой возникает. Так, сейчас, примерно так. В этих, если узкожопых когда не было, давайте вот чуть-чуть туда в историю воткнемся, чтобы понять, вот как дошли мы до этих Амир Тимуров. Вот там наверху, где мы, как говорим, нанайцы, нинейцы, вот где наши эти чукчи, короче, живут, вот оттуда начнем и спустимся сюда до Ташкента. Вот, допустим, вот эта земля была и вот этих захватчиков монголов или чья? Вот имеется в виду не Атилы, само собой, под Атилой были все земли. Вот после Атилы, когда уже нормальный век приходить начал, более-менее, ну вот имеется в виду, более-менее вот это монголы, захват монголов и так далее, зачистка вот этой всей территории, получается, с Монголией же он начал, получается, всех крыть нахуй, там всех брать в руки. Чингисхан, откуда он начал это все движение? И до Чингисхана что происходило? Вот этот момент надо понять. И Чингисхан этот движняк начал, и докуда его земля была, вот это нужно понять. И где были в это время эти узкожопые. И спускаемся до Ташкента. Вот этот промежуток надо было понять, как это происходило. Ну, блин. По годам, конечно, наверное, это тяжело, наверное, будет откатать. Так, дальше читаем. Мы Дулата Магалистана победили эмир Тимура. Грязевая битва, Баксанская битва, только нам он проиграл. Ага.
Вот, значит, все-таки вот этот вопрос, который как раз к этому и относится. До вот этого нет. Постойте. Сейчас еще раз один вопрос. Тогда и добавлю к тому вопросу. Чингисхан, получается, как мне писали тут раньше казахлар, это не монгол. Чингисхан ол казах. Получается, казах. Чингисханның неварасы вот это Амир Тимур. Хз, родственник какой-то. Амир Тимур. Он кто по нации? Чингисхан сам по нации кто, если он казах? Потом вопрос, какого, так скажем, грубо скажу, Чингисхана памятник стоит в Монголии? Сколько раз я видел у этих моих знакомых монголов памятник Чингисхана огромный в этом Улан-Баторе стоит, как он стоит, стоя. Вот этот один момент тоже непонятный. Монголы, получается, что, казаха поставили туда? Вот этот интересный момент, странный. И менің башымда уже каша идет конкретно. Вот 3-4 вопроса, которые никак, они не совпадают по той истории, которую нам втирали всю жизнь. Монгол закрытые люди. Чеченцы прятались в горах. Ага. У бурятов урус имена. А саха тоже урус имена. Вот именно. Оларны шуқындырып бітті енді анау пәтәге урыс хайван. Шуқындырды оларны, блядь. Они, по идее, должны были не урусские имена, а у них вот такие монгольские имена должны было быть. Вот, допустим, у моей тети, это близкая она мне, монголке, имя Энктой. Энктой. Я ее называю тетя Тоя. Ну, так, Энктой. А мужа зовут Олд Баттер. Олд Баттер зовут. Типа, или, да, вроде как Олд Баттер, что ли. Короче, Баттер. Баттер, наверное, Баттер. Ну, вот так, Баттер. Олд Баттер. Его зовут. Инкто и Олд Баттер. Исемлер шунды. Наверное, в Сахе и в этом тоже такие же имена были бы. У всех, которые ты назвал. У бурятов и у этих. Само собой, бурятлар вообще это монголы, как будто бы. Сами братья. Как мы, башкортлар, казахлар, одинаковые. Ты нәрсекей. Примерно такая же тема. Так. Я вот думаю, почему практически все стримы шорса такие проклятые? Это же кошмар. Кипер малум. Хз. Что за шорты ты смотришь там? Так, Моголистан не монголы, а тюрки, казахи из рода Дулат. Окей. А Чингисхан тогда кто? Так, Могул, великий Джус, Дулат и Уйсун. Окей. Тадж-Махал мы Дулаты построили. Так, Тадж-Махал мы Дулаты построили. Блядь. А тогда эти кто такие, блин? Этот Бабур, который Тадж-Махал строил, кто это? Не узбек, что ли? Ой, блин, нам пиздец врали историю. Или кто-то тут конкретно врет нам, блядь, или нам пиздели историю, блядь. Сука, в Узбекистане какую-то хрень несли, блядь. Кто эту историю писал, блядь. Мен шунарға айтам бетін, бізге тарихны біле тұрған кішілерге, я еще раз повторюсь, вот на эфир скажу, чтобы люди, получается, которые знают тарих, вы должны как-то, я не знаю,
выпустить или аудио, или что-то конкретизированно выпустить, прям каналы, прям, чтобы там бля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, блядь, без остановки говорили, чтобы народ это понял и друг другу распространял вот такими маленькими шотами, как вот этот говорит какой-то, кошмарит кого-то там этими шотами, чтобы моментами, вот, допустим, вышло 1-часовой рассказ, допустим, его разделили на шоты, блядь, по 1 минуту, блядь, значит, 60 минут, 60 рассказов, и все. Точнее, даже не 60 рассказов, а 60 частей. И потихоньку вот это будет распространяться по интернету, и каждый будет улавливать настоящую историю. И хоть какая-то будет польза, что мы не отупеем, блядь, до конца уже, в конце концов. Так, монголы ассимилированный народ сейчас. Современная Монголия создал казах из рода Дулат. Ага, окей. Надеюсь, историю слушаем. Туанлар. Турар Рыскулов. Он же написал Конституцию Монголии и дал название Улан-Батор. По-казахски и так далее. Ну да, Улан, Улан у них, у монголов, короче, сын типа. Вроде бы. Улан это сын у них. Хз, блядь, как переводится. Так, монгол же те же казахи. Монгол те же казахи? Интересно. Если монголы те же казахи, получается... Ёпарас это получается. Что за херня, блядь? Что за херня? А! Они же мне говорили, тенгри, они, блядь, тенгри, это верят какой-то хрень, блядь, как это они, многобожники, ёпарас это. Что-то непорядок. Непорядок. Что-то с нашими казахами что-то не сходится. Мои казахи, они мусульмане. Так, понятно. По идее, Амир Тимур не сильно нравится. С мусульманами воевал, постоял. Постойте. Во. В русской истории есть нахуй одна история, что Чингисхан мочил, говорит, всех мусульман убивал. Правда или нет это? Что Чингисхан ебашил всех мусульман. Вопрос это. Знатокам. Улан-Удэ тоже тюрк название. Ну да, вот. Вот эта монголка говорила, что Улан-Батор и Улан-Удэ, как бы по-ихнему ХЗ, что это означает, Удэ я не знаю, и Улан-Батор. Получается, Улан это сын, Батыр сын, а Улан-Удэ может дочь, блядь, Удэ может это дочь у них, ХЗ, блядь, Улан дочь что ли? Да не может быть нахуй, блядь. Улан это сын. Короче, наверное, называлось так. Верхний или нижний сын, верхний сын. Вот типа того, блин. Ну, и получается, их разделили тоже. Турар Рыскулов, казах из рода Дулат, президент Туркестан республики. Он создал Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмены. И все построил и спас всех от голода. Что-то опять что-то не понял в этот момент. Я в этот момент не понял, как он, Турар Рускулов, казах из рода Дулат. Понятно. Но... дошло. Современную Монголию создал казах из рода Дулат. Окей. Турар Рыскулов, казах из рода Дулат. Президент Туркестан. Он создал Казахстан. Понятно. Монгол это спорный народ. Кто-то сказали, они тюрку. Эмир Тимура никто не мог победить. Только казахи из рода Дулат его победили и разгромили грязевая битва.
Так, интересно. Ну, понятно. Вот этот момент не понял я. Чингисхан, получается, был... Чингисхан сам был казах дулатом, а Амир Тимур тоже дулатом был. Он неvarasi bo'lganmi, kimi bo'lgani? Так, Тадж-Махал построил Бабур, он из племени Барлос, внук Амир Тимура. Угу, угу, угу. Внук. Угу. Так, внук Амир Тимура, понятно. Внук Амир Тимура, но Барлос. Но почему тогда он становится узбеком, я не могу понять. Или внук Амир Тимура, блин, стал узбеком? Вот тоже тут вопрос становится странным. Так, я не утверждаю, но есть факты. Чингисхан, Амир Тимур и Аттила были рыжие волосатые, голубоглазые, уйсуны, а дулаты это уйсуны. Факт, они все дулаты, возможно. Угу. Угу. Интересно. Так, Амир Тимур, Найман, Барлас по происхождению тоже казах, но постоянно против казахов воевал. Поэтому не нравится Амир Тимур. Интересно. И у Чолак, Олега, Чолак Амир Тимур bo'lgan deyishadi. Что у него с ногой-то было? У него что-то с ногой было, да? Этот, короче, пиратом был каким-то. Одноногим. Да. Тур-ан. Показать тур, вставай, а ан это хищный волк. Ну, что-то не знаю. Странно. Ан это волк. Буры да енді, бізде буры дейді. Буры. Ан. Qaysi tilda ekan ан? Ну, интересно. Амир Тимур из рода Дулат, Уйсун, Борджигин рыжий, Уйсун, древний Уйсун Дулат. Борджигин. Аттила из рода Дулат, Дуло. Аттила, его имя Аттила, или это опять европейцы Аттилы его назвали? На самом деле, вы можете его как-то по-нашему звали, не Аттилой. Тилля, может, звали? Ататилля? Так, Амир Тимур, тюркское и монгольское. Туран как НАТО с ИЕС, а то исчезнем. Турк. Все эмиры были дулаты, и Амир Тимур эмир. Эмир Пулатче из рода Дулат Моголистан. Алтын Орда это монголы, джуши, мы же не монголы, а тюрки. Туран создавал Амир Тимур. Я не знаю, точки, факты. Так, Туран был задолго до Эмир Тимура. Короче, история так себе, лучше будущем жить. Амир Тимур родился на Дулатской земле. Так. Если Амир Тимур был казахом, то Едигей был каракалпаком. Золотую Орду разгромил Амир Тимур. Недавно норвежцы приехали в Казахстан и сказали, что казахи из рода Дулат и их родственники. В Ютубе есть видео. Викинги, тюрки. Рюрик был казах из рода Дулат, Дудо потомак Аттилы. Ольга из рода Дулат Дуло. Костанай болды, хаммага казак болып кетті.
Западно-тюркский каганат Дулу Дулат. Ирбис хан Дулу Дулат, правитель западно-тюркский каганат. Болды, хамма казак болды екен. А где появились Адам и Ева из Алматы, первое яблоко с Алма-Аты, там живут казахи из рода Дулат Уйсун. Өлтірді. Атилла Хунни. Да, Хунни. А что Саха сама не постоит? Саха сама не постоит. В гугле набери Иисус из рода Дулат. Өлтірді. Появилась Адам и Ева из Шри-Ланки. Британские ученые доказали, что первое яблоко из Алматы, а там живут тулаты, казахи, Адам и Ева с Алматы. Райский сад, яблоко надкусили. Наш царь тюрков Атилла. Кучумхан тоже бил в Туране. Казахи кормят эти Каракалпакстан, узбеки, киргиз, тюркмен, всех иммигранты в Казахстане. Колпаки хитрый народ, всегда завидовали казахам и узбекам. Атилла Хун, будучи тюрком, принадлежал не только казахам, но и всем тюркам. Но он был казах из рода Дулат. Наберите царствующий род гунов и все поймете. Кто такой колпаки? Колпаки это кара колпаки, черные колпаки. Черная кость. В натуре я тоже не вкуривал колпаки. Думаю, что за колпаки? Кара колпак этот. В натуре, что этих черных колпаками назвали? Колпак, что они, колпак носили на голове? Кара колпак носили? Что за это? Их колпаками назвали. Вот это интересно тоже. Почему узбеками не назвали, колпаками назвали, да? Кара колпаклар. Получается, значит, они колпаки носили постоянно, и вот их колпак им назвали. Я так понял. Как нас татарами. Хер его, блядь. Тартары были мы или, блядь, кто татары, блядь. Тоже, блядь, винегрет. Просто, блядь, это хуй Сталин татаром назвал нас или кем, блядь. Кто нас назвал так? Непонятно, блядь. Откуда это татар слово вышло вообще? Сборище букв, короче. Там колпаки, тут татары, короче, пипец, блин. Ник против казахов, не базарь. Написать правильное название нации. Гуны это кочевые степняки, это только казаки, башкирты, каракалпаки и нагайцы, остальные к гунам не относятся. Так, гуны это кочевые степняки, это только казахи, башкирты, каракалпаки и нагайцы, остальные к гунам не относятся. Нет, ну вот интересно самое, остальные не относятся, понятно, но, блядь, если до гунов мы спускаться будем, то, блядь, гунами называли эту всю территорию, блядь. Гунны, получается, блядь, это все гунны были, если там на то пошло, блин. Гунны там ебли всех, там никого не было против, не против, а кроме гуннов. Если в эту историю спускаться, этот вроде, мне кажется, я понял, что вот эта вся полушария земли, от, я не знаю, с низов Афганистана до верха, блядь, этой северных земель, этой Рашки, блядь, это все гунны были. Там никого не было, блин, если вот эту историю берем. Я так думаю. Кто мог быть, кроме гуннов там? Одни гунны там были. Вся история только из него и состояла. Даже я в школе это вроде изучал, блин. Гунны, набегов гуннов. Гунны набегами шли, там, на Европу шли. И там, получается, всех ебли они, эти гунны. Не было Орды при Иване IV.
без понятия. Были они. Кто мы, где мы? Мы в эфире. Не знаю, ты где. В заднице, наверное. Так. Эти узкозадые просыпаться начали вроде бы. Так. Каракалпак. Нет, я Найман. Мять Ивана Пулька. Мать Ивана Полька. Писец. Тот день только Иван Грозный был казахом. Вот только недавно. Или татаром. Теперь полькой стал. Пипец, короче, я не понимаю. Так. А когда это монгол, калмак, жонгар, Найман стал тюрком? Так, я не знаю. Так, у казах есть поговорка Найман кума, шайтан кума. Пипец, блин. Куарга керек, шайтанларны бітсін. Пирамиды же тоже казахи построили, да, первые? Кстати, насчет пирамид тоже можно поговорить. Ну, насчет пирамид построили, я так понимаю, это во время, не соврать, который Аллах Таалям, который дал этому, как это, который правил этими, всем вот этим, как его звали, ветрами, короче, этим, ну, всем правил, короче. Вот, то ли Сулейман, то ли кто. Ну, наш этот, ну, то ли пророк он был, то ли что. Короче говоря, этот, шул нарсакей. Нарсакей пайғамбардыр енді, наверное. Точно, пайғамбар болған енді. Вот он, короче, вроде бы пирамиды эти в этот момент, мне кажется, были построены, когда он мог рулить, короче, над всякими этими шайтанами, там, всякой вот этой фигней, короче. И шул уақытта вот эти огромные камни, мне кажется, строили. Или, если этот вариант не подходит, то были люди в реальности, в те времена, во время пирамид, были люди, которые реально были по 3 метра, по 5 метров. Вот такие люди были, вот они и строили это. В те времена были огромные люди, как динозавры, высотой. Дверь от террара открыли найманы и аргыны, предали тюрков. Найманы и кирейти были христиане крест. Найманы и Кирей кушали шушка. Инанника. Почему вы говорите непристойные слова о каракалпакском народе? Кто-то внутри берешь. Короче, Серикжан это трайбалист. Что за трайбалист? Каракалпаки красавцы. Берешь это Исатай Маханбет. Берешь Агатай. Трайбализмом болеет. Башка, ты их не знаешь, эти Каракалпак, Узбек, Арган, Найман, хитрые, провокаторы и так далее. Монголы все еще в юртах живут, кстати. Понял, Серик. Мы, каракалпаки, хорошо казаков хотим. Вы уважали нас. Что вы о нас говорите?
Понятно. Абай Кунанбаев, агент Росимперии. Его отец Кунанбаев был губернатор на севере Казахстана, и он предал Кенесары хана. Мгм. А вот насчет этого реально, Кенесары хана натуре эти кыргызы предали, говорят, правильно, да? Или кто его предал-то? Кыргызы предали его? Что за там хрень происходила в древности? Кто кого предал? Вот, поэтому мен айтам да енді, мына вот это все, блядь, вот это, блядь, междоусобица, блядь, предательство, нахуй, блядь, оно уже, блядь, со времен наших предков было, оказывается. Нам надо, блядь, это все дерьмо заканчивать. Нам нахуя предавать друг друга, если мы, блядь, хотим вместе жить? Нахуя нам, блядь, этот, выбирать жизнь узкожопых, нахуй, если мы хотим, блядь, жить в независимости? И нахрена, блядь, вот эту, блядь, всю сущность, блядь, да, ведь, блядь, делиться с узкожопами? Вот то, что у нас есть, нахрена нам делиться с ними? Мы могли бы вместе все спокойно жить, без этих узкозадых, блядь. Нормально было все. Вот этот момент я просто не могу понять, почему, блядь, народ, блядь, начинает в один момент болеть нахуй тем, что он начинает предавать свою нацию, там, своих, блядь, предков, в конце до концов, блядь, родственников, блядь. И этим долбоебам в тот раз тоже высказывался, блядь. Ради Хабиров, там, Рустам Минниханов, они, блядь, нахуй, перед своими родителями, как выглядит, как думаете? Вот этот Кадыров, блядь. Как они перед родителями говорят екен? Им, наверное, же говорят, балам, сен о чеченларны, башкортларны, татарларны издеваться қылыпсың. Ты, блядь, конкретно ты их давишь, блядь. Я тебя так не воспитывала, блядь. Чё за хуйня, блядь? Блядь, нету, что ли, у них таких родителей, блядь, а? Или у таких пидорасов родители чисто как этот, трюмо становится, как этот, блядь, так скажем, вещь, которую сюда поставят, или отгонят там. Сейчас вот этот момент не понимаю людей, блядь, во власти. Это, блядь, это до такой степени они зазнали, что ли, блядь, что у них родители уже становятся такими же, блядь. Или все-таки у них есть у родителей какая-то совесть, и они боятся просто против сына идти. Вот этот маразм что-то мне в голове не вписывается, блядь. Вообще не вписывается. Блядь, и Каримов такой же, черт был, блядь, нахуй. Каримов, блядь. Ну, блядь, ладно, у Каримов детдомовский, говорят. Но мать-то была у него, нахуй. Отца хуй поймешь, вроде не было. А мать вроде была, блядь, где-то в проебе. Ну, тоже не пойму, блядь. Сука, как это, блядь? Как это нахуй? Башим шлями, блядь, нихуя. Просто у меня порой ступор, нахуй. Столько вопросов, а ни хера ответов нету. От Балкан до Узбекистана это все Золотая Орда была. Балканы, Балканы, хочешь сказать, вот здесь что ли Балканы, которые... Балканы, вот здесь, блядь, в этом, блядь, черт, что за люди нахуй идут ночью? Блядь, Балканы же это, блядь, вот, блядь, это слово не могу вспомнить сейчас. Албанцы, блядь, до Албании, блядь. До Албании, если это вся Орда была, блядь, что-то странно. Это как так нахуй? Ты, блядь, чё, и ладно, Венгрия примерно как-то понятно. А чё, Румыния тоже, что ли, в Орде была, получается? Что-то странно.
Так, тогда вы, каракалпаки, объясните мне, почему вы хотели в состав России, когда митинг делали в 21 году. Чингисхан тюрк, ближе к всех казакам. От Балкан до Китая это все было западно-тюркский каганат Дулу-Дулат. Тогда Ордой даже не пахло. Но если Ордой даже не пахло, ну-ка, что за слово каганат? Тюркский каганат. Дулу-Дулат. Ну все, тогда надо называть Курултаем нас, и все. Если даже Ордой мы не были, тогда надо Курултаем назвать по-новому. Курултай 21 века. Примерно будет более как-то адекватно зато. Свежо будет такой. Когда-нибудь там через 100 лет будут вспоминать о нас, скажут, ну вот, создали 100 лет назад Курултай, и у нас до сих пор Курултай. Наши предки создали, будут говорить наши внуки, Курултай. Будет нормально. Потому что Башкортостанда да, в Казахстанда да, я думаю, есть вот это собрание Курултай. Оно же есть где-то. Bizde Башкортостанда это и есть Курултай. Ну, я думаю, Курултай самое интересное имя. Вот так. И говорит свое имя за себя. И все, его даже не надо объяснять кому-то Курултай, что это такое. Слово само говорит. Как говорится, Курултай. Типа построенное, да? Или строится. Курултай, постройка. Мы тюрки, и наш хан Атилла тюрк. Жаши, Чагатай, Угадей, все в Казахстане похоронены. Можете в интернете посмотреть. Башкурт Джахсыман. Кстати, Джуши Угадей, все монголы. Чагатай, Угадей, Жуша, все тюрки, именно казахи. Серегжан, понимаешь, не верится ли, что все видели YouTube? Буряты есть монголы. Буряты лесной народ, они даже не кочевники. Буряты монголы джангары. Чингисхан кочевник был, степняк, Бурятия это тайга вообще. Окей, буряты. А эти тогда кто? Саха, которые чукчи, кто такие тогда? Вот эти, они тоже вроде этот, как бы, как китайцы, ё-моё. Если, ну, Саха, понятно, чурки там. А как они туда попали? Как они чукчами стали? Вот интересно. Что за племя? Племя, которое реально, как говорится, тундрада яшаган почему-то. Это как получается, это, блин, у этих, блять, у норвежцев есть там тоже их чукчи, в тот раз я говорил. Саома, Саоми, Саома или Самоа. Вот такое, нация, Саоми. Так, буряты как башкорты, лесники и таежники. Да, а Саха все входила в Орду? Не верится ли? Игорь, Саха не входила в Орду. Игорь, ты урус? Саха с Казахстана пришли в Якутию. Саха входит в сибирский ханство. Ханство? Так, Саха с Казахстана пришли в Якутию. Интересно.
Понятно, с Казахстана они пришли. А какого тогда фига, тогда у всех свой язык какой-то, ё-моё. Вот я служил с бурятами, с тувинцами, с якутами. Вот эти вот три этих наций там были. Кстати, узкие глаза у них. Вот они были. Это как они, получается, тогда, если они тоже примерно, если будем говорить, они тоже казахи, то значит они ру, ладно, какой-то другой рудан и все. Что ли, так что ли получается? Я не могу понять. Тоже интересный момент, странный. Чуканганлар, притом алар. Получается, алар, если с рода казахов, это получается, это чуканганские все там. Ё-моё. Саха с Казахстана пришли в Якутию. Так, Саха входит в сибирские ханства. Ольга по-казахски Алга. Алга. Серик Саха всегда жила на своей земле. Кочевала там. Елена по-казахски Еляна. Часть Саха с Казахстана пришли туда. По идее, степные тюрки это именно казахи. Нагайцы это кавказцы, каракалпаки это пустынные тюрки, башхорты наполовину степняки и наполовину лесные. Ой, но в тот раз же, если на то пошло степняки и лесные, то тогда вон мордва, марийцы такие же. Марийцы тоже есть, оказывается, луговые и еще, блядь, горные. Горные и луговые. Пиздец, блин. Белатор, по факту говоришь. Ты урская был, Ногай тюрки едиги мангыт уйсон. Адулат это уйсон. Сибирские татары тоже кочевали. Сибирские татары это казахи. Я же тот раз кому-то показывал. Пипец, я думал, познакомился с татаркой, а она этот натуральная казашка, Говорит, нет, я татарка, говорит. Глаза узкие. Я говорю, ты не татарка, я говорю. Нет, говорит, я татарка. Вот они себя называют татарами. Пипец, их тупо загнали в эту систему, то, что сказали, что они татары, все, они татары. Казах, что они даже не знают, получается, сами, кто такие. А фейс и вот это все, оно же само показывает все равно, кто они. Северо-сибирские татары это казахи. Вот она, вот из Сибири она как раз. А таких я очень много встретил. Реально, думаю, да син татар тугульсан. Просто у них название татар, а на самом деле они не знают, кто такие. И, кстати, какая-то часть говорит она на татарском. А другая часть, само собой, не знает свой язык даже. Каракалпаки это родственники одновременно и к тюркменам, и к казахам. Ну, может, это какие-то метисы, ё-моё. Может, это какой-то миксованный народ, созданный между этими людьми. Крымские татары это казахи, просто русские назвали их татарами. И все тюрки.
Тут все что-то я не понял. Все здесь казахи, ё-моё. Братан, у тебя что-то все казахи у тебя тут, ё-моё. Ну, не может быть такого, не может быть. Не-не-не-не. Это что-то уму непостижимо. Тогда уж будем, давайте говорить тогда, все, мы только с одной мамой, с одной папой, и все, мы все, короче, да все на земле, короче, по сути, все люди мы. С одной нацией. Только потом нации добавились, да? Сибирский татар сильно похож на казахский вроде. Да, я не знаю, столько татарского услышал, я просто офигеваю от таких ихние слова реально какие-то другие. Где-то ЦЦ, МЦ, вот это меня прикалывает они вообще. Они так интересно говорят искаженными языками, искаженные слова используют. Я просто поражаюсь над ними. Вот так. Цай цацам, цай говорят они. Многие цай цацам. Так, были названия сел кишлаков, например, Кингурот, Магнит, Карлук, Уйрот, Найман, Кпшор, Тангит. Когда оседлаешь кишлак называлось родом. Вот было переселение по Европе и Латинской Америке. Узбеки, карлуки — это оседлые казахи и иранская примесь плюс сагдийцы, бактрийцы и т.д. Кстати, у узбеков ведь много, если замечаете, всегда очень много с узкими глазами узбеков. Говорит, я узбек, а у него само узкие глаза. Не поймешь. Может, они уйгуры, а может, они казахи. Или как здесь говорят, колпаки, колпаклар. Такие дела. Короче, туғандар, будем, наверное, округляться. Сізге рахмат. 6 сағат базарим. Ё-моё, где-то 6, у меня где-то 5:25. Непонятно. Меня, короче, начинает этот колбасить. Этот. Так, узбеки, карлуки — это оседлые казахи. Все, я читал это. Короче, туғандар, башқұрт брат, қазақ брат, өзбек брат, бүтініңізге тыныштыққа. Қарақалпаққа да, қалпақ, сеңе да давай, исәнлік. Созвонимся, спишемся, если что. Пиши в телегу. Просто надо заканчивать уже, ё-моё. Уже таң атамын да. Очень интересно, познавательно было, рахмат. Это, как говорится, постараемся это переварить в голове. Где там, если кто-то дальше потом будет смотреть этот видос, конечно, он охереет смотреть 5 часов, блин. Ну, какие-то части, если даже перемотает, прослушает. Где-то, если неправильно там кто-то говорил, там, читаю, хайлатон всем, да. Если где-то неправильно что-то, исправьте историю. Ну, побольше давайте будем продвигать историю всех народов, чтобы дойти до, короче, этого, до истины. Чтобы этот узкий мир, короче, нам не диктовал свою историю. Особенно нашим детям. Чтобы нам эту правдивую историю надо найти и копать под это. Примерно так.
Давайте. Рахмет. Давай. Игорек. Тыныч чоккосуң еді. Кем болсаң да. Так. Потихоньку будем вырубать.